Wiecie, położony tak. Evet. İyi gittik. Окей. Так, сейчас еще.
Так. Все. Погнали. Kan. Anhab. After eons of tyranny, the demon god humanity. Though fear of his terrible power endured. Так. Кстати, надо бы удалить сейчас этот вот огромный видос. Что за 3D фото? Может, впервые стоит воспользоваться этим фоторежимом? Щит. Объятия гнилой матери. Так. Ну, выглядит окей. 3D фото сохранено. А как это 3D фото? Вообще не понимаю. Или просто так назвали, странно. Так, окей. Чё? Ауч. А, да ладно. О, ваншот. Велико. Просто. Я вдруг подумал о том, считается ли тут урон по-разному, смотря от того, куда был нанесен удар.
Типа в голову, тело, ноги, руки. Это было бы забавно. Просто учитывая то, что у меня на голове просто тупо шляпа, это бы объяснило этот ваншот удар. Ничего себе. Окей. Давайте пока ждем, попробую еще убить этого. Отлично. Да ладно. Ей просто повезло отойти немного. Не, ну это вообще не смешно. Чё она такая суетная стала? О, слава богу. Отлично. Так. Боеприпасы.
Так, наверное, стоит... А, она уже тут. Угу. Побежали к ней. Отлично. Here we go. Так. А я не понимаю, а как множатся эти силуэты? Как только я отвожу взгляд, они появляются, типа, что ли, или как-то реально появляются? Просто тех двух не было, а они появились. Или мне стоит их убивать? Непонятно. Так, во. Сейчас будет. Сейчас все будет. Привет, только. Не спишь сутки? Но под мой стрим уснуть самое то будет. С 10 вечера? А, окей. Типа режим восстанавливаешь? Это я интересно, конечно. Да, блин, идиотия. Да. Ну, я тоже так делал. Достало. Прекращай, кстати, думскроллингом заниматься. Телефон просматривать. Качай приложение Zen. Или оно у тебя уже есть, скорее всего. Прикольная тема. Она просто заблокирует твой телефон нахрен. Звонки все такое ты сможешь принимать, но просто она заблокирует возможность пользоваться приложением там прочее. Она будет в состоянии типа как заблокированная в плане экран как будто бы заблокированный будет. И таймер отсчитывать начнет. Типа ставишь блок на 1 час. И в течение часа использоваться не сможешь. Классное приложение. Мне жестко помогло. Его ставлю и все просто. Типа понимаю, что в телефоне я ничего делать не могу и просто засыпаю. И как бы мозг тоже понимает, что ничего интересного нет. Как бы занятий больше нет и давай спать. Как-то так. Уроки английского проходишь перед сном и все. Блин, что-то. Наверняка какие-то там отвлекающие приложения есть помимо этого английского. И просто пораньше ложись спать. 100% там, типа, в YouTube Shorts заходишь там прочее. Один хер же заглядываешь куда-то. Как бы то ни было. Так, я вот хотел черепа, да.
Мгм. Так, улучшаемся. Окей, мощно. И пошли. Пожалуй, дальше просто не будем тут торчать. Ну так. Угу. Понял. Ай-яй-яй-яй-яй, ни хрена себе. Не, ну если ты дотягиваешь до сюда, то я дотяну до тебя. Хе-хе-хе. Да ё-моё. Да ладно. Мeh. Ладно. Ага, понял. Но меня никто не сбить не должен. Я хорошо прохожу. Все. Больше никаких снайперов нет вроде? Да, убрал. Так. Ах ты мудак. На. Так. И вот слышу где-то кого-то. Похоронный колокол. Да ладно, да ну ё-моё.
Блин, чё, семена больше не выдаются, что ли? Опа. Интересненько. Да, поближе. Ну, серьезно. Так, там какой-то... Ну, ладно. Пойдем глянем. Любопытненько. Так. Лучше на ядовитыми такими, как я. Да уж, выглядит максимально безопасно. Что может пойти не так, как говорится. Да, поближе. Опасно. Там самого правильного. Не-не-не-не-не. Господи. Как? Ну как? Ну как? Подожди, подожди. Да, да блин, пожалуйста. О, боже мой. Так. Концерная панель. Сейчас, подожди-ка. Звучит интересно. Где? Моль. Моль, жук. Сейчас выйду из этой жопы и чекну. Тут пауза не ставится просто. Это же соус-лайк долбаный, которых вечно нет такой темы. Не то чтобы это не было проблемой.
Просто на данный момент это, да, немного парит. Уф. Окей, все, безопасно. Что там? Прокси сервер? Тихо. У тебя Мгур не работает? Ну, не, вот сейчас только что зашло. Битер, няня. М. М. Да как будто бы нормально, но просто вот меня смущает это. А, ну прикольно. Не, меня просто вот это вот смущает. Другое сейчас покажу. Э, Отступы от краев. Примерно там как будет вообще. Вот тут как будто слишком большой отступ. Это сенсорная панель от компьютера. Как вот тут, но вот так будет. Ага. Не конкретно у меня это будет. Вот человек просто разрабатывает дизайн сенсорной панели. Вот может быть вот эти вот панели типа чуть больше может их сделать. Если они будут светиться ярче от нагрузки, то может стоит ну, отказаться от кругляша этого. Просто цифры оставить. И, соответственно, цифры сделать больше просто. И вот это вот ГПУ побольше. Чук-чук, чук-чук. Все под один размер шрифта. Чисто, чтобы информативнее было побольше. А вот эти вот драйвы, C-драйв, B-драйв, E-драйв. Ну, зависит от того, сколько у тебя будет хард-дисков, да, понятное дело. А как они отображаться будут? То есть сколько максимум можно будет поставить? Вот в чем вопрос. Если только 3, или ну максимум 5, наверное. У меня, к примеру, так, сейчас. У меня, к примеру, сейчас. Раз, два, три. У меня сейчас 4 накопителя. Я еще не знаю, 5, 3-5 столбцов, но у меня всего 3 накопителя. Ага. Ну, наверное, стоит учесть этот момент. И, скорее всего... Ну, вертикальное расположение тоже окей. Но и горизонтальное тоже будет вполне себе нормально. Просто вот как почему-то это странно так смотрится, потому что у тебя расположение всех вот этих вот информационных панелей, они идут в горизонтальном положении, а тут оно вот так как-то. Поэтому если вот так пойдет, то ну как будто прикольно. А, вот, я вот говорю об этом. Вот информация у тебя вот тут чисто по вертикали, когда как тут у тебя вот везде, оно по горизонтали.
Если говоришь про то, что если вот оно будет сиять ярче от того, что она нагружается больше, то, м, то вот реально вот эти вот кругляшки, они как будто бы лишними будут совершенно. Совершенно лишними. Чисто цифры оставь. А, то есть еще больше информации будет? Ну, тогда, в принципе, окей. Это просто набросок. Да, я понимаю, но ты не воспринимай это как, не знаю, как, не знаю, обсер какой-то. Просто накидывают тебе идеи. Раз уж это набросок, то да, как бы наоборот же хорошо. Принимай инфу. Как идеи. Не говорю, что именно так делай. Просто прими во внимание, что как бы можно было бы так. А так прикольно. Но что вот бросается в глаза, вот разные отступы, видишь? Вот тут большой, а тут поменьше. Вот тут большой, а вот тут поменьше. Почему так, типа, ну как-то бросается в глаза? Не знаю. Это, скорее всего, лично моя проблема. Если это вообще можно назвать проблемой. При нулевой нагрузке карточка будет слегка градиентом, а при полной вот как на фотке. А это вот типа на полном они такие, да? Ага, понял. Блин. Так, ну что ж ты такая тварь? Удары кончились? Да. Последнее движение такое. Прям кончило. Да, это нормально. Просто со временем тебя это вот глаза прям сильно будут подмечать. Это даже будет в какой-то мере бесить иногда, когда ты будешь замечать такие вещи на улице, на баннерах всяких вещей. Многозарядный арбалет. Как у меня прям получается. А, понял. Погодите. Так, давайте-ка я сначала вот этот сильный поставлю. Имен. Так, потом прокачаю. Отдохну. Хотя это было лишнее, наверное. Ну да ладно. И вымру. Блин, какая же мразь! Вау! Я вообще не видел этого. А он там прям сидит, наверное, да, где-то на потолку. Хичерить просто чисто ракета. Классно, да. Балдеж. Где он-то? А, вот ты откуда-то прилетел. Ну, понятно, чисто с секера момент случился.
Как с этим парнем. Был такой чел. Кричит и летит на тебя. И чё, и как ты у меня докажешься? Так. А никак, видимо. Никак. Так. О, я походу совершил какую-то безумную ошибку. Или мне кажется? Не, нормально. Слава богу. Я могу как-то... А? Ага. А. Вот. Вот так вот. А. Погодите, это реально? А, ну вот теперь да. М. Кольцо несчастливого Нохута. Звучит странно. Нохут. Ай, ёпта. Какая же тупая игра. Просто невероятно тупая вот в этом. В таких моментах она просто реально бешивает. Господи, что за дерьмо? Вот так вот просто бьет. Шаг один вперед делает. Но создается какая-то странная инерция. И благодаря этому он просто летит туда. Охереть, чуть ли не умер просто. А, вот он же он. Ублюдский десант. Ё-моё. Мне, по-моему, сейчас тупо повезло. Так, ща подойду.
Я поел. Спасибо. Привет, Севы. Они что, типа вызвали квартирный вопрос? Выглядит как-то... Это типа тот самый артефакт? Руна? Так. А. Че? It always comes down to this. Ну я старого не звал, так что пускай он сам разбирается. Что-то не особо хочется помогать старому. Угу. Какой же он слабый? Даем. Maybe some robots can never. Так. А мы где? Почему старый подходит и забирает руну? Он же явно злодей. Зачем мы им... Finally. Наконец-то там тебе и место. Так, это было странно. А где старый? В смысле? Он забрал и ушел просто? Реально? Вот стрёмно то, что кто-то дышит все время, а я не вижу. Вот тут прям. Ну ладно. Допустим. Да чё ты? Да серьезно, собаки. Исполняет что-то, пытается убить меня.
Так. ам, Давай вот эти. Или тут может что-то поинтереснее. О, давайте вот ядовитые соли. Под яд. А, не-не-не-не. Кровотечение надо. О. А? Вот это дерьмо. М? Ну, да. Это оружие такое. Когти. М. Да. Спасибо. Да. Это было спагетти. И чё? Привет, Паймон. Здравствуй. No, 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 no. А, ну как же это глупо. Танцуй, как Джейн Кертис. Да, это давно было. В день релиза. Снова поиграть было бы неплохо. Да, игра огонь. Мне нравится. На самом деле, типа вот плохих Souls-like игр, на самом деле, из тех, что я играл, мало плохих Souls-like игр. Ну прям откровенно, прям супер плохих. Я могу назвать разве что Сурж был дерьмом, потому что я в нем пригорал чисто из-за левел дизайна. Он был настолько запутанный, что не, реально охереть можно было. Я впервые такой безумный левел дизайн встретил. Тоги. Это был монстр, который хотел меня поймать. DS2. Ну, DS2, он не сказать, что плохой. Я понимаю, почему люди его ненавидят. Ну, зачастую бывают причины совершенно глупыми. Типа, одна из топовых причин для ненависти DS2 это то, что к нему Миядзаки не притрагивался. И это даже типа ни хера не шутка. Но по факту DS2 довольно-таки интересная игра. Хорошая. Там, конечно, прям навалили контента. Вот DS2 это, можно сказать, был прототипом чуть ли не к Elden Ring в плане объема контента и там прочего. Там, блин, очень много всего. Мне до сих пор вообще вот, можно сказать, снятся вот эти казахстанские степи.
которых я просто охеревал. Где лошади меня драли. Это просто жесть, конечно. Самое безумное в этой локации то, что то, что там всего один костер на всю локацию. Всего один. На всю долбаную локацию. Это просто жесть полная. Чтоб ты понимал, босс там тоже, ну, полная дичь. Это тупо два тигра, два дальневосточных сибирских тигра, которые просто рвут тебе задницу. Если ты быстро не расправишься с первой, то вторая, типа, в течение какого-то времени тоже подключается к бою, и вдвоем они тебя просто насилуют. В DLC снежком бить не один босс. Ну это я про тигров говорю. Мне вот эта вот тема запомнилась с этими долбанными тиграми и этой степью. Самое забавное вот во всем этом, то что они как сделали с этим систему нерфа гринда мобов, типа. Она работает везде, то есть ты не можешь гриндить одних и тех же мобов типа все время. Там ограничение по их смертям было типа около 12 раз. Я играю сейчас в DS3, раньше не любил Souls-like совсем, но для Remnant 2 и DS3 исключение сделал, нравится. Я вот хочу Remnant 2 поиграть. Я первый играл, она мне прям безумно понравилась. И вот во второй пока еще, ну, как-то руки не дошли еще к нему. Но со временем мы справимся. Она есть в геймпассе, поэтому да, будем еще играть. Играл, с мечом Гатса не отъехали быстро. Я жду DLC для Элдарика, может там завезут что-то годное. Я вот Элден, блин, столько раз пытался полюбить, но не смог вообще. Our holy work continues, Lambear. Fellow sanctified vessel. Она May мне Aureus' как-то не зашла. divine radiance flow through Открытый you мир and Souls-like continue вообще не клеится, как по мне. Странно это все очень было. И повторяющиеся все время боссы эти и так далее. Как бы они, конечно, все опциональные и там прочее, и докапываться до них такое себе, но тем не менее. Лично мне как-то это все показалось, ну, не очень прикольно. Алдан это, конечно, не кишка. Вот за кишку я люблю Souls, это что-то нужно в Souls, но никак. Но никак не нужно, да. Вот проработанная, хорошо сделанная кишка, это да, прикольно. Elden Ring, ну, возможно, второй проект с открытым миром у них получится лучше, да? Как первый, типа Souls-like с открытым миром. Но он такой не супер плохой, но, блин, очень странно это было максимально. А, смотри-ка, она монстра убила все-таки. А вот и маленький помощник Герлинды. Живчик. Герлинда теперь снова работает самостоятельно, справляется лучше, чем когда-либо. Хотя тот упрям безды последний раз пригодился. Вот. Герлинда скоро вернется в общину Стерлова. Конечно, там одни лишь торы и недальновидные дуры, но у Герлинды теперь есть опыт работы с рунами, так что она должна свести некоторый счет. А деньги убирайся отсюда.
Погодите, не понял. А какой-то лут она мне дала или просто она сказала, что убила и все? Первый ремнант не осел, слишком локации пустые, затянутые однообразно. Ну, мне как-то вот понравилось на том моменте, что это все-таки оказался Souls-like, который очень хорошо работает со стрельбой. И как-то вот чисто на одном этом опыте я всю игру прям с удовольствием прошел. Нормально было. Вот это сильная женщина, согласен. Так. О. Дай здоровье после убийства врага. Давай. Позволяет игнорировать требования к весу и статистике для предмета. Снижает требования. А, да ладно. Норм. Так, увеличить физический урон, да? Вот всякое разное подбираю, но в то же время вообще не понимаю, что тут, ну, хорошее есть. Мана после убийства. Вот увеличение физического урона. Ну ладно, пускай будет так. Сравнить со вторым смыслом. Ага, понял. Ну, значит, я вообще во втором кайфану. Видимо, жестко кайфану причем. Так, давайте-ка. Дарик красив, базара нет, очень удивляет локи по дизайну, но он пуст. А то, что они напихали Ctrl-C, Ctrl-B, такое себе. Ctrl-B, точнее, да. Ну, чисто вот это вот как-то впечатление портило безумно. А, подождите. У меня же есть, да, эта тема? Так. Я хотел переместиться. Так. Все. Норм. Теперь Uber насрать вообще на все. Я тупо машина для всего и все. Я, короче, бегу обратно. Хочу сделать кое-что. Есть квест с флагами. И вот как раз сейчас я его исполню. Для вас квест исполняет. Пример. Пошел в задницу. Так. Кстати, ласт босс во втором ремнанте хорош. С часов 12 его траил. Звучит как сказка, я бы сказал. Как просто мечта. Да уж. Помню, как я в свое время дико охеревал и от этого. От третьего Dark Souls, от танцовщицы. Не.
Сирота, Кос, Фрида, вот эти вот знаменитые ублюдки. Знаешь ты? Come over here. Ага, ясно. А мне все равно. А нам все равно. А нам все равно. Не боимся мы души потерять. Так. Так, держи потрепанный флаг. Голосует на Сориус. Стяг будет восстановлен, как и священные стражи. Во время нашей первой встречи, Ланфлейс, я решил, что ты всего лишь инструмент в руках Майера. Но тобой доказано, что ты на стороне праведности. И за это я благодарю. Мерси, благодарю тебя. Мерси, спасибо, что ты такой меч просто. Как-то вот реально больше по когтям шустрый нравится. Сейчас от нее офигеваю, не то чтобы сложно, а просто жадно сгубить, думаю, ударю еще разок, вот не надо было. Угу. Да. Вот вы замечали с собой такую тему? Чем больше вы играете Souls-лайки, тем со временем у вас меняется поведение. Каждый из последующих Souls-лайков. Просто задумайтесь над этим. В том плане, что изначально, я думаю, многие играли со щитом. А потом со временем, спустя множество этих Souls-like игр, все постепенно начали переходить со щита на двуручные мечи, там на длинные мечи, ну такие, знаешь, типа без щита играть, чисто вливание урона, куда больше типа как-то импонирует, начинает. Я вот за собой такую штуку заметил. Я раньше прям любил через щит играть, особенно когда впервые играл каждую часть душ. Из части в часть я вот думал, типа, блин, окей. Заберу там щит, все дела, и все будет хорошо. Но потом постепенно, где-то вот это начало происходить в третьем Dark Souls, я такой отказался от щитов и больше к этому перешел. Потому что Фромы, они как-то вот постепенно начали воспитывать прям иной подход к игре. Они вот начали с Bloodborne, а потом и добивочкой Секера закинули. А там этих приколов нету, щита и там прочее. Не, как бы есть, но там больше как-то вот агрессивная игра больше вознаграждается. Это фигня. Не, ну как по мне прикольно. Интересно экспериментировать. Сначала с дубиной ничего пытался там пройти, потом с кинжалом, теперь магом с нуля. Для коней тоже, конечно, игра реально интересно становится. Я пока магом еще ни разу не пробовал играть. Ни в одной из Souls игре. Вот, кстати, еще не видел ни одну Souls игру, которая вот прям... По-моему, такого не было. Вот которая тебя вынуждает чисто за мага играть. Чисто за мага. Ну, скажем, там прям магия одна из основных атак или что-то в этом роде. Вот такое должно появиться, я думаю. Было бы прикольно. Просто все привыкли к мечам и тому прочему. Ну, даже в такой игре, мне кажется, они сделают
игроки возможность играть только через физический урон. Изъебнутся и откажутся от от магии. Прям сильно постараются сделать. Я уверен в этом. По сути, Remnant и есть Souls с магией. Не, ну там как-то больше именно вот ты стрелком играешь. Немного не то. Я имею в виду прям, чтоб долбанный маг, прям такой. Со шляпой, там, все дела, вот это вот с мантией. И знаешь, в чем идея будет заключаться? В том, что все боссы и всякие прочие ублюдки, они будут все воинами. И магов среди них будет очень мало, типа. В качестве сеттинга, ну это типа такое, будет очень прикольно. Это шо, Remnant? Гарри Поттер vs Лотрик? Типа. Босс вспомнил момент Соломанкой из «Во все тяжкие», когда он говорил босс. Бол. Ясно. Найс. Забаррикадировалась. Ликачай. Добрый вечер. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Твою мать. Не стукай. Типа ты скинул тот момент. Надеюсь, меня не убьет. Welcome to Los Pollos Serranos. May I take your order? Jefe está aquí. ¿Dónde está? Cabrón. I need to see your boss. Manager's actually not here today. Not the manager. The boss. Sure, I can help you with whatever you need. I need to see your boss. Да, нормально. Болт. О, шорткат. Nice. Very nice. Так. Я против, хозяину так не враг. Да ударь его, ё-моё, господи, боже. Что так долго?
Это ты зря меня ударил. Сейчас ты будешь извиняться на колени. Ох ты, мать твою. Так, а чё за зачарованная лапка? Так, давай. Попробуем. А? Что? Не, сегодня играть не будем в эту игру. Будем только эту игру играть. Palworld не будет сегодня. Мне кажется, кстати, вот насчет Palworld, то что со временем популярность вокруг этой игры пропадет. Если они, конечно, не будут ее обновлять. Да, понравился. Игра хорошая. Но просто боюсь, что, скорее всего, она от того, что долго не обновляется, всем сильно наскучит. Да и мне в том числе. В этой игре серьезно требуется обновление. Страха нет. No fate. И судьбы нет. No fate. Sisters, I must see Judge Cleric on a matter of utmost urgency. Please, stand aside. Our immaculate lady does not wish to be disturbed, Pieta. This sickness, this corruption, spreading across the kingdom is out of control, and our efforts to cleanse it have devolved into callous butchery. People, including our own brothers and sisters, are suffering and dying. We speak for Judge Cleric, Pieta. Should she have need of you, you will be summoned. As for those who fall victim to the corruption, perhaps they are merely proving their souls. Как же они долго базарят. Да я понял все. Ага, спасибо. Very nice. Че, лас босс? Или Шишо? As you bless the flowers with your so too bless me. So our loyal brothers and sisters flourish and continue to experience worthy of their faith. This land has known much darkness, but together, with hope and devotion in our hearts, we will not only stand together vigilant against those that God has sent. Непонятно, где враги. Ну, кроме умбральных. Странно, что нету. А, вот он. Угу.
Не-не-не-не. Так, лут пропустил. Карта империи. Опачки. Ага. Чё, второй раунд? Реванш? Ну, иди сюда. Ясно. Дружки. Помогли. У меня не те стрелы стояли, не те болты. Огненные. Надо было поставить огненные. А там на истощение, я считаю. И, по сути, призрака бил эктоплазмой, типа скажем. Максимально бредовая штука случилась. Убивает еще за мое здоровье. Да умри уже. Так. Опа. Ловкая мразь. Так, тихо. Тихо. Нормально. Привет, Флеймгад, здорово. Добро пожаловать. Угу. Погоди-ка, выглядит как... А. Стомунд? Ёпта! Да ладно! Его убили! Потеря, потерь. Такой мужик был. Блин, он такой еще сказал, типа... Слушай, я ж тебе ошибался, там все дела. Ты был классным чуваком. Я считал тебя говнюком, но ты был классным, говорит. Не то чтобы был, ты типа классный, говорит. Кого? Да вот этого парня Стомунда, я ему прям вот на этом стриме флаг принес. Вот его как раз таки этим флагом и проткнули. Стандартом этим. Видите, он, короче, что сделал? Вот он штандарт порванный, а он вот взял и вот кусок флага этого вот связал. Прикольные детали. Да. Бедолага. Бедолагу. Они били Стомунда. Сволочи. Так. И в честь этого мы перекрасимся в цвет. О, красный. Алая смерть. Чисто буду нести погибель ублюдкам этим. Так, но сначала я исследую всю локацию вокруг. Все-таки интересно. Охренеть можно! Реально?
Так, подожди. Тогда попробуем сначала дверь открыть. Что за прикол с дверью? А, не поддаются. Ну да. А, так, окей. Ой, блин, что ты... Напугали. Блин, мочой облили. Демоны. Опять. Я не любитель белого дождя. Фу. На самом деле это даже противнее, чем золотой дождь, по-моему. Белый дождь это букакеши, да, будет считаться, по сути. Ладно, не будем развивать эту тему. Не знаю, зачем я это начал. А коричневый? О, коричневый дождь это скорее всего относится только... Это, знаешь, профессиональная, ну, как бы... Короче, негативная сторона профессии работника в сфере услуг ЖКХ, канализации и все в таком духе, понимаешь? Вот там он, наверное, часто встречает коричневый дождь, золотой дождь. Там этого, блин, скорее всего, полно. Не я начал, замечу. Да. Виновен, виновен. Капитан сэр Менгарда, ты же знаешь лучше всего. Я так долго пытался разными способами убедить этих людей. Ну да, я, конечно, буду читать. Когда вокруг ходить. Когда такой шум. На скорпиона, похоже, гарпун бросает. А тут это называется захват душ. Это с помощью лампы делается, которую мы держим. Лампа в этой игре довольно прикольная тема. Много всяких разных механик на этом завязано. В особенности это умбральная реальность. Главная фишка этой игры. Ушел. Ага. Да, лампа.
А, так она еще и со временем, охереть может. Так, время не на моей стороне. Сейчас скоро умбральная полиция за мной выйдет. В виде красного жнеца. Че, рофл, как говорится? Я чего-то не понимаю. Да уж проще так. Ой, чуть не упал. Боль Хельсинга. Палочка. Так, где-то. Где-то мразь. Ну это все благодаря моей одежде. Я специально так одел. В этой игре крутые одежки, я вам хочу сказать. Давай, ублюдок. Порадуй меня. Уходим, срочно уходим. Ретрит, ретрит. Вот теперь я готов ко всему. Давай, гнилое дерьмо. Покажи, на что ты способен. Ай, меч, меч! Какая собака это сделала? Тихо. Души, 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 души. Так, 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 аккуратно, аккуратно. Так, немного отойду, пожалуй. Надо подхилиться. Так. Там серьезный так-то враг появился. С ним все не так просто. Он просто здоровый немного. И ублюдский. Вот он. А, их еще и двое. Понимаю. Быстро, быстро, быстро. А, твари. Дерьма. Не поднимай ее. Не смей воскресить. Сдохни. Всё. Они, видимо, всегда работают в паре, да? Так. О, окей. Мы справились. Так. Надо бы... Чё? Да. Нормально все.
Чё кряхтишь, собака? Я-то слышу, они издают звуки вот эти. Ключ от церкви империи. Ай, что? Тихо. Понял. Придется все-таки. Да ёб твою мать. Да убейся нахуй. Так. Подождите. А ключи я взял чисто, чтобы открыть основные ворота, что ли? Они там подходят? Да, вряд ли. Это было бы странно, наверное. Или нет? Привет, Саппора. Здорово. Так. Открываем. Погнали. А я к вам тут проверочкой. Уф. Еще чуть-чуть и убили. Нормально. Это комбо впереди? Непонятно. Блин, также много этих здоровых женщин. Так. Не сказать, что это плохо, но это вредно для моего здоровья в этой игре. Вид светлого меча. Окей. О, ну наконец-то. Обалдеть.
молодежь. Так, давайте. Максимум влив в урон. С здоровьем у меня все в порядке, по-моему. И выносливость прокачивать не надо. Вот. Да. Офигеть. Вы гляньте на этот прирост урона. Просто, да. Шансов у них 0. Просто. А, вон стоит какая-то мразь. Творит свои колдунские дела. Жаль. Всё. Ань, все изменилось? Aberrant child, Заблудшее дитя. you Ты will know познаешь peace. покой. Угу. Успокоить меня хочется. Понял? Нет, тварь. Ты не права. Я не умру сегодня. Нет твоей руки. Блин. Но ей это еще не все. Нормально сейчас. Все, лежать. Скорее всего, вторая фаза. Ну я-то видел с высоты какая-то. На самом деле. Теперь смеется как мразь. Я испепелю твою душу святым огнем за это кощунство. Ничтожный богохульник. Так у тебя меч сломан. Вот это да. Все это представление. А, именно на меня. Блин, охеренно просто. Я умер, да? А, я же в умбральной реальности уже. Я прикиньте, промазал просто. Я листал предметы и промазал просто. Тут пролистывание предметов очень чувствительное. Прям очень чувствительное. Резкое. Попасть вот в нужный предмет сложно. Ладно, давайте тут чисто быстро. А, блин. Совсем.
Да блин. Я думаю, волна как-то побыстрее сузится. Она, блин, медленно сужалась. Radiance judgment. Она легкая. Она легкая. Сейчас бьет. В этом крае, по-моему. Сложно бить. Попробуем без урона это сделать. Блин. Я думаю, тайминг поймаю, смогу вернуться. Обалденно. Да, блин. Я в ее сторону вообще-то перекатывался, а не обратно. Кого нахер? Что? Чё меня убило? In radiance judgment. Я не понял. Я вообще не понял. Что до меня добралось-то? Кристалл стоял какой-то позади меня, что ли? Давай-ка обычными тяжелыми болтами будем стрелять. Экономичнее будет. Больше выстрелов сделаем. Как это было нелепо. Понимаю. Seek the light. Поле из lost шипов one. меня убило. Поле из шипов. Поле из шипов. Погоди-ка. Обморожение. Рысяну.
Да иди-ка ты нахер, блин. Зачем я на нее таргет положил вообще? Все, готово. Привет, Константин. Здорово. А, она умерла. Окей. Корневой кубок. Так, что это за кубок такой? Как делишки? Нормально. Хорошо. Ты как? Чаша священного. Увеличьте уровень сияния, чтобы... Что это? А, это она? И она стоит раком? Ну, примерно. Так. И надо бы, знаете, вот ради этой фотки увеличить графон на максимум. На ультру давай. Вот вроде взрослый человек. Блин, у меня юбка, конечно, здоровая, но я не могу. Вот. Нормально. Погодите. Make your cups, Valgard. Не ешь. Ну, я же не настоящую бабушку, в конце концов. Этого. О.
Красота. И 2D-шный луч. 2D луч, видели? Он 2D-шный. О, и последний луч остался. То есть ты мог бы и настоящую? Нет. Чё тут? Я же говорю. Она же не настоящая. Чё распереживались? 25 тысяч, кстати. Найс. Сейчас мы станем еще сильнее. Улучшенная святая граната. Блин, классно. Святая граната. А, вот же вопрос. Так. Скорее всего, надо перемещаться. Так, сначала улучшиться. И перемещаться. Небесный поток. Вот там, наверное, последний где-то находится луч. Так, блин, вот в этом месте, конечно, лаги просто какие-то нереальные. И ты вообще обещал сыну постримить? Ну, он поиграл. Our holy work continues, Lamp-bearer. Он поиграл. Let Aureus's will be done. Он Майнкрафт даже поиграл. Поэтому, кстати, у меня такое складывается ощущение, что скорее всего, короче, вот что случилось. У меня сын с утра прям начал запускать Palworld, а он 3 раза подряд выдал ошибку. И не запускался, вылетал все время. Пропустил. Не-не-не. Он... Сегодня Palworld на стриме не было. Но сын пытался поиграть и запустить. Он не работал. Он 3 раза подряд просто вылетел. Или 4 раза, не знаю, сколько раз сын там пытался запустить. Но при мне 3 раза. А потом, когда я отошел уже, он просто другую игру запустил. Я ему говорил, еще раз пытайся. Так что все такое. Тогда ладно. Ну и поэтому я думаю, что скорее всего со временем популярность Palworld сильно поубавится. Лопнет как пузырь мыльный. Потому что они вообще что-то не обновляют игру. Должным образом ее не обновляют. Совершенно ужасные ошибки присутствуют и не дают насладиться игрой. Такое себе. Spend or be on your way. А в чем вообще суть? Дерьмовая игра, как по мне. В чем вообще суть? Ну это игра из разряда развлеки себя сам. Типа просто ловишь покемонов, делаешь всякие разные вещи, строишь базу. Вот как бы весь фан, точнее весь прогресс, который игрок будет чувствовать, это вот именно в развитии базы. От базы у тебя более хорошее снаряжение будет, от базы ты сможешь получать более мощных покемонов и тому прочее. Цель в плане победы, да, в этой игре, скорее всего, будет обозначать, по крайней мере, победу над всеми боссами в этой игре. Там есть боссы
рейдовые боссы на башнях огромных и обычные из редких покемонов и из фиксированных боссов, которые находятся, прямо обозначаются на карте. Также есть боссы, которые внутри данжей находятся, но они все не обязательные типа. Обязательными, скорее всего, будут считаться те боссы, которые обозначены на карте, вот кругляшками, типа аватарками, и вот эти вот башни, рейд босс. А остальное, ну, не знаю даже. Вообще без понятия. Скорее всего, там нет какой-либо типа концовки, как титры и там прочее. Ты просто занимаешься тем, что будешь все время фаниться и развиваться там. И все. Просто развивать свою базу до упора. Иметь у себя на базе чисто самых крутых покемонов. И все в таком духе. И, ну, как бы... Как-то так. Но я думаю, что игра начнет сильно быть скучной уже приблизительно на моменте, когда ты получишь развитие штурмовых винтовок, когда у тебя автоматическая винтовка появится. Мне кажется, что в какой-то момент там ты становишься безумно имбой за счет того, что ты получаешь винтовку, потом хорошая броня и крутые покемоны. Там есть синтезатор покемонов, в котором ты выбираешь основного покемона и в него включаешь силу 4 покемонов. А потом, если ты будешь его ранг еще повышать, то тебе понадобится еще больше покемонов. Соответственно, если ты просто возьмешь и получишь хорошее снаряжение мощных покемонов, ну, в этой игре, ну, как бы, ну, быстро все станет, тебе все предельно ясно. А так, сам, конечно, фан от процесса присутствует в плане добычи ресурсов, поимки покемонов, типа поимки людей и всякое такое, ну, такое. Мне кажется, реально она со временем прям лопнет, эта игра, в плане популярности. Люди наиграются скоро, очень быстро наиграются в нее, устанут от нее. А так, да, бум серьезный был. Покемоны, да, как бы хайповая тема. Нравится людям. Все в одно время смотрели покемонов и балдели от них. Целое поколение людей. И я в том числе. Поэтому как-то да, мне это все прям супер нравится. Но вот именно сейчас вот наступил тот самый день, момент, когда вот я почувствовал, что этой игре нужны серьезные обновления. Она сегодня 3 раза вылетела, и именно по этой причине, ну, сегодня я в нее не поиграл. При мне она вылетела 3 раза, а сын еще отдельно, наверное, его 2 или 3 раза то также пытался запустить, и ему надоело, и он просто запустил Майнкрафт. В Майнкрафте он кайфанул вообще жестко. Он там дом построил, как его, ферму с курицами. Он прям типа огородил куриц. Ну там всякое сделал, очень быстро, причем я еще удивился этому, нифига себе, типа. Прикольно. Да. Сейчас я хотя бы посмотреть, как глупость коротышка. Так. That stone. When I was at Iris, I lost this, but now here I wish I could say the same. Пойдем сюда. And Dervla is dead. Дервла мертва. There Хорошо. can be no Нет никакого salvation for a спасения для dark темного crusader писунца, who который submits покорился to ереси. heresy, for they can plead no Ибо он не ignorance, может their сослаться на perfidiousness and невежество и deliberate and вероломство eternally преднамеренно и damning вечно sin. карающий грех. Leave me. Оставь меня. Rest assured, И the волнуйся, council совет will hear услышит о of your твоем holy святом work. деянии. You serve a higher purpose, Crusader. Русейто. Капюшон неофита. To strive in darkness, in light we walk.
Окей. Пять. Так я все 5, по-моему, погасил. И последняя где-то вот прям у меня, что ли, здесь? Я не понял. Вот этого момента я не понял. Так, он... Этот луч бьет где-то... Так, пойдем вот в эту сторону. Как будто бы где-то с этой стороны. Вон. Что ты место? Ну, когда в аббатство пойти. И от аббатства, скорее всего, где-то надо двигаться. Что это за замок вообще? Может, колокольня где-то? Святилище. Нет. А может, в самом начале? Ладно. Ты чё, прикалываешься? Гробница. Так, подожди. Тогда вот с небесного покоя пойдем просто в обратную сторону. Наверное, тогда мы что-то увидим. Вот так. Оп, ты кто? Эй, ты! Я уже столько тебе помог. Что пора тебе вернуть этот долг и сделать кое-что для меня. Я занимался своими делами наверху, когда на меня налетел какой-то варвар с молотом. Больше похоже на животное, чем на человека. Поняв, что я немного сильнее, он сбежал. Я только что сейчас понял, что, видимо, потерял свою безусловную. Не могу позволить доказать мне. Ты раскомандовался. Мне глубоко насрать на него. Привет, Дракон. Может, это ты, бобер? Да. Ну, наверное.
Окей, ладно, пойдем просто. Думаю, где-то вот оттуда надо подниматься. Вообще не понимаю. Где? Опа, это что такое? Ясно, это чел с лампой, это все устроил. You'll have to do better than that if you want this land. Keep your distance! I warn you! Книга родословная Андреас. Удивительно, но я его получил. Харкин жестко. Ну, не думаю, что он будет жестким. Мне кажется, меня вообще никто не способен уже удивить из-за того, что я суперсильный. У меня слишком большой широкий инструментарий оружия. Включая вытягивание души лампы и арбалет. Что это за свежая потертость, как же небрежно. Однако задача выполнена, так что придется закрыть на это глаза. Кстати, знак моей благодарности. Я сразу спустился в бою, если тебе потребуется помощь во время этой станции. Самое мало, что я могу для тебя сделать. Having a decorated swordsman like Andreas of Ebak is no small. Его нельзя убить, а? У него нет души. Понятно. Можно? Ну, типа для этого придется его призвать в бой. Вот это вот все, 5-10. Так неохота. Рыжим быть в этой игре круто. На всякий случай осуждаю. Так. Окей.
М. Ну так было задумано. Скажем. Так. О, As you can see, our видишь, я honor человек говна. Ну ладно. Спорить не буду. Так. As you can see, our honor. As you can see, I'm a man of my word. А, Fear now. окей, он сам в любом случае начинает со мной, ну, вместе со мной драться. Ну окей, на сей раз надо убить этого урода. Да охереть можно. А, у тебя нет души? Типа реально? Понял. Сам ты нахуй. Твою мать. Привет, Гидзон, здорово. Привет, Михаил, здорово. Блин, я не понимаю, где его реген. А этот придурок из Забуна, что ли? Да. Блять, какая хуйня. Понятно. Придется так увозить, как сказал. Если я смогу, конечно. Да блять, какая тупая хуйня. У него реген где-то под землей находит. Источник регена. Я его просто типа не вижу. Блин, и получается что? И получается все? Он пропал, блин. Я его не увижу. Охуенно просто. Типа, блин. Having a decorated swordsman. Мне опять бежать оттуда. Далеко очень.
Мне казалось, я поставил вот отросток, но нет. Твою мать, как же далеко бежать-то? Я надеюсь, он все еще там, иначе это, блин, прям, ну реально меня напряжет. Это прям супер напряг будет. Если я его там не вижу. Хотелось бы убить его лично. Даже без этого Андреаса. Из Б. Блин. Ну ударь, пожалуйста, ёбаный в рот. Ты можешь сломаться? Типа я свечу на тебя. Охереть, как долго. Погоди, что? Это что за место? Мне казалось, тут раньше пропасть была. Или чего? Могильник, по-моему. Окей. Я, видимо, в умбральной теме тут ни разу не был. Да, вот эта вот дырка, да. И стоит ведь прямо на минах просто. А, да? А я не знал.
Да ударь ты его, ну серьезно. Это что? Почему я не могу дотянуться до него просто? Ну ясно. Он тут всех убил вообще. Всех убил. Тех, кого можно было убить, он убил. Вот этот однорукий мудак. Так. А. Он тут? Слава богу. Слава богу. А, ну да, окей. Перекат игра. Ну блин, сколько можно? Я нажимаю на перекат. Я нажимаю на сраный перекат. Меня еще вот застопорила эта хрень на земле. Этот сраный корень меня просто застопорил, блин. Ну реально. Зацепило.
Убил. И это было легко. Нет света. Окей. Валяется. Тридцать одна тысяча. А его раньше убить можно? До этого момента? Надеюсь, что да. I have a destiny to seize. That ladder is the key, and you're in А, понял. А, ты мастер парирования. There's a point at which pride and Понимаю. purpose become self-destruction. Отпарирую это. Так. Убральная сущность не дает нам пройти. Блин, говнюк. Ну да, ну да. Блин, я ни хера не видел. Блин. Какая же тупая атака. И смеется, смотри.
Какой же он? Ну ладно. И чё он из воздуха появился? Вот так вот. Any idea how many corpses I've made? На коленнице встает. Давай. О! Под конец забрал меня еще. С помощью своих взрывающихся ударов. Ублюдок. Так. Так, тут, по-моему... Да, да. Оно. Сейчас. Так. 100-й уровень почти. И своей драгон полностью. Да, понятно. Удар после всего, что я сделал. Ну-ка. А! Я из Умбра не вышел. Нет, я забыл из Умбра выйти, блин.
Королевский замок. Ну, 3 босса подряд, это, конечно, прикольно. Так. 3 босса подряд. Почти прошел игру. Окей. Ну, сегодня, видимо, пройдем. Сегодня пройдем. Да, на легкие удары вообще не стоит. А вот на такие удары еще, да. Организм их еще реагирует на такие удары. Так. Ну, приблизительно. А! Блин, у меня чувство выживаемости совершенно атрофировано. Самая запутанная лока. Значит, интересно. Чисто ради безопасности и эстетической полноценности подниму лифт. Посмотрите. Давай падаешь. Я уж подумал вниз спускаться. А, ну душ-то там внизу. Погодите. Понял. А, умбра тема тут происходит. Понял. Тихо. Твою мать. Насрать, просто побегу. Так. Вальхейм играл? Вальхейм чуть-чуть играл. Но не сильно, понравился он мне за счет своей вот
Со своих механик выживания там прочего. Вот это вот. Добывать. Всё такое. Не знаю, как-то не зашло. Беременная ночная бабочка. Ужас. Да, стрёмно, стрёмно. Игру светлой и доброй точно не назовешь. Она как-то выживалка с покемонами. Отчасти. За счет своей добычи дерева, там, наверное, там прочее. Если уж, типа, говорить о таких сравнениях, то она вообще похожа на любую другую выживалку. Но я думаю, что ее популярность скоро реально схлопнется. Если они не начнут ее нормально обновлять. Там сильно контента не хватает. До Мороза отмечены. Так. Прикольный мод. Карта бойницы замка говна. Так. Давайте, в принципе, тут поставим. Найс поза. Ты что там делаешь? Блин, присел такой на колени. Окей. Какая забавная игра местами. Мой персонаж показывает данным поведением, что всех имел в этой игре. Ему уже все равно, кто там, где там, какой босс там, вообще насрать. Где? Пойму. Так. Нагрузка. Да не всех. Да, это нормально. Я же говорю, у меня чувство выживания максимально атрофировано в этой игре. Уже под конец. Я практически занимаюсь тем, что
Продлеваю себе кайф, так сказать, от этой игры. Понял. Ясно. Можешь ко мне подходить. Так, понял. Продвигаемся вперед. Быстро, быстро, быстро. А, ну я так и знал. Здорово. Какие вы веселые ребята. Так, мои души он забрал, да? А, ты меня убил? Когда? Блин, где-то рассматриваемся, хорошо видно. А, он тут постоял. Так, давайте вот тут инфернальный мразь шатаем. Ну да. Понимал, что скорее всего не успею.
А, ну. Какая хрень. Серьезно, просто. Ладно. Вот эти вот челики, которые обычные, и при этом еще и умеют стрелять. Да. Да ёб. Ну ёб. А, и этот снайпер меня выцеливает уже, ничего себе. Охеренно просто. Блин, какая же ты сука, а? Он стреляет чаще, чем арбалетчик. Охереть вообще. Очень вовремя применил бальзам от ожога. Так. А как это потушить? Или... А! Ну да. Все-таки в ту сторону надо. Блин, нет того использования. Ну, да ладно. Да ёб твою мать. Погодите. А. Постойте. Все-таки через этот мост идем, да? А, ну да, все правильно.
Драстан. Блин, он умер. Все мертвы. Все мертвы. Так, погодите. Блин, что-то я хочу сделать, но... А. Ладно. Ага, вот так вот можно было пройти. Понял. Привет, прошли дорогу. Ну, таков путь моего плана. Чуть только враги подбегают и взрываются, когда умирают. Я тоже так делаю, да. Я тоже, да. Блин, я поздно заметил эту хуйню. Прирост урона оно больше не дает, что ли, после 100, или что это было? Блин, ребят, со своими парами напал на меня.
soothes him having you near. And I Ребенок. know how exhausted you are. This А дыр sickness. Correct. The situation with those fanatics is precarious. and Или every просто day ребенок. it seems the knife's edge on which Morn's press becomes thinner. I won't allow my weakness to be the ruination of my kingdom. It's not weakness, Brant. You know that. Брат. Now, let us just enjoy the moment. Фрешмит. Ешь фрешмит. О, вот это нормально. Вот это хорошо. Так. Нормально. А, это... Я думал, это кострище какое-то маленькое. А это какая-то собака. Огненная. Хот-дог. Я думал костер, а это хот-дог. Ты что, Катюша? Your name is Катюша? Блин, и всю посуду сломала, блин. Перед смертью. Упало, все разбило. Так. Ты что там, застрял? Ясно. Вот так стрелял. Или нет.
Да, да. Я прям теперь эксперт в этой игре. Серебряный герой. О, прикольная расцветка. Хорошая. Синенькая такая. Так, мне скорее всего туда, но я гляну, что тут. Вижу. Демонюга дерьма. Так. Выйти. Погоди. Меня прервали. Выйти из сумрака. Иначе умрешь. Да. Так. Инфернальное оружие. Блин, сколько магического дерьма. И вот так много. Вот оно что. Михалыч. Так, значит, ну не знаю, давайте посмотрим все равно. Нахер просто улетел. Взрывные болты. Пожалуй, похилюсь. Мне кто-то выстрелил, что ли? Этот укус был собачий. Карта Брамиса, замок. Интересненько. И любопытненько. Понял. Значит, ластовая прям локация будет картой, ну, вот, замок Брамиса. А сейчас мне нужно пойти и разобраться с маяком, по идее. Но это я так вижу. Бальзам для очищения. Прыгун дерьма. Так. Давайте заценим, как взрывные болты работают. Ну, наверное, радиус взрыва хороший у них, но все-таки не то. Не то.
Not good enough. Not good enough. Нихера себе. А. Дерьмище. А, мать ты. Ну. Прикольное место, конечно. Блин, попробовать до конца как пройти, что ли, там в этом замке. Все-таки там зачистил уже много чего. А, ну я в любом случае... А, я не смогу пройти здесь. А, так это... Провал этой игры. А я-то думаю... Ну тогда все отлично. А я разрываюсь, сижу. Блин, вот туда пойти, сюда пойти. Может туда, может сюда. Оказывается, за меня все уже решили. И это хорошо. Нифига не оружия много было. Ну, кстати, броня. Хотя... С 3 пальцами только. Да блин, я ее буквально, можно сказать, полностью разделал. Вот вся ее броня. Так,
chosen bearer of the lamp. Like you, I serve. Да, пошли отсюда. Да ёб твою мать! Один из бывших боссов, кстати говоря, прячется за углом чисто. Засада. Просто боссом был. Это типа, знаете, как Миядзаки такой берет и ставит за угол вот этого дерьмодемона здорового. Попущенный босс, так сказать. Но он какой-то вообще, блин. Чести не знает. Ему после этого только стоять дежурным в туалете. Блин, я думаю, успею. Всё. Да, теперь он точно не босс. Потрушающее копье. Потрушающее копье. Это потрушающее копье. Он такой потрушающий. Necessary, Your Majesty. I can take you beyond the castle walls, but then I'm afraid I must return. Too long and my absence will be noted. You've already done more for Edivar and I than I can ever hope to repay, Fitzroy. Thank you. Fitzroy. And the prince are not away yet. I cannot stand idle Ну like как so в many первом others сцене все равно я вам теперь становлюсь to начать carry карьеру. out such a heinous act. My husband is not the man he once was, but he will not take my son. Don't take my son. Take my horse. И куда-то. Да. Это самый что ни на есть настоящий арбалет. Настоящий урон, который наносит. Да. А тут демоны есть.
Чё, добрался таки до меня? Ну давай, пошли, погнали, let's go. Ублюдок дерьмо. Ну, накопил прям нормально. Выпадали с каких-то бойцов часто. Что за хуйня? Что это было? А, ну классно, понимаю. Я типа не мог их ударить, потому что там стояла призрачная, ну, хрень. Типа стена. Нормально, прикольно. Не, в натуре классно. Спасибо разраб за такие классные впечатления от игры. Да, в натуре четко. Да. Какая-то говно хрень должна взорваться у нас за спиной, которую накастовал этот бомж. Вообще, надо бы охлаждающие когти сделать. Потом леденцы на реген хавать. И погнали. А ничего, что я перекатиться нажал. А знаешь что? Так, где там мразь, которая кастует магию? Ну, давай так хотя бы. Ну что ты там стоишь, стесняешься? Иди сюда. Смотри, просто. Так, и какая мразь забрала мою душу? Где он? А. Чуть не попал. Еще чуть-чуть и попал бы. Блин, ну... Кильца. Спокойно. Спокойно. Я контролировал ситуацию в какой-то момент, блин, говно. Что понравилось больше, Буратино или эта игра? Lies of P играется намного приятнее, чем эта игра. Именно процесс сам. Бодрее, шустрее, там очень классный экшен. По сравнению с чем это. Но тут плюсы, знаешь какие? Тут контента побольше намного.
Здесь внешку своим персонажем можешь менять. Персонализация офигенная, безумно крутая. Оружие дохерища. Боссов много. Вполне себе весело играть. Но, конечно, сама боевка, ну, просто хуже, если сравнивать, чем Lies of P. Тут прикольная тема вот эта вот с лампой и всякой такой штукой. Но Lies of P как-то за счет бодрого геймплея как-то больше тащит. Там и протезы классные. Как оружие. Не знаю даже. Вот эта демонщина и средневековщина мне больше нравится. Ну, типа, да. Ну, получается, тут чисто дело, ну, в каком-то игровой вселенной, что ли, которая творится, ну, чисто в каком-то кино, чисто в этом фильме. А так лично мне как-то Буратино больше зашел. Но эта игра тоже очень хорошая. Назвать ее плохой, но никак не могу. Хотя иногда ругаю ее, потому что там дерьмище говна бывает. Ладно. Понимаю. Это DLC для Элдена может быть в феврале выйти. А его давно ждут, по-моему, да? Его еще с прошлого года все анонсируют вроде как, или много DLC выходило для Элдена. Черт, короче, не буду с ними вообще. Тюкаться буду, их расстреливать. Этих демонов говна. Игре 2 года будет вот-вот. Там дата 25 февраля получается на 2-летие. Нифига себе. Да. Нифига себе. Да. Сейчас. Дай бог DLC выпустят, да? Зажрались. Сидят там, блин, на своих яхтах, такие не хотят работать.
Эх, что-то давайте начнем делать. Там спуск вниз куда-то. Так, ну я надеюсь, выход из Умбра тут будет рядом. Охуенно. Просто вот так вот стоит, меч замахнулся и самонаведением такой на меня. А я вокруг него буквально 360 перекатываюсь. Нормально, да? Не, в натуре классно. Так. Диабло. Опоздал, дорогой. Все мертвы. Один ты остался. Так, ворота. Тут еще есть рычаг какой-то непонятный. Надо его тоже дернуть. Ты смотри. Давай так пойдем сначала. Тут типа все блочилось. Я-то... Ну, как будто вот такой, знаете, пришел. Я не стану больше терпеть. Решил такой напасть на меня жестко. Медальон со сморщенным черепом.
Мудак. Вы гляньте на него. Прям разрушительно. Рукавицы лорда. Штаны лорда. Так, ну эта же игра называется Lord of the Fallen, да? Давайте тогда приоденемся как лорд, в конце концов. Броня лорда. Погоди-ка. А я в чем был? А, в Стомом, да. Ну да, он лучше. Не, ну броня лорда, конечно, такая себе. Надеюсь, она выглядит хоть лучше. Я не понял, здешние лорды, они фури, что ли? Фу, какая отвратительная хрень. Хвостом еще. И. Привет, Ветрок. Здорово. Раз видеть. Так, шорт КТ. Че, как игра? Ну вот, по-моему, сейчас скоро закончим ее. Идем к концу. Блин, игра, твою мать. Сколько наиграла? А где-то посмотреть можно. Ну, скорее всего, на главном меню, когда выйдем. Чётко. Королевский ключ. О, найс.
примерно. Сегодня 7-й день. Играли мы... Так, ну, наверное... 30 с чем-то, думаю, что ли. Ну, или 35, да, где-то. Вот где-то так, вот, очень примерно. Похоже, что так. Вот по ощущениям где-то так, да. Катализатор лодки. Слишком короткая. А чё, кто-то говорил, что она короткая? Мега. Спидранер или врун? Врунишка. Я, кстати, в последнее время вообще стараюсь не материться, потому что реально устал нарезать свои маты во время монтажа. Просто жесть какая-то. Я сказал. Да ладно. Хочешь сказать, это мало? Серьезно? Ну, в Place of P примерно в 35 был пройден. А сейчас я уже иду выше 35 примерно. Ну, надо будет посмотреть точно. Надо будет посмотреть точно. Пройдет время. Да, в силу вкачу. Блин. Ауч. Как настроение урода. И прикольно, я думаю. Вот и все, на. Обмораживающая соль. Да. Да, я стреляю разрыв. У меня тупо взрывные есть, а это еще и витые, которые наполнены какой-то святой хренью. И не типа мощные. Так, это, видимо, королевский покой. Пеленка. О, пеленка. Малыша принца. Маска лорда. Я застрял. Ловушка Джокера получается. О, я выбрался. Маска гнева лорда. Да, лорда явно нефры. Типа нефры. В сети брони лордов имеется, знаете что? Хвост. Чисто фури. Кошмар какой.
Я этих не боюсь уже. А, кстати. Тут, наверное, закрытая дверь имеется, которую надо открыть. Ну да. Во. Кайф, кайф, кайф. Ифрит, подчеркивание, О, Сик привет, Ифрит. активировал награду за Здорово. Так. Инф-1 СТ активировал награду за 110. Братан. Братранцы? Так. Это кто шумит? Какая мразь? Так. А ты умри. Не стой. Не смотри на меня. И съемка видео запрещена. Блять, какого хуя? Что меня убило? Почти что. Понимаю. Как мелко вчера стримил. Я был в Умбре же, сука. Я совсем забыл. Погодите, это мне сейчас куда бежать? Откуда точнее? Он. Нормально, кстати, по стриму тут. Вот сегодня тоже хотел с утра запустить для сына, но Palworld не запускался. Прикиньте, 3 раза подряд он вылетел. 3 раза подряд. Я такой вообще, чё, блин? Это легально? Появились. Nintendo Dudus. Если бы в их мир был ЛК, там бы была бы группа типичная Умбра. А у меня, кстати, блин, в Palworld есть возможность создать кланы. Там есть возможность создавать кланы. И там максимум людей может быть 20. И можно сделать типичную Умбру. Если слышь, говори, сука. Окей. Надо будет создать тогда. Это будет забавно. Вот так вот. И ты, мразь, сейчас пожалеешь о том, что убил меня.
эпичного образца, ну. Ищем палку, блин, самолет. Сука. Нефры прилетели, нефры. Нефры прилетели. Так. Кстати, подожди-ка. Вообще создать фото, точнее вот, по-моему, норм. Или погоди. Или полная хуйня. Непонятно. Ладно, пойдем. Попробуем отдохнуть. Сейчас тут, наверное, будет этот демонюга дерьма. Ну, а мы его просто пробежим. Да, он стоит, наверное. Так, посмотрим, что тут на ответвлении. Ага. Еще один. А тут босс, да? Ну пон. Пон потопон. Пон потопон. Пон потопон. Ну все. Кажись, ласт босс, ребята. Дело. Да, это прямо оно. Что это за дерьмо? Король. Зря я это сделал, да? Потому что что-то у меня такое ощущение, что я мог дать ему фото. Пеленку типа. Музыка с первой части. Голос. Это снижает. Нихуя.
Тема смертна перед космой. Будьте монарх. Будьте простолюбим. Не успел. Страй! С первого трая, ребята, с первого трая. Какашку не кидается не вещь. Видел в ютубе, как монахи изучают человеческие органы? Нет. Но звучит интересно. Круг лежит и кругом монах. А что они делают с ним? Псалмы, трупы читают или как? Моется над ним. Вряд ли, блин, ну, я не думаю, настолько отбитые, вряд ли. Изучают. Логично. Так. Самых просветленный учат пошить внутри человека. Да не, я думаю, там не должно быть без всяких этих. Все по-научному, скорее всего. Просто иногда они говорят, типа, Бог нам дал знания, мозги. И все в таком духе. Эргон изучил? Ну, я смотрел. Блин, я рано вышел из Бумбра, да? Драстан, мне так жаль, это моя вина. Я просто хотел как можно лучше для нас, для меня. Мельхиор я убил, да? Прости меня. А, нет, это вот Мельхиор есть. Это берите это. Они ему что-то засунули в рот. Адыр безутешно звонит. Я смотрю на тебя, мне тебя жаль. Потому что тебя по ноги поработили силами, для которых ты не более чем инструмент.
с помощью которого они реализуют свою кощунственную волю и препятствуют моему законному возвращению. Они осуждают рассвете, однако не могут предложить ничего кроме слепоты. Слабые лицемеры на одном дыхании говорящие, что рассчитывают на губительную силу Умбрала, и сразу же осуждают меня. Они клеймят меня как зло, как тирана, но я предлагаю тебе то, чего они никогда не дадут. Выбор. Сбрось фанатичных крестоносцев и безумных лук, самопровозглашенный суде. Откажись от всех их фальшивых догм и мучительной миссии, которой они тебе обязывают. И только тогда познаешь свободу. Так что если ты хочешь услышать, правда ли трон, войти в королевство Рогаров? Не понял. Типа в их реальность? Давай. Чисто Doomslayer. Заходим в их реальность. Ничем не отличается от нашего. Ну или нет. Чё это челики? Это случайно не тот чел, который меня встречал? Это я. Ух ты. Двуликий из Бэтмена. Ну тут они простых людей не могли засунуть, это явно какие-то. Да, не зря. Why do you refuse to open your eyes to their manipulations? To millennia of shameful distortions of the truth? For eons, I stood as mankind's guardian, shepherding them with wisdom and love. Yet in return, I was betrayed. Those three power-hungry malefactors who declared themselves judges turned my own children against me and waged a terrible war of needless slaughter. The judges and their crazed followers butchered those who remained loyal to me. А, они проявляются. When I created Iroka as a means to put an end to the madness, they too were no Ладно. match for the heathen forces. In the end, even А. I fell. А, Though тут the judges found что-то themselves есть, unable to понял. turn on, despite their То есть best я их не зря убивал. in a world left blackened and corpse-choked by their crusade. The judges banished me to this barren age, which has served as my prison ever since. Meanwhile, mankind set about ruling themselves, free from the divine oppression of which they accused me. And yet, how long time passed,
before the judges themselves were raised to the status of Ну а demigods. что я могу сделать? Because of worship, their real ambition all too clear. Выжить не получилось. Yet how consistent hubris of humanity themselves into believing a triumph А он о чем-то говорит? has been Кто пытается убить меня, типа. Ты давай успокойся, давай не будем, кстати, мне же кольцо лучше не на проворство, а на силу надо. Да. Ловкость больше сил, урон не дает. Привет, Процерс, здорово. Why do you refuse to open your eyes to their manipulations? To millennia of shameful distortions of the truth? For eons, I stood as mankind's guardian, shepherding them with wisdom. Yet in return, I was betrayed. Those three power-hungry malefactors who declared themselves judges turned my own children against me and waged a terrible war of needless slaughter. The judges and their crazed followers butchered those who remained loyal to me. And when I created the Rogar as a means to put an end to the madness, they too were no match for the heathen forces. In the end, even I fell. Although the judges found themselves unable to kill a god, despite their best efforts. In a world left blackened and corpse-choked by the crusade, the judges banished me to this barren realm, which has served as my prison ever since. Meanwhile, mankind set about ruling themselves, free from the divine oppression of which they Да блять, ну хули ты... And yet, how little time passed before the judges themselves were raised to the status of demigods. Because of worship, their real ambition all too clear. Yet an outcome, the people deluded themselves into believing a triumph. How much blood has been spilled in their names since my mansion? Far more than was ever spilled in my name. О, ну да, давай нас срём как следует. And now, Тихо. after all the time mankind have had to shape their own destiny, Ты куда поковылял? they have made of it greed, hatred, suffering, chaos. О, no. But have been proven sorely mistaken. Mankind needs now more than ever. Как же много. Как же их много. And what of other Что, пора beings расчехлять claim арбалет? godhood? Where are they? What of А, Orpheus and the А что Apollo? происходит? Я не могу навести. They are cowards, hiding in foresight and obfuscated shadow, deeming you unworthy of their presence, their communion. Что, где-то последний Yet есть? here I stand before you with true words and open arms. I love all of my children, even the wayward ones. Блять, где-то еще один прячется. Listen, Вон! you must stop this before you allow yourself to be condemned
alternative. I am not your enemy, only what my own enemies fear. Ну чё, ублюдок? I look upon you with Что pity, на my тебя lost мне тебе child, жаль, моя потерянная дитя. for you have been deceived and enslaved by forces who regard you as nothing more than an instrument through which they might enact their blasphemous will and prevent my rightful return. Нет, пока... Да, говорит. Ага. У меня лицо такое прям. Самый простой человек на свете убил бога, демона. Но зато быстро убили его. Я сгорел. Свет умбральной лампы неутолим. Он пожирает даже Бога. Воля Ориуса, исполнена его запятнанной ересью защитником, и награда ему будет только уничтожение. Восстановив силу, Ориус дает волю своему сиянию, чтобы очистить тех, кого считают виновными. Окей. В свете они падут. Окей. Охереть. Смотри, что происходит. Орбитальная атака от сил рая небесного. И чё? И чё? А как? А как какать? Вы разблокировали новый класс, сияющий чистильщик. Как они впечатляют. Да. Боевой священник церкви Орионское сияние тщательно подготовка в делах как духовно, так и физически помогает ему твердо вычищать все, что считается противным церкви и Ориусу. Ориентированный на нападение класс уязвим для физического урона, но с большей устойчивостью к магическому урону. Начать новую игру плюс. Продолжить текущее путешествие. Дай-ка попробуем продолжить. Что будет? Интересно. Ты смотри, вот как, да? Мне даже за бога демона дали души. Так. Окейшки. Но я вот хочу что глянуть. Ну, конечно же, другие концовки хочу посмотреть. Как заработать. И... The Abbey is the only home I've ever known. It pains me to see sisters, but I accept those. The Abbey, it pains me to see sisters, but I accept those who... Странно, ну ладно. Так, это после убийства бога демона или нет? Все-таки что-то непонятно. Советом для не были мои действовать по своему усмотрению.
Поэтому недавние исследования навели меня на мысль, что силу Умбрелла следует тщательно изучить, какой бы неортодоксальной она ни была. Мне нужно узнать больше. До меня дошли слухи о книге, которая якобы является уникальной. Колорад. Книга. Так, по-моему, у меня есть какая-то книга. Книга. Какую-то книгу теперь у меня просит. Требует, и требует, и требует, и требует. Да и то, да и это. А я пойду и просто... примкну Адыру. Адыра убил. В смысле? Так он мертвый, типа? Тогда, типа, реально убит. Ну тогда я хотел посмотреть на последствия моего выбора. Получается, сейчас, Адыра нет, по идее. Мобы все на месте, да? Да, на месте. Да как будто ничего не поменялось. Совершенно. Священник куда-то меня посылает. Получается, новая игра плюс. Посмотрим, что там будет. Как это будет. Но я думаю, что мои шмотки и мой герой остается. Lo, the latest receiver of his grace. Great potential dwells within you, doubtless, for you to be chosen thusly. And so does Aureus' wisdom guide my hand in the bestowment of this subsequent boon. Благословение. Your flesh has been made sacrosanct with the mark of the Dark Crusaders. Благословенность. Не Prove получилось yourself бы. worthy of this gift. Seek me in the bowels of the bridge. Our work is of the greatest import. Я вообще не понял, как тогда достичь другой концовки. Ну ладно, сейчас другие концовки глянем. Сейчас еще обзор глянем этих игражуров всяких. Вот по поводу этой игры. Посмотрим, насколько они врут в своих обзорах. Да. Наше снаряжение все на месте. Блин, начальная локация, конечно, оптимизация просто супер плохо. Ой, лагает безумно. Вот теперь нормально. Обалдеть! Вы видите этот урон, который я ему нанес и как ему было настраивать? В игре плюс, походу, вообще не тяжко. А что насчет душ? Ну, вроде тоже достойно дает. Так, подожди. Давай уж тогда луком побегаем.
в начале. Это начало, да. Новую игру плюс. Начал. Но стало все-таки любопытно. Чё, кого? Такое вот начало, да, вот оно. Тут тебе вот всей этой штукой вот поясняют механики умбральной лампы, то, что ты можешь вот так вот всячески взаимодействовать с окружением с помощью лампы. Так, а вот это вот у нас... Да, кстати, не поменялся лут совсем. Тогда это что, у меня получается фляга Эстуса вообще будет сейчас какой-то плюс 10. А потом плюс 11 будет? Только я смысла не вижу в плюс 11. Потому что в плюс 10 она уже имеет количество 8 штук. И отхил на 100%. Ты с кем разговариваешь? Ну, в смысле вслух? Так. А. Плохо. Так, и ворота открыть можно теперь. Теперь любопытный момент. Я, интересно, смогу убить жнеца? Погоди, что? Только вот надо будет Тацитуса, дневник Тацитуса. Так, главное мне использовать все мои инструменты против него. Самое мощное дерьмо, что у меня есть.
Ваншот. Вот. Привет, енот. Нет, лучше ближний бой. Хотя он застрял. Ясно. Он застрял. Бля, какой же это долбоёб. Пробел не смог нажать, пиздец. Да. Это жесткий перекач. Ну, в принципе, его можно будет реально убить на второй встрече. Тут, кстати, что случилось? Теперь как будто больше вот эти вот останки не работают. Вот первые останки, которые я сейчас встретил, они не фурычат какого-то хрена. WhatsApp норм работает, а телега? Ой, телега заработала. Охуеть. Кайф, наконец. Ну, наконец-то можно вот этот VPN вырубать. Ня! Ня! Ладно. Короче, понятно, что с этой игрой. Хотя, погодите, давайте-ка чуть-чуть еще пройдемся. Потом посмотрим обзоры по этой игре. Вот это самое вот безумное в этой игре. То, что у меня сейчас, по идее, 103 уровень или какой-то вот сейчас на НГ +1. И у меня, по идее, чуть ли не самое мощное оружие, что есть в этой игре. Ну, на данный момент, по крайней мере, я так думал. I always want. You'll probably take it like I don't know, but since making you, I've do. If you know, I've do. If you know it. Смотрите, тоже останки. Теперь останки не работают. Игра стала сложнее на новой игре плюс за счет того, что теперь мы все делаем через временные ростки, через временные костры. Только с помощью временных костров. Другого не дано. Другого не дано. И это довольно-таки жестко. Я думаю, дверь открыта. Ладно, тут смысла особого нет, что-либо лутать. Тут по сути ничего нету. Все, что тут есть, у меня есть уже. Просто реально эти места спидраним. Да, еще один, смотри, останки не работают. Все, кобзец. Кобзец. Так, а предметов, да, ключевых нет, конечно. Ну, логично, логично.
Так, а вот этот труп я не помню, что подбирал. Блин. Колун шлепнул меня по жопе своей ладошкой. Погоди-ка. Знаете, что я вдруг понял? А может ли быть так, что в новой игре плюс снаряжение, которое здесь будет валяться, оно будет тоже мощным, подходящим под это прохождение? А вдруг? You carry the lamp. If you don't make use of it, I've given you from now on. Сейчас будет Пиета. Первый босс, который меня просто изнасиловал в первый день. Но я думаю, сейчас я с ней быстро разберусь. По крайней мере, в рамках 3 попыток, наверное, точно. Блин, говно. Нихера нас память. Блин, не успел нажать. Ну, ладно, нормально. Первой попытки, хорошо. Пошел крутой парень. Brothers and sisters, and all who came before you with your sacrifices. While I 35 wish тысяч, they were unnecessary, нормально. Пей-парили, my пей-парили, wishes will пей-парили. not ease your suffering, Да-да-да. but I pray my sorcery does. Именно таким образом. Интересно, насколько я быстро смогу пройти МГ+1? I have as one word. My name is the Holy, the Church of the Duty and Ensuring. While Church the of the she Duty entered and at least, but Duty. now it is to use the up and deliver self. Чисто рэп Wrote зачитал. the aureus. And to think, when all to deliver, forgive me, I'm Piet, so
whether contained within. Should you bring them to me, the beacon and a dear fellow chose. Так, дальше. Улучшение санguinarii какая? Пробежка по боссам будет чисто. Ну, скорее всего, да. Очень похоже на это. Ну, сейчас первым делом, по идее, если уж... Да, 110% хил? А в чем смысл? Ладно, погодите. Останки я привел. энергии. Так, наверное, стоит взять останки. Как тут останки беру? Время купить. Семя, точнее, блин. Ё-моё. Только вот для этого надо будет продать что-нибудь. Дубликатов много. Так, дубликаты. Вот, кстати, насчет лута я ошибался, слава богу. Насчет того, что вот в новой игре плюс будет типа обновленный лут изначальный. Слава богу, что это не так. Сверхогония. Ну вот, кстати, разве что кольца, возможно, +1 станут. Конечно же. So the eggs are given that, and yet now, well, I'm Stone, a group of against them. We made of whatever the cost to that as are you. That heretical umbral lamp as are you. That heretical as are you. Так, и да, надо будет купить у него. Сука, надо было сразу купить ключ. Надо было сразу купить ключ. Так, подождите, а я могу сейчас что-то продать? В принципе, как будто бы имеет смысл даже вообще все продать. В том плане, что я же это все равно снова залутаю. Вот в этой новой игре плюс. Ну, по сути. Как бы. Оно же так, правильно? Только вот не ошибиться бы с выбором, что продавать конкретно. Ну вот расходники давайте продадим все. Вот это вот мне сейчас не надо. Могу реально расходники продать. Поэтому типа вообще ноль смысла в расходниках на данный момент. Так. Вот эти еще можно ставить. Так, 5000, нужно еще чуть-чуть. А вот это дерьмо мне вообще нахер не нужно. Сколько там мне нужно? У меня 5000. Давай 4000.
500. In Radiance, judgment. Всё, Our заебись. Immaculate Lady will bring redemption. Зашибись, ребята, зашибись. Классно. Так, теперь быренько поговорим со всякими другими персонажами. Отсюда. Look at you. Aren't you the mum we tend to glorious anyway? You don't see that we set ourselves as Roger Small instead, as Roger Small instead is That man. But then, Snio for both if in doubt, much as he might think otherwise. Погоди-ка, а тот путь куда ведет? Погоди, а этот путь куда ведет? Все вспомнил. Вспомнил. Да. Тогда пошли посюда. not a use like the one I've learned about that and I'll be wrecking truth. Of course, my name. Я тебя убью в будущем. That's right. Fine, only to be betrayed. So you love my Придурок. and give me the lab, no? It's sad. I hope you see Niall first after all. Niall first after all. Так. Careful. The Hannah was crossed. All I want to take him. What's a poor? I gave much. I know. It's a heart but a driven. It's a heart but a driven. Так. The club more often that makes me, I suppose, a threat of, no, you know, now, I know, don't. There's, You know. but you, there's, I know. but you won't find. Я хотел сказать, похлыстай своими губами мой пенис, но еще ничего не понятно. Хотя нет. Или нет. Непонятно. Нормально. Все понятно. Все понятно. Хе-хе-хе.
Какой вердикт по игре? Ну, игра хорошая. Игра хорошая. Сейчас давайте добежим до следующего костра. И... Ну, точнее, тут же я сейчас уже сам ставлю костры. О, знаете, в чем основная сложность в этой игре? А нет, хотя в принципе нормально. Или нет, неплохо. Короче, что я вдруг понял? Игра в принципе линейна по своей, ну, теме насчет прогресса. Разве что есть один момент, когда тебе надо будет пойти по секретной локации, там с мучительницей подраться. Но во всем остальном придется идти, по сути, ну, по определенному пути. Я вот вдруг подумал о том, что проблема будет заключаться в том, что мне надо будет перемещаться, точнее идти пешком до базы. Но по факту временный костер сможет принести меня на, ну, там, где вот я тусуюсь. Короче, тут телепортации у меня не будет. Самое, что жестко и всего, как бы нет телепортации. Не уснуть по дороге к боссу. Ну, сейчас-то уже хз. Тут сейчас уже сложно. Тут не уснешь, я думаю. Не будь так строг к этой игре, не будь так строг. Игра хорошая, правда. Есть нюансы и моменты касательно именно технической стороны игры. Но во всем остальном же все-таки игра хорошая. Я пригорал и, ну, расстраивался в этой игре, в плане разочаровывался. Чисто моменты, когда хитбоксы, текстур какие-то, говно и так далее, вот такие моменты. А так, во всех моментах довольно-таки нормально. Да. Все-таки я немного чуть сильнее, чем должно было быть, походу. Ну, чисто по урону. Первый не хочешь чекнуть? Первый можно, да. Завтра стрим будет? Посмотрим. Я так думаю, что да, как будто бы можно будет, если...
Ну, блин, ребята, вообще нормально. Тут тайфищи. Так. А куда я должен дальше идти? Так. Понял. Сегодня. Ну, получается, сегодня, да. Ну, я думаю, да. Посмотрим. Одна относительно короткая и легкая. Первая легкая. Я почему-то ее помню очень душно в каких-то моментах. Прям мне что-то супер не понравилось. В первом полоне. Душная, но легкая. Тупые как пробки? Блин. Окей. Another road, should you end up, I'll tend for whatever it the hell it's nothing. And remember, mind your youth on it. Mind your youth on it. You donuts. Так, вот тут, кстати, жопа какая-то. По идее, я сейчас должен пойти туда вниз. Но в то же время, в один момент, мне придется пойти вот по тому пути. Тут даже настолько будет ебанут. Я забыл об этом. Мне же сейчас придется всю локацию пробегать. Это просто было типа так давно. Есть так, там быстрый класс такой же, как тут, медленный или даже медленнее. Тебе нравилось? В общем, надо оценить. Надо доценять. Грязные семена не дала. Блин, вот эта тема с семенами, конечно, просто полный пиздец. Сейчас игра, по сути, реально становится на новой игре плюс, как хоррор какой-то, survival horror. Вы гляньте на эту толпу просто ублюдков. Нихера, да? Прикольно. Не, выглядит классно. Хочу их всех забрать здесь. Хочу их всех здесь собрать и ушатать.
Нормально так убил. Мне кажется, или Умбра тут какая-то мощная стала. В плане того, что тут как будто бы намного больше врагов, что ли. Ясно, он застрял. Здание священных стражей. Так, тут где-то должна быть, да, лестница. По-моему... Да, вот это просто вау. Охрененно просто. Четко упал. Блин, вот это вот вечная проблема в этой игре, вот так вот падаешь. И кобзец. Хе-хе-хе. Тут вот тратить не хочу. Кубок откровений.
Да просто поднимись. Ясно, блядь. Подняться вы мне не даете. Нет, блядь, нет, 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 не убивай, не убивай, не убивай, не убивай, не убивай, не убивай. Мотылек борец. Да. Бомжей много. Ну, слава богу, семена дали, кстати. Это прикольно играется даже на НГ+. Ну, в том плане, что... Типа, да я и не против. А так, сама вот эта вот идея НГ+, иногда бывает душная, а тут прям по приколу. А это, по сути, знаменатель хорошей Souls-like игры. Реиграбельность годная. Мне также Lies of P нравился в этом плане. В новой игре плюс. Бля. Что-то я грустно. А, еще и внизу. Прикольное название для фильма. Ника Грехов. В принципе, можно и сейчас поставить. Просто я сейчас тут намереваюсь взять еще и медальон, который должен повышать мне атаку. И скорее всего этот медальон должен быть супер мощным. По логике того, что этот МГ+. А ё, блядь.
Так, постойте. Мне показалось, или не, намордник не с первого раза сломался? Вообще не ломался. Bam! Insert so that key. No, by you are doing it. Insert Okay. to the Hindle skin. Все, проблем нет. Дальше должно быть проще. Этих я тут прострелял. Коготь воина. Да нет, точно такой же, блин, совершенно. Совершенно точно такой же. 0 отличий. Да, отличий 0. Ну, чисто как шорткат, получается, открываю. Да, то, что у тебя только один временный костер, это, конечно, мощно. Не описать словами, как это жестко. Понял. Сколько? 200 не хватает. Чего? Подожди. Блять. Погоди. Сколько нужно-то? Ну, 400-то. Ну, блин, 24 тысячи. Нифига себе. Вот так, да.
Так, ну эту сраную лучницу я должен тоже убить с первого раза. Расстраивать всех боссов. Так, давайте-ка я пока вот так вот прохожу, еще и этот включу. Обзор. Вот так будет охуенно. Так, ну что, начнем со стоп-гейма. Давайте сразу без лишних предисловий, а то в очередной раз разводить болтовню на тему, что в новой Lords of the Fallen все похоже на типичный Souls игру, не хочется. Мы месяц назад уже в Lies of P это делали, не вижу смысла повторяться. Ага, то есть у них опять... смысл в нее играть, если... То есть у них опять предъявы насчет того, что это очередная игра в жанре Souls-like. Но они не так говорят, как в жанре, они говорят то, что это очередной клон Dark Souls, типа. Если есть другие представители жанра. Вопрос на самом деле довольно дискуссионный. Потому что если приключения Буратино были копией Bloodborne, которой на ПК хотя бы нет, и в принципе ни на одной другой консоли, кроме PS4, то здесь у нас прям чистокровная Dark Souls, которая есть вообще везде. Что неудивительно. Блин, она, погоди, тормозит как-то странно. Давайте сделаю по-другому. Сделаю по-другому. Так. Во, вот так вот сделаем. Ведь хоть цифры в названии нет, но Lords of the Fallen на самом деле не первая игра в серии. Почти уже 10 лет назад выходила тоже Lords of the Fallen, которая была, если не первым, то одним из первых Souls-лайков в истории. Жаль только, что плохим. Да, сейчас ходят разговоры, что она была ничего так, но я играл в нее на релизе, и там было и неотзывчивое управление, и скудное количество врагов, боссы с 3 видами ударов, и FPS порой переходил за отрицательные значения. Сейчас это у них видос тормозит, даже идет она стабильно, но уже на рынке столько нормальных представителей жанра, что за Lords of the Fallen садиться надо чуть ли не в самую последнюю очередь. То ли дело Lords of the Fallen. Уже по первому трейлеру было видно, что в игру ввалили, ну, кучу сил. Еще и под какой-то движниковый роцк это все было, а не под очередное оркестровое песнопение. Я надеялся, что такое сопровождение музыкальное будет и в самой игре, но, к сожалению, нет. И этот ролик, и вообще все остальные моменты тут под стандартный оркестрово-пафосный загон. Очень жаль. Какой Souls-like у вселенной Brutal Legend. Фил, ты Activision купил, можно наконец начать игры делать. Давай, пора пинать Тима Шейфера уже. Но вернемся к лору. Это вот прям классическая Dark Souls. С возможностью играть как за рыцаря, варвара, логочиста, так и за мага, клирика и пиромана. То есть игра тебя не ограничивает каким-то конкретным стилем прохождения, лепи себе по нраву билд сам. Причем менять его можно прямо во время игры. Главное перераспределить характеристики. Каким-то конкретным классом, который выбрал на старте. Все это перераспределяется, перепрокачивается, и из мага спокойно можно переобучиться в какого-нибудь непробиваемого рыцаря. Зная только души вливаем характеристики.
Или как там они называются. Это потому что опять вот все настолько по шаблону, что не хочется вникать. Тут как с сюжетом, который потом все на YouTube посмотрят. Есть какие-то создания гадские, есть 5 столбов на небо, есть лампа у главного героя, которой надо около этих столбов поводить, чтобы они поменяли свой цвет. Ну или не поводить, если ты концовку другую хочешь. Да и NPC, что монологами тебе какую-то дичь втирают. Собирай потом из их обрывистых фраз всю историю мира. Нет, спасибо. Видимо, вот поломается что-то в схеме этого поджанра, если сделать нормальный, понятный и приятный сюжет с полноценной постановкой. Ах, ладно, чтобы не растягивать мысль, давайте перейдем к единственному значимому отличию от всех других соус-лайков. Это тот самый фонарь в руках героя. Ведь он необычный. Он — это ваша связь с Умброй. Для простоты скажем, просто потусторонним миром. Ну вот помните «Медиум», да, где тоже одновременно героиня присутствовала в двух измерениях и тормозила вашу систему. Вот тут похожая история, только как-то аккуратнее вписанная. Посветив фонарем, можно увидеть, как и меняется облик локаций. Появляются какие-то наросты и биомассы. А можно и стеночку какую-нибудь как в магазине убрать, чтобы пройти сквозь. Или мост под собой просветить, чтобы пройтись там, где в реальности пропасть. Но иногда манипуляции требуются более серьезные, и просто держа фонарь в руке, одолеть это место не получится. Тогда надо полностью перенестись по ту сторону. Тогда ты сможешь куда как свободнее передвигаться. Но не стоит расслабляться. Это измерение населяют дополнительные враги, которые вдобавок к тем, что остались в реальности, готовы порвать вас в клочья. И чем дольше игрок находится в этом мертвом мире, тем активнее за ним будут охотиться. А через какое-то время вообще придет мрачный жнец, чтобы забрать вашу душу. Ведь умерев в реальности, вы перенесетесь в Умбру, и вам дастся второй шанс. Почти как в Секиро. А жизни, потраченные при блоке, можно вернуть ударами по врагу. Как в Bloodborne. Хотя сейчас... А хули видео тормозит, я не понимаю. What the fuck? Не очередь. То ли дело Lords of the Fallen. Уже по первому трейлеру было видно, что в игру ввалили, кучу сил. Еще и под какой-то движниковый роцк это все было, а не под очередное оркестровое песнопение. Я надеялся, что такое сопровождение музыкальное будет и в самой игре, но, к сожалению, нет. И это... Этот ролик и вообще все остальные моменты тут под стандартные оркестрово-пафосные загоны. Очень жаль. Жду Souls-like во вселенной Brutal Legend. Короче, ладно, нахер Ты Activision этот, купил, можно наконец начать игры делать. хотя бы Давай, послушаю. пора пинать Тима Шейфера уже. Но вернемся к лордам. Это вот прям классическая Dark Souls. С возможностью играть как за рыцаря, варвара, ловкачиста, так и за мага, клирика и пироманта. Ну То есть еще игра тебя не себе. ограничивает каким-то конкретным стилем прохождения, лепи себе по нраву билд сам. Окей. Причем менять его можно прямо во время игры. Главное перераспределить Захват он не характеристики. любит То есть ты не экрана. залочен каким-то конкретным классом, Поэтому который тормозит. выбрал на старте. Все это перераспределяется, перепрокачивается, и из мага спокойно можно переобучиться в какого-нибудь непробиваемого рыцаря. Знай только души, вливай в характеристики. Или как там они нынче называются. Ой, да потому что опять вот все настолько по шаблону, что не хочется вникать. Тут как с сюжетом, который потом все на YouTube посмотрят. Есть какие-то создания гадские, есть 5 столбов, бьющих в небо, есть лампа у главного героя, которой надо около этих столбов поводить, чтобы они поменяли свой цвет. Ну или не поводить, если ты концовку другую хочешь. Да и NPC, что монологами тебе какую-то дичь втирают. Собирай потом из их обрывистых фраз всю историю мира. Нет, спасибо. Видимо, вот поломается что-то в схеме этого поджанра, если сделать нормальный, понятный и приятный сюжет с полноценной постановкой. Ну вот Lights of P чтобы не нормально растягивать было. мысль, давайте перейдем к единственному значимому отличию от всех Но других Lights of P соус-лайков. обосрал. Это тот самый фонарь в руках героя. Ведь он необычный. Он — это ваша связь с Умброй. Для простоты скажем, просто потусторонним миром. Ну вот помните «Медиум», да, где тоже одновременно героиня присутствовала в двух измерениях и тормозила вашу систему. Вот тут похожая история, только как-то аккуратнее вписанная. Посветив фонарем, можно увидеть, как и меняется облик локаций. Появляются какие-то наросты и биомассы. А можно и стеночку какую-нибудь как в магазине убрать, чтобы пройти сквозь. Или мост под собой просветить, чтобы пройтись там, где в реальности пропасть.
Но иногда манипуляции требуются более серьезные, и просто держа фонарь в руке одолеть это место не получится. Тогда надо полностью перенестись по ту сторону. Тогда ты сможешь куда как свободнее передвигаться. Но не стоит расслабляться. Это измерение населяют дополнительные враги, которые вдобавок к тем, что остались в реальности, готовы порвать вас в клочья. И чем дольше игрок находится в этом мертвом мире, тем активнее за ним будут охотиться. А через какое-то время вообще придет мрачный жнец, чтобы забрать вашу душу. Ведь умерев в реальности, вы перенесетесь в Умбру, и вам дастся второй шанс. Почти как в Секиру. А жизни, потраченные при блоке, можно вернуть ударами по врагу. Как в Bloodborne. Хотя сейчас, наверное, правильнее говорить, как Life of P. Короче, заимствований, как всегда, хватает. Но вернемся к нашей смерти в реальности, которая переносит в мир мертвых. И вот если умереть уже там, то тут вас никто не откачает. Казалось бы, это упрощает игру. Но не особо, ведь выбраться опять в настоящее пространство в любой точке нельзя. Только или у костра, либо у специальных идолов, а их еще и найти надо. Как и бонфайры, потому что их тут очень мало, и единственное, что спасает игрока, это возможность ставить временные костры на специальном цветочном поле. Но тут есть ограничения. Для этого мало того, что надо иметь при себе очень дефицитный расходник, так еще и активен может быть только один такой переносной костер за раз. Поставишь новый, и прошлый пропадет. Так что если он говорит таким образом, как будто бы зачистить южную локацию, то весь прогресс, который был от ближайшего стационарного костра, может он пропадает. казуал, И это типа на становится простую игру проблемой в играть местных надо. локациях, потому как они во многом представляют из себя какие-то переплетения коридоров, выступов, лестниц с акробатическими платформами, с которых ты в перекате весело улетаешь в бездну. Короче, Блайттаун, если говорить аналогиями, только без токсичных болот. Токсичное болото тут отдельно. Но главная раздражающая проблема — это не запутанные локации, не коварные засады и не сложные боссы, а... Не коварные засады? Бомжи. Повсюду. И Не коварные засады. Бля, он не играл в эту игру. И вообще ничего не коварные засады, да? Которых просто много. Он, блядь, просто не играл в эту много, игру. Это становится прям такой Он буквально не играл в эту игру. Они особо проблем не создают, но вот именно что надоедают. Особенно, когда в потустороннем мире они постоянно респавнятся. Особенно, когда есть среди самые есть ублюдские еще и засады, стрелки, которые я видел через вообще. километр Ну, могут тебя типа... воткнуть свою стрелу, даже порой через Ну, это препятствия. нормально, это по Вообще, сути... игра начала за здравие, и первые локации были хорошо сбалансированные и не вызывали вопросов. Ну, кроме вот этой вот отвесной стены с лесами, потому что это был сущий кошмар. Но чем дальше ты идешь, тем как-то все больше и Это больше чисто, осознаешь, знаете, что тут что-то не так. касается Тебя жанра. заваливают врагами со всех сторон. Вперемешку сильные, слабые и вдалеке еще и натягивающие свою тетиву бывшие боссы, которые теперь стали обычными рядовыми противниками. Ближе к финалу это уже совсем абсурдные ситуации случаются, когда почти все недруги на уровне это бывшие боссы. Смотрите, вот этот был боссом. И вот этот тоже. И эти двое тоже. Вот тут слева босс, справа босс, и издалека по тебе лазерами фигачит маг, который был полноценным боссом 20 минут назад. Нет, их, конечно, немного ослабляют, но это не меняет того факта, что под конец настоящий Вьетнам какой-то начинается, где тебя во все дырки сразу колупают, и в итоге тактика с тупо пробеганием всего и вся становится основной для последней трети приблизительно. Потому что ты просто уже устаешь зачищать локации честным путем. А это, ну, такой себе показатель, знаете ли. Будто у разработчиков в какой-то момент отбило чувство меры. Ну, как у From Software в шкалере. Вот, тоже стоят слева направо. Как же я люблю BTS, а? Кстати, про тех самых боссов, что стали обычными врагами. Вообще, их здесь прям приличное такое количество, где-то 3 десятка. И что отлично от Lies of P, например, так это то, что хватает опциональных схваток. И даже присутствуют локации, в которые не обязательно ходить. Ну, по крайней мере, для каких-то концовок. Это плюс к показателю исследования окружения. Единственное, что в какой-то момент ты запутаешься вообще, куда тебе идти, из какого костра, потому что, как я сказал, все локации — это переплетение коридоров. Вы понимаете, зачем я вышел И, к из сожалению, не игры? особо выделяющиеся яркими местами. Здесь всего 3-4 Мне всё места, равно где ты так. по-настоящему можешь сказать «вау», глядя на пейзаж. Вау, вау, вау. Но вернемся к боссам. очень приятно Хоть количеством было они послушать это. радуют, но вот некоторыми своими особенностями, увы, не очень. Мне можно возразить, что, мол, да нормальные там битвы, чё пристал, есть и сложные, и концептуальные, всего хватает, и в какой-то мере это действительно так. Вот только в этой бочке меда дегтя больше, чем одна ложка. Первая — стилистическая. Возможно, моя личная, но мне всегда нравится, когда боссы — это что-то необычное и оригинальное. Таких полно в той же Bloodborne.
Но вот когда это просто люди или гуманоиды в броне с оружием или магическими намазками, это уже не так интересно. И здесь таких довольно много. И некоторых будто и друг от друга порой отличить сложно. Вот, например, четырехрукий парень. И вот почти точно такой же. Но это разные боссы. Ну да ладно, мол, докопался до столба. Решили сделать врагов в броне и сделали, какая разница. Да и пускай. Главное же, чтобы с ними было интересно драться, чтобы паттерны поведения были какими-то необычными. И тут опять же середина наполовину. Ведь хватает очень странных решений, что неудивительно, опять-таки связанных с бомжами, которых босс на арену призывает бесконечно. Разбираешься с этими, приходят новые, и так по кругу. Ну и казалось бы, это хардкор. Успевай наносить урон и уворачиваться одновременно. Вот только бежать на босса вперед, не попадая под его атаки, и при этом каким-то шестым чувством понимать, что сейчас тебя собака за жопу укусит. Ну как без зеркала заднего вида это делать, мне не очень-то понятно. Конечно, мне возразят, что и в Дарках такое бывало. Ну и Давай доёб, уже не блядь. разводить глубокий анализ. Ну и Потому что доёб, тот Яков блядь. в тройке, что Скелетон Лорды в двойке или Ром в Bloodborne куда как адекватнее призывали себе подмогу. Уж точно без банального спавна где-то у тебя за спиной. Ну да ладно, предположим, не критично. Хорошо, проехали. А как вам тогда битва на арене 3 на 3 метра, где у босса есть атака, что с зашкаливающим количеством спецэффектов поджигает практически всю зону так, что камера сходит с ума, а на экране вообще какое-то месиво, в котором ни черта не выходит разобраться? Тоже мало? Ну ладно, может тогда главарь, что между тремя стадиями нанесения ему урона заставляет тебя просто минуту-полторы бегать по арене, ждать и уворачиваться от ледяных глыб, и если проиграл, то заново давай проходи все эти этапы? Ах да, на этой арене еще и бомжи спавнятся, да, совсем забыл. Ну или один из финальных боссов. Это тоже то еще чудо. Показывать не буду, но вот помните икону греха в Doom Eternal? Выглядит похоже, но динамики в 5 раз меньше. Но если же отрезать всех представителей, которые относятся к перечисленным мною пунктам, то внезапно окажется, что остальные боссы очень легкие. Я сам не верю, что я это говорю, но это так. Возможно, потому что окна у ворота и парирования настолько огромные, что даже шутки про мамку будет мало. Вот буквально месяц назад я страдал в Lies of P, не понимая тамошних таймингов. Но местные настолько четко работали, что я сам удивился. И мог подряд наносить 3-4 идеальных парирования, чтобы вывести босса из равновесия и провести мощную атаку, которая, к сожалению, здесь не очень-то много жизни отнимает. Но да, все равно можно сказать, что все это докапывание и придирки, и в общей сумме они незначительные. Но честно, за время игры таких придирок набегает столько, что стартовый восторг сменяется просто раздраженным принятием. Добавьте сюда еще и автолог на цель, который захватывает не самого ближайшего врага и самостоятельно переключается на другого, когда ты вообще его не просил. Постоянные застревания в каких-то ящиках и скамейках, кувырки в сторону противоположную зажатому тобой направлению и странная кривая сложности. Вот здесь ты бьешь такого противника за пару ударов. А вот поднимаешься по лестнице в 15 метрах, и наверху точно такой же враг требует в 2-3 раза больше урона. Потому что игра, видимо, считает, что это другая локация, и скалирует все показатели недругов. Ладно, если бы такое было через пару зон, но когда оно вот так вот впритык, это какой-то сюр, конечно, и невозможность адекватно спланировать будущую битву. И сверху накинем еще и техническую составляющую. Я играл на PS5 и диких проблем не ощутил, хотя FPS порой любил просаживаться в особо напряженных битвах. Но насколько мне известно, у народа на ПК проблемы с производительностью куда как серьезнее. У меня игра лишь пару раз вылетела за все часы. Ну и один раз как-то криво поставила патч, что герой провалился под землю. А потом сломалось главное меню и не хотело давать возможность продолжить прогресс, что вылечилось только после 4-го перезапуска. А не, еще вот в момент, когда я активировал одну сюжетную хрень, прямо в ту секунду, когда нажал действие, меня призвало фантомом в чужой мир. И когда я из него уже вышел, штука выглядела как неактивированная, но дотронуться до нее было уже нельзя. Я уж испугался, что это софтлок, тем более перед финальной локацией практически, но, видимо, логика успела таки сработать. Короче, даже на консоли хватало своих недоразумений, хотя и в меньшем количестве, чем на ПК. Возможно и правда вся проблема в таком состоянии игры в том, что, по слухам, в последний год ее решили перенести с 4 на 5 Unreal, чтобы графон, так сказать, был некстгенным. В итоге картинка все еще не дотягивает до красот ремейка Demon's Souls, фреймрейт в жопе, подгрузок текстур хватает, а огонь иногда такой, будто я игру не на PS5, а на Super Nintendo запустил случайно. Нихера. По итогу я, конечно, не буду настолько сильно давить на игру, ведь, если честно, я получил от нее удовольствие. Да, порой тут были абсурдные моменты, сломанные вещи и проблемы, но это было весело.
Лично мне понравилось даже больше, чем Lies of P. В основном за счет широкого выбора билдов, пускай чересчур запутанные, но все же нелинейные локации, большого количества боссов, даже опциональных, Да вообще и ни разу все-таки не довольно запутанно. оригинальную идею с двойным миром. Но вот реализация многих моментов подкачала от уровня «ну пойдет» до рейдж-квита, потому что ну вообще не видно ни хрена на экране же, что вы сделали-то? Получилось учесть многие ошибки, которые были допущены в прошлой игре. Правда, ее другая команда делала, так что это как бы не их ошибки. Так что это все-таки хороший, крепкий, полноценный соусосодержащий продукт. Но если брать во внимание текущее техническое состояние на ПК, то проходной. Если же брать консольную версию, то максимум похвальный. За счет исполнения и частично содержания. Которые были бы сильно приятней, если бы не бомжи. О, бомжи, бомжи. О, бомжи. Везде. Типа это смешно должно быть. О, боже мой. Чувак. Ладно. Так, дальше полезный бес. Мое всеобщее почтение, сегодня мы разберем очередной Souls-like, которых по ощущениям с каждым годом выходит все больше и больше. На этот раз мы будем препарировать Lords of the Fallen 2023 года. Кстати, это... Ну это пиздец какой-то просто. Ну сколько можно? Первое, мимо чего в моем случае невозможно пройти, так это отключение игрой любых геймпадов, кроме тех, что работают по радиоканалу от собственного свистка. Вообще проблемы с геймпадом в данной игрульке, согласно всяким форумам, возникали у многих. Но в их случае геймпады просто не работали. И только у меня происходили чудеса отключения во время игры, причем чем дальше, тем хуже. Ну то есть на первом стриме его отключило один раз, на втором 2 раза, а на третьем отключало уже постоянно. Геймпады пробовал разные, беспроводной от Xbox, его же по проводу, DualShock, DualSense, китайский геймсир по беспроводу не работает уже полгода, но я уверен, что и в этом как-то замешаны лорды. Я, конечно, пытался приноровиться к клавомыши, но управление в игре такое, что для комфортной игры нужно было не иначе, как родиться с семипалым марсианином. Спринт на английскую V — это, я вам скажу, too much. Shift, Caps, пробел, Tab и Ctrl заняты блоком, кувырком, сменой оружия, медленным шагом и, главное, лампой. Переназначить спринт натурально просто некуда. Единственный варик — перенести его на боковую кнопку мыши через софт, но эта роскошь недоступна обладателям мышек без софтины. Кроме всего прочего, я пробовал ставить пиратку, там были те же проблемы. При этом, заходя в Elden Ring или Forza, там я с отключением геймпада почему-то не сталкивался. Дедукция Шерлока и научный подход подсказали мне, что меня сглазили. Поэтому я поставил 10-й Windows вместо 11-го на отдельный диск, который и так полгода ждал своего часа. Запустил игру из того же места, где она была без каких-либо переустановок, и геймпад заработал. Но большой брат не дремлет, и уже на следующий день для игры вышел патч, который по новой сломал мне геймпады, перестал сохранять в игре любые настройки, заставив каждый раз заново убавлять чудовищную музыку в меню, менять язык и настраивать графику до следующего патча еще через несколько дней. Также один раз отлучив меня от источника благодати, в смысле выкинув из игры, что в ней также бывало, но не то чтобы часто, игра попутно навернула мне сейвы, благодаря чему продолжать игру тем же персонажем я уже не мог, а прошел я на тот момент уже больше половины. К невероятному стечению обстоятельств, за стрим до этого один из подписчиков оставил коммент, что у него точно так же померли сохранения, и я перекинул ему через облако свои. Так что я скачал их обратно, и только благодаря этому меня откинуло назад на 2 часа, а не на 20. И даже в те редкие моменты, когда геймпад работал исправно, у меня в голове постоянно вертелся один вопрос. Почему чувствительность камеры по горизонтали такая, по вертикали такая, а по диагонали вот такая? Какой гений решил сделать диагональное ускорение и, главное, зачем? Причем его не отключить, его не настроить, и спустя практически 2 месяца с релиза это так и не пофиксили. В общем, мое послание потомкам, которые через 3 года после 228-го патча с фиксами будут писать под этим видео, что все пиздеж, и игра работает отлично, как до сих пор происходит с Kingdom Come.
На момент релиза техническое состояние лордов было плачевным. Частые подлагивания на топ-системах, периодические вылеты, особенно в первый день, а уж что творится на экране загрузки, даже лагами не назовешь. Это предсмертные конвульсии какие-то. Такое чувство, что в момент с лагающими бабочками мой комп дистанционно подключается к майнинговой ферме. Но, к сожалению, релиз игр в подобном состоянии мало-помалу становится нормой. Ну, мне взяло где-то 48 часов как бы осознать вообще, что происходит. Если говорить о том, чего я не понял в этой игре, то я не понял примерно всего, но больше всего не понял прикола лампы и умбры. В Повелителях Павших одновременно существует два мира. Мир живых и мир астральный, подозрительно в очередной раз похожий на отсылку на Гигера. И чтобы данный астрал увидеть, нужно либо умереть, либо посветить лампой. Собственно, всем, у кого есть проблемы с производительностью в этой игре, судя по всему, следует сказать спасибо именно данной механике. Ведь для мгновенной отрисовки астрального мира в реальном в систему грузится двойная пачка шейдеров и прочей фигни. Если помните, этой же болезнью в прошлом году страдал просадками Medium. Хотя текстурки в Умбре, конечно, мыльцо, освещение унылое, да и в целом графен 17 век развал Речи Посполитой. Про мир Гигера и его роль в игре мы еще поговорим, пока давайте все-таки про лампу. Она здесь нужна не только для того, чтобы, зайдя в очередной тупик, начать искать с ее помощью секретную тропу дальше, она также участвует в боевке. Так, например, при помощи зарядов лампы, которые пополняются в Умбре из специальных прыщей, из противников можно вырывать душу. Но будучи отделенной от тела, душа, к сожалению, не взмывает ввысь и не падает в ад, а через 3-4 секунды возвращается обратно в тело. В это время игрок может атаковать, причем либо душа, либо тело, при этом нанося лишь примерно половину дамага и не накладывая никаких эффектов. Зарядов у лампы целых 1, после прокачки 2, а потом даже 3 можно сделать. Но в целом, зачем нужен весь этот кал, все равно особо не ясно. Более профитно сбрасывать лампой мобов с обрыва, вырывая душу в сторону пропасти. Но получается это, во-первых, не всегда, во-вторых, из-за ублюдского управления вообще не всегда. Заряд вырывания у лампы долгий, и в какой момент нужно отклонять стик в нужную сторону, не особо понятно. Ну а если вы нажмете не в этот секретный тайминг, то вместо выбора стороны вырывания вы просто переключите цель на другую и вырвете душу кому-нибудь другому. Также лампа участвует в бою с аж целым одним недобоссом по кличке Ебло. И это один из самых ублюдских мобов этой игры, на мой взгляд, поэтому мы к нему еще вернемся отдельно. А пока примите как факт, что в 99% случаев в бою с боссами лампа вообще не нужна. Ну и наконец, суперспособность подсвечивать Гигер понадобится вам при встрече с мобами, получающими неуязвимость от астрального клитора. Ну или как бы лично вы назвали вот этот астральный бубон. Который искать-то вообще не надо, ибо он чаще всего летает следом за мобом. И посветив на него лампой секунд 5, вы его таким образом и уничтожите. Настоящая наномеханика в наноигре. Ну и кроме вышеозвученного, лампой можно засасывать выбитые души, которые, видимо, только для того частично и падают на пол. Да, половина в карман, половина на кукан, ходи потом подбирай, гениально, блять. И чё, под это вот все отвели аж целую отдельную функцию? Да нет, конечно. Еще с помощью лампы в астрале можно двигать всякие мостики-хуёстики, превращая игру в платформер. Без этого она, конечно же, тоже жить ну никак бы просто не смогла. Для чего же нужна вся эта умбра? Сама по себе идея того, что игрок, проигравший в битве с врагом или с гравитацией, получает еще одну попытку побороться за свою жизнь, не нова. И я сейчас даже не про Секира. В инди-игре Mortal Shell в случае гибели из смертной оболочки вываливался еще более смертный дух, управляя которым игрок мог либо убежать, либо продолжить бой, что сомнительный его дух ваншотный, либо запрыгнуть назад в ту же или другую ближайшую оболочку. Тут принцип примерно тот же, только здесь получение второго шанса сопровождается выпадением в астрал с бесконечными мобами, с половиной хп и урезанным действием местной хилки. И нужен этот астрал исключительно для фарма и лора, если, конечно, он вам интересен, но о них мы еще поговорим. Ну и, конечно же, нельзя не отметить моменты, когда игра в виде усложнения предлагает вам перейти в астрал добровольно, дабы вы могли продолжить дальнейший путь. Но поскольку данный астрал уныл чуть более чем полностью, единственное, чего добились разработчики, это увеличение духоты в своем произведении. То есть, понимаешь, ты должен страдать, и тогда вроде как, ну понимаешь, да?
Боевку новых лордов разработчики также не лишили инноваций, что называется, украденных до них. Казалось бы, только вчера мы видели механику штрафа за блок дамага в виде сереющей полоски ХП, который можно отбить обратно нанесенным дамагом в Lace of Peak. Как вот она, родимая, снова опять. Только эти разработчики пошли еще дальше самой хардкорной игры современности и одаривают серой полоской не только за блок, но и за точные парирования. Серьезно, вы только задумайтесь. В рвущей жопу в лоскутину Lace of P парирование полностью блочило урон, заполняло боссу шкалу нокдауна и потихоньку повреждало оружие, если оно у него было. В лордах из этого осталось только сбитие баланса. И я не знаю, как к этому отнеслись остальные любители проходить на парированиях, но меня данный факт вогнал не то что в недоумение, а прям-таки в состояние, в котором я того маму консультировал, что это придумал. Ну типа в чем проблема? В бою с сильными и инициативными боссами отбивать серое здоровье, снятое парированиями обратно, в полном объеме тупо невозможно. И представьте ситуацию, когда вы, ну скажем, махаетесь с огненным демоном, допарировались до того, что все ХП у вас стало серым, демон вот-вот должен нокнуться и получить наконец свой репост, и в этот самый момент вам в жопу влетает плевок от какого-нибудь бомжара. А в Умбре они, напоминаю, спавнятся где попало, и откидывает вас этот плевочек обратно на костер. Ну классно же. Ну, то есть получается так, что чем больше вы парируете, тем больше становятся для вас риски продолжать это делать. А моб или босс, если нокнется, то получит в щи довольно незначительный урон, которым вы себе даже половину полоски здоровья не отлечите. Нет, если идея была в том, чтобы заблокировать возможность прохождения игры на парированиях, то окей, в принципе им это удалось. Перекаты снова жестко вошли в моду, но чё-то как-то тупо, не находите? В целом боевка в игре довольно неспешная, и тормозит ее тот факт, что если вы нажали на кнопку удара, отменить атаку блоком или перекатом, как давно уже делается во всех нормальных играх на реакцию, нельзя. Не вовремя ударил, получил в чердак. Знаете, и поскольку я засел за игру после очень небольшого перерыва после Пиноккио, я от тамошнего диарейного темпа игры еще отвыкнуть не успел. И пытался быть в боях более инициативным и атакующим. А эта игра, понимаете, она очень похожа на Dark Souls 2, вот где ваша задача дать врагу махнуть его 3 атаками, уйдя от них перекатом, после чего дать 1-2 тычки и повторять все это до победного. В связи с этим дольше всего я просидел на первом глаз Агата, который пытался лампу отжать в духе «от пути не путю», а на Пиете, бабе с крыльями. Большинство дамага, от которой ловил навстречу и постоянно пытался ее запарировать, что в принципе даже удавалось, но поскольку дамаг у репостов чрезвычайно нищий, а полоска ХП в начале игры вообще бомжовская, у меня здоровье в этом бою каждый раз заканчивалось раньше, чем у нее. И все это, повторюсь, не потому что босс сложный, а потому что все давно уже отвыкли от такого пенсионного темпа игры. И просидели на этом боссе дольше всего, наверное, все, кого я спрашивал. Вот самое ебаное во всем, и на великане из тех, кто он говорит. Вот всегда такое было. Ну что это за пиздец такой? Типа... Как это может быть в 21 веке? Следующий пункт — это рядовые противники, которых можно встретить в этой игре. С ними на самом деле всего две проблемы. Первая — их здесь, прямо скажем, дохренища. Вторая — разнообразие бомжей в этой игре не так уж велико. По крайней мере, именно такое ощущение создает Умбра, где на протяжении всей игры враги на вас нападают одни и те же. Рядовой бомж, плюющийся бомж, муха и дух. Вот вроде бы и весь ассортимент населения Астрала. Но если говорить о их количестве, то свой, все просто. В обычном мире бомжей миллион. В Умбре бомжи вообще бесконечны, они там тупо спавнятся. Умножаем миллион на бесконечность, делим на 2 мира. Мне кажется, они вместе, типа, со стоп-геймом... бомжей тут до хулион или, возможно, даже больше. Ну и также свою долю в ощущении однообразия вносят хитросплетение локаций. По крайней мере, у них всегда практически вот эти вот текста одинаковые более-менее. Они ноют об одном и том же практически. Кажется, источник этого нытья, они черпают из какого-то открытого источника, просто вбивают, типа, ну а кроме того, некоторые перемещения в англоязычных форумах проходят по, скажем по так, играм. одной и той же большой, дрянющей, протянутой, сука, через или просто у англоязычных
обычных будут обзорщиков, поджидать все те же враги, типа, которых знаешь, вы такие видели в вещи, начале как игры. Только, проблемы конечно же, Lies of уже P, здоровее. типа, И я вот, честно говоря, так проблемы- не понял, это тут автолевелинг такой, или там, не они знаю, мобов просто пожирнее там делают. Lords of Ну и Fallen. дабы Но каталог при этом это, бомжей типа, казался скажем, не игроку проблема, совсем а уж просто, скудным, разрабы ну, не взяли за знаю. правило, что называется, переводить генералов в рядовые. Да, по числу Но мнение боссов, какого-то которые это через там 5 минут конкретного игры встречаются человека, уже в виде которому обычных это мобов, дерьмо конкретно лорда не образца нравится. 23 года настоящий Всё как и ради суперлекарство. 10 из 10. Поэтому больше половины Игра хорошая, босс-файтов но этой не игры прям это, 10 по из сути, 10, не я бы сказал. босс-файты, а Она лишь презентация новых годная. врагов, которых Хороший вводят в Souls-like. игру. Но Типа, если так считать, то 8 из получается, 10 что точно могу сказать. полноценных боссов Да. в этой игре не так уж и много. Просто есть у Их игры тут проблема буквально технического десяток. плана. То есть примерно раза в 3 меньше, чем в Хитбоксы любой дерьмо другой бывает Soulsborne-like игре моментами. в схожей категории. Но Типа, в то же еще и время баги нельзя не там отменить, бывают что лютые, данная тактика вполне которые себе могут рабочая. тебе И игра игру прекрасно испортить в справляется с плане тем, во чтобы время создавать файта для игрока того или иного. сложности не только на Но, босс-файтах, но и во типа, время нормально прохождения. во всем же Беспрестанно закидывая остальном. его дохулёном бомжей, а под конец и вовсе комбинируя друг с другом в пачках бывших боссов, отчего выхлопная, надо сказать, Да, исправно да, не да, тонирует. всякие подводочки, Хотя, с другой шутечки, стороны, вот нюансы. казалось бы, игра-то делает все правильно, но не должна в игре вся короче, сложность упираться в один специально только как бы боссов. стараются Уровни тоже должно быть тяжело проходить. Вот только негативный когда в отзыв 15 раз видишь его, Уже второй и с обзор ним второй, подряд, а там и третий, они, недалеко где-то типа, шландает. одно и то же Ну, я не практически знаю, говорят. как можно относиться к этому в позитивном Разве что ключе. вот тут щас, И получается, что и у сам полезного по себе беса миллиард инфы, бомжей ну, это так инфы себе побольше. решение в качестве усложнения игры. Но делать этот миллиард еще и бесконечно повторяющимся, это вообще должно быть уголовно наказуемо. Уголовно наказуемо, блин. Да, конечно, давай. Я не хочу с этим говном жить просто, хочу забыть и все, понимаешь? Из предыдущей проблемы вытекает следующее. Не то чтобы это выбор прям оружия. В принципе, с people. пушками здесь ситуация для соусов дети смотрят. классическая, но есть и свой изюм. Скейлы, накладываемые и не накладываемые эффекты, оружие из душ, воспоминаний боссов, все по канону. Правда, точится все одними и теми же заточками, а не всякими там сияющими, мерцающими, демоническими, титаническими и прочими музическими аналогами. И надо сказать, что это даже плюс. Хотя бы в чем-то игра тебе мозги не делает. Может, По поводу сопутствующих эффектов они просто ситуация двоякая. Вот соусы вроде не бы и любят. подсмотрели все, что можно, и лишь малую часть придумали сами, но вот работает все как-то странно. Хуй знает. Например, за каким-то хреном в этой игре сразу два эффекта огненного дамага. Первый просто дамажит огнем, второй, как все привыкли, поджигают. Нахрена это сделано, я так и не понял. Зато понял, что все эффекты здесь сосут у яда и святости. Примерно так же, как в Елде все сосало у заморозки и кровотечения. В связи с тем, что в игре на каждом шагу вас караулит миллиард бомжей, наиболее профитными вариантами вооружения являются большие весла, дабы окучивать мобов пачками. Я прошел всю игру с ядовитой алебардой и секретной альтернативной атакой косил мобов со скоростью комбайна. Но и на половине второго прохождения могу констатировать, что большие мечи, хотя и похуже, но в принципе тоже норм. Вот что точно зарекомендовало себя полным калом, так это парное оружие в каждой руке. Я хрен его знает, может такие билды какими-то супер рунами разгоняются или еще как-нибудь. Но у меня игра в стиле Димахера не пошла прям вообще. Что до оружия из душ боссов, то моя алебарда была как раз таки из местного Гёбу Анива и делала такую грязь, что однажды босс подох от отравления в момент, когда у меня отрисовывался экран смерти. И вернувшись на арену, я вместо босса нашел лишь его потроха. Но не все пушки из боссов так уж хороши. К примеру, на втором заходе, а чего только ради обзора не сделаешь, я взял копье из местного демона песни, которое дамажит каким-то истощением. И вот это уже оказался полнейший кал, поскольку не очень понятно, что и у кого истощает это копье, а следовательно, кого в принципе им лучше бить. Возможно, прикол этого копья был бы более очевиден, если бы мне хватало сияния на то, чтобы открыть часть его описания. И тут мы доходим до еще одного интересного момента. Оказывается, у некоторых видов оружия либо заблокирована часть описания, либо заблочена часть характеристик, пока вы не прокачаете какой-нибудь параметр. И если с сиянием и этим копьем плюс-минус все ясно, все-таки оно от сияния скейлируется, рано или поздно вы набьете сколько там должно быть, то объясните мне, пожалуйста, а на какой, простите, хуй Сияние и Инферно всрались, например, вот этой алебарде или вот этой
Ну, ответ, видимо, ни на какой. Просто разработчики так придумали. Здесь также стоит отметить, что родной Ну, тут, российской пожалуй, локализации соглашусь у чисто игрушки с не Яниным, имеется. вот, Но Инферно. оговнять на качество русификатора Насчет я не буду, ибо того, спасибо, что хотя блокируется бы вот этот такое тема. есть. Но все же свою часть вины в возникающих порой непонятках он С несет описаниями. уверенно. Чего Это здесь странно. только стоит загрузка игры за Это другого пиздец персонажа, странно, который да. называется «Скачать». Но львиную долю, гордо как знамя, несет игра и ее говенный интерфейс. Тут в первую очередь хочется отметить выход из сетевого режима. В случае, если вы вдруг решите призваться к кому-нибудь в помощь, его без гугла натурально невозможно найти. Это, наверное, первый Souls-like, в котором из сетевого режима нужно выходить не при помощи какого-то специального предмета, а через меню настроек игры. Ну и возвращаясь к теме вышеупомянутого изюма в местном арсенале, им стало метательное оружие. Я примерно половину игры уверенно его игнорировал, поскольку всякие там луки да арбалеты — это все атрибуты самых первых прохождений соулс-лайков. Потом, как правило, игрок отращивает скилл, если, конечно, росту не мешает механика, и всю эту стрелково-метательную мишуру уверенно игнорирует. Но как же я прихудел, когда увидел в инвентаре метательное копье на 400 урона, а потом и вовсе нашел молот на 600 с лишним. Мое ядовитое весло на тот момент не гребло даже в половину этой цифры. А ведь бросок может быть еще и заряженным, да и в голову можно ненароком попасть. Да, метательное оружие здесь расходник. Ну, во-первых, мешочки его пополнения валятся здесь с такой стабильностью, которая нам за 23 года не снилась. А во-вторых, ту грязь, которую здесь можно творить этими молоточками, это вообще никак не отменяет. Поэтому на вопрос, какое оружие в этой игре лучше, я вам со всей уверенностью заявляю: метательное. И это, конечно, полный бред. Но с другой стороны, возможность убирать среди миллиардов бомжей самых опасных издали серьезно упрощает игру и сберегает нервы. А по первости и вовсе помогает преодолеть порог вхождения, который тут, прямо скажем, своеобразный. Хочется умереть достойно, и чтобы тебя семья вспоминала, и дети тобой гордились. Прокачка — такое чувство, что делалось под девизом «фарм всему голова». Она, с одной стороны, вроде и максимально базированная, здоровье, стат, стамины, все по классике. А с другой, разрабы вот как будто что-то такое где-то слышали, что главное, чтобы в Souls-like прям вот сложно было. Но для создания интересных мобов и боссов нужен либо опыт, чтобы их создать, либо наглость, чтобы их скоммуниздить. И поскольку у разрабов ни того ни другого не оказалось, они, видимо, вместо этого решили выехать за счет несметных полчищ рядового мобья, а также зарезав полоску хп прям в нулину с начала игры. И добавляя ее буквально из пипетки во время прокачки. Видимо, чтобы, не дай бог, борщануть, игрок не стал бы вдруг бессмертным. Поэтому самое тупое, что можно сделать в этой игре, это начать ее проходить бомжом. Поскольку при мудрой системе штрафов при парировании и кастрированном здоровье, первый же босс будет игрока практически ваншотить. И чтобы это безобразие прекратить и сделать игру для себя попроще, бомжом придется фармить, да, в общем-то, и не только ему. Я все классы, конечно, не пробовал, но что-то мне кажется, что самый легкий старт здесь у Темного Крестоносца, которого добавили уже после релиза. По сравнению с ним остальные прям соснулые. Что бомж, что пироман, что хрен с копьем. Собственно, подбивает на фарм игра не только прокачкой, но и лучшей механикой из когда-либо придуманной в соусах целебными камнями, продающимися у барыг по 200 за штуку. Также можно прикупить себе и других всяких разных расходников, и аж целый один очень полезный ключ за 18 тысяч. Ключ этот открывает две двери, обе две которые находятся практически в начале игры. И 18 косарей на данном этапе игры — это не просто много, это охренительно много. Ну а поскольку узнать, что ж там за этой дверью, очень сильно хочется, добро пожаловать пофармить. Ну и, конечно же, отдельный прикол — это что именно находится за теми дверями, которые открывает данный ключик. За первой лежит некислый сет тяжелой брони, нахлобучить который на себя в полном комплекте параметр грузоподъемности не хватит, наверное, ни у кого. А вот за второй вас с радостью оформят высокоуровневые мобы, и пройти дальше первых дверей вы сможете разве что галопом с перекатами. Ну это ладно, это, как говорится, лирика. Я веду к тому, что фарм в этой игре, по мнению разрабов, не зашкварен, а очень даже в порядке вещей.
Для него в Умбре даже существует специальный множитель, который, если прожить там достаточное количество времени, утраивает количество получаемых душ. Правда, параллельно на вас насылают суперсильного охотника, блокирующего такое ощущение, основной как будто он хил. реально вообще Кстати, другую меня при игру играл. прохождении не раз посещала мысль, а не работал ли над игрой кто-нибудь из авторов Dark Souls 2. Ну типа тут такие же убогие мувсеты боссов, все те же камни лечения, которые мы любим. А вместо злого духа, который начинает гоняться в Умбре за слишком уж жадными фармерами, прямо-таки просится какой-нибудь преследователь. В DS2 его роль абсолютно невменяема. Он появляется в одних и тех же местах и ни хрена не объясняется, кого и за что он преследует. А вот в Лордах, за что начинает преследовать игрока, как раз таки понятно. Но все, что они смогли высрать на роль такого вот преследователя, это покрашенную в красный цвет версию рядового призрака. Но самый лучший фарм здесь даже не в Умбре со всеми ее бонусами, а в онлайне. Ибо прицепившись к кому-нибудь в помощь и у хандохов на пару какого-нибудь босса, который по случаю кооператива хотя и станет сильнее и живучий, но все же вдвоем будет, как обычно, побыстрее и проще. Так вот, вы получите полную награду за его убийство. И самое главное, что на мой взгляд является огромной ошибкой разработчиков, которую они допустили в погоне за возможностью дать игрокам проходить игру в кооперативе. Так вот, призванный помощник может получать лут в том мире, в котором он призвался, даже если речь идет об оружии, получаемом за убийство боссов, что вылилось в просто охренеть какую проблему под номером 7. Все мы виноваты в этом пиздеце. Я долго сомневался, стоит ли выносить в отдельный пункт сетевую игру, поскольку призыв помощников дело в принципе добровольное, а вторжениями меня беспокоили нечасто. В основном потому, что сама сетевая игра через полчаса благополучно отваливалась к чертовой матери. И ни вторгнуться, ни стать помощником без перезахода было невозможно. Но комментаторы, залетающие последние 2 года под обзор релизной версии Kingdoms Come, не дадут соврать, что играм нужно давать немножко времени, желательно пару-тройку лет, и в них все пофиксят, так что в будущем все эти вторжения будут исправно работать, если, конечно, в игре будет хоть какой-то онлайн. Вообще, я фанатом всяческих вторжений в подобных играх, честно говоря, не являюсь, ибо сетевой код даже в играх мастера писали жопой, и в итоге высокий пинг обеспечивает в бою ну просто адский рассинхрон. Да и количество читаков там, честно говоря, какое-то запредельное. Но вот что мне нравилось, так это концепция ковенантов, когда есть вторженцы, есть помощники, есть защитники. Но на эту систему Хидетаки, видимо, патент. Иначе я понять не могу, почему ее до сих пор не скопировали, при том, что у него в принципе тянут все подряд. Но в любом случае ничего похожего у лордов нет, зато есть возможность игры с другом, вторжений и помощи. И из всего этого проблем нет только у игры с другом. У всего остального проблем целый вагон. И первый из них заключается в том, что в игре нет какой-либо механики подбора игроков по схожему уровню. Ну типа пресловутой памяти душ, которая считывала, кто сколько душ залутал, совершенно не учитывая, на что игрок там их потратил. Эта балансировка, конечно, сомнительная, но тут-то вообще никакой нет. И залететь и ломать вам лицевые кости на выходе из хаба может хоть игрок из конца игры, а то и с новой игры плюс. Я сам с этим сталкивался и сам же в этом участвовал. К примеру, в середине игры ко мне влетел маг, которому я ударом наносил 50 урона, а сам улетел с одного единственного каста какой-то там магической кувалдой. В то же время, будучи и сам уже практически в финале, я вторгся к челу, который даже до второго полноценного босса еще не дошел. И уже он наносил мне 50 урона, в то время как я ударом сносил ему треть. И не мудрено, что в какой-то момент он просто бросил сопротивляться, но я, как великодушный человек, набросал ему лута и вышел. И вот тут-то мы переходим к проблемке номер 2, а именно к тому, что шмотки в этой игре можно дюпать, или, говоря по-русски, клонировать. Боже, храни Ну, то есть тебя! я копирую файлы сохранения, захожу к своему другу, сбрасываю ему какой-нибудь меч на плюс 10, копирую сделанные заранее сохранения обратно в папочку, захожу к другу еще раз и сбрасываю ему второй такой же меч. И вот у него 2 одинаковых меча по плюс 10. Собственно, ближе к концу игры ко мне влетел чел с 2 мечами, которые можно получить по одному за прохождение, если не заниматься этим вышеописанным клонированием. И поверьте, встреча с такими мразями никакого удовольствия вам не доставит. Да, скорее всего, и им не интересно вторгаться к игрокам и руинить геймплей одним ударом. Хотя кого я обманываю, я уверен, что им заебись. Так что разработчикам продумать такой вариант развития событий не мешало бы. Ну а что же все-таки насчет кооператива, насколько интересно играть в эту игру вдвоем? Ну, тут на самом деле все упирается в одну интересную механику.
Дело в том, что если в тандеме нагибаторов случайно погибнет хост, парочка будет откинута на ближайшую херню, которая здесь заменяет костры. В то же время, если погибнет приглашенный игрок, его можно будет резнуть, и при определенном стечении обстоятельств резать его в бою можно бесконечно. И насколько по 10-бальной шкале интересно иметь союзника, который не может толком умереть, я, честно говоря, ответить затрудняюсь. Я как бы не понимал весь масштаб этого пиздеца. Я думал, это просто что-то какая-то там, ну знаешь. К однообразным мобам, которыми игрокам предлагается наслаждаться всю игру, очень удачно подходят не менее однообразные локации. После прохождения выделить хоть какое-то разнообразие в однотипном дизайне хочется разве что зиму и руины столицы. Все остальное это что-то типа деревня, горящая деревня, замерзшая деревня, деревня в болотах и, конечно же, большое обилие протраханных термитами досок вдоль всевозможных обрывов, которые, как мне показалось, проложены в несколько ярусов через всю игру. Не знаю, как по факту, но по моим внутренним ощущениям, из этих досок здесь сделана половина игры. И во всем этом великолепии нужно как-то ориентироваться. Я, наверное, промолчу о том, какой же кайф спустя 40 минут брождения по локации наконец найти очередную запрятанную лестницу в обоссанном углу, которую к тому же видно только если посветить туда фонариком. У меня скорее вопрос к глобальной логистике, ибо если на каком-то этапе игры еще можно идти, ориентируясь на красные столбы, подпирающие небо и обозначающие места следующего сюжетного босса, да и в принципе тактика вперед, куда глаза глядят, до поры до времени вполне себе работает, то вот ближе к финалу система дает такой сбой, что найти дальнейший путь без гугла становится невозможно. Поскольку дальнейший маршрут по сюжету строился под девизом «Вернись туда, хрен знает куда», а в помощь тебе мощнейшие шорткаты, про которые ты, правда, за 20 часов мог и позабыть, а то и вовсе их не найти, но ничего, игра их для тебя сама откроет. Я вот эту дверь с той стороны ну точно не открывал, за ней даже весь лут в коридорах остался, ну, видимо, сквозняком распахнуло. Морозные земли. В какой-то момент, примерно спустя часов так 10 после начала игры, в хабе появляется чел в шубе, который говорит «нет», который льет воду, что бла-бла-бла, есть вот там такой-то регион, что-то там случилось, что-то там захватили, иди-ка ты там попробуй что-то разберись, и один важный нюанс, что там холодно, и дает тебе ключ, на котором также одна единственная подсказка, что он открывает какую-то территорию, где очень холодно. И вот как узнать, а какую вообще дверь нужно открывать этим ключом? Ну, здесь подсказка чуть более очевидна, чем в случае с калиткой Пиетты, и чтобы догадаться, куда нужно идти, нужно всего-навсего запомнить, что вот на этом колокольчике в самом, блядь, начале игры висят сосули. Но потом настает вообще какая-то феерия. Непонятно с чего-то вдруг. Нужно снова метнуться в столицу. Этот чел как раз таки говорит, даже что не дверь, а какое-то окаменевшее говно кровавой рощи в ветряной мельнице есть дверь, можно туда. пройти. Я не понимал, что должно Оттуда быть в можно голове у пройти. разработчика, чтобы задавать для игрока настолько, прям скажем, своеобразный маршрут. Но Ну, когда я блядь, узнал, хуй что знает, нужно сам сделать виноват. для того, чтобы подраться с секретным Пиздец. финальным боссом, Ебать, я ну понял, ему что в марки голове должно быть не нужны, что-то, а скорее типа, не на должно быть карте, на- ничего. Визуально показывающих пути, или как вот Dead Space У них какое-то линии чинопочитание нарисовать там, на какое-то полу. величие, какая-то хуйня, блядь. Мне вообще они не интересны, я не знает. хочу с ними разговаривать. Не запомнил. Спустя месяц после того, как я Игра прошел игру, я виновата. даже очень сильно напрягшись, смог вспомнить только половину Не босс-файтов, прочитал, не причем и те довольно послушал. смутно. В целом, отметить Ну, можно даже следующие для сражения. особо Пиета, умных поскольку с есть, непривычки я такая просидел тема, на ней как, траев 20. карта. Чел на коне, там мне понравилась тема со взрывом астральных прыщей для спешивания этого всадника. Великан, поскольку это нереально кривой ублюдок с говенными хитбоксами, который шотает, ударяя рукой в 3 метрах от персонажа, в связи с чем для его убийства есть только две тактики. Первая — буквально дышать ему в хуй, стоя прямо перед ним, и тогда он постоянно промахивается. А вторая — забрасывать его издали святыми гранатами, молотками и вообще всем, что можно взять в руку и бросить. Еблуша, как абсолютный маразм, которому нет никакого оправдания, ибо бегать по локации и пытаться подкурить лампу от умбральных прыщей, в то время как босс тебя атакует, дабы впоследствии этой лампой босса либо нокнуть, либо заставить раскрыться, потому что без этого домашнего можно только в зад, а у него все атаки херачат со сплэшем.
Ну и, конечно же, финальный Адыр, как одно большое разочарование и наглядную демонстрацию полное отсутствие какой-либо фантазии у разработчика. Серьезно, делать финальным боссом игры с миллиардом бомжей еще одну пачку этих бомжей, да не абы каких, самых рахитозных взяли, это, конечно, да. И пробуждением вот этого говна нас 2 игры пугали. Ну и в целом, в плане боссов, мне также запомнилась одна их общая особенность, которую разработчики, видимо, хотели добавить хардкора, и, в общем-то, надо отметить, смогли. Дело в том, что каждый босс, да и, в общем-то, не только боссы, имеют на вооружении способность обосрать под собой всю арену. Каким-нибудь взрывучим, отравлючим, замедлючим или тупо домашним говном. Делая перемещение по ней для игрока тем еще геморроем. И грешит этой стратегией игра постоянно. Ну а что касается, скажем так, истинно финального босса, живущего в секретной умбральной концовке игры, то вы только зацените, что нужно сделать для того, чтобы на него выйти. Когда я все это прочитал, у меня был только один вопрос. Кто тот гений, который первым до этого, блять, догадался? Ответ оказался прозаичен. Разрабы сами слили инфу в Дискорде. Ну то есть, когда они это делали, задним умом они все-таки понимали, что никто из ныне живущих не догадается до всего этого дерьма. Но почему-то это их не остановило. Скорее всего, потому что мастер позволял себе делать так же, и бой с молодым филином также спрятан в Секиро за душным, мутным говноритуалом. Но самый ор был, когда я посмотрел, что же это за босс-то такой секретный, и увидел очередное торжество фантазии местных геймдизайнеров, потому что оказалось, что это некая вариация Пиеты, которая умеет раздваиваться как понтифик Салливан. Здорово, просто феерия. Мне это не интересно. Вот мне лично это не интересно, за других сказать не могу. Лор. Честно говоря, вопросами изучения лора я себя не утруждал. Более того, как только самый первый NPC, встреченный мной в этой игре, раскрыл свой рот, и стало понятно, что повествование тут выстроено тоже в стиле игр Фромов, и надо будет собирать лор буквально по крупицам, у меня к нему пропал какой-либо интерес. Я и в играх мастера уже, в общем-то, перестал это делать, поскольку собирание цельной картины по кусочкам, раскиданным по описаниям предметов и вложенным в речи персонажей в качестве соринки, плавающей в океане воды, это и без того занятие на любителя. И при этом, давайте будем честны, что даже у Фромов этот самый лор не всегда стоит сил, затрачиваемых на его изучение. Но у них-то хоть какой-то кредит доверия в этом есть. А вы-то кто такие, сука, чтобы это делать? Да и более того, я вот играл в первый Lords of the Fallen и поиграл во второй, если он, конечно, второй, ведь цифры 2 в названии нет, как нет и какой-нибудь приписки типа Lord of the Fallen Umbra Awakening. Ни хрена нет. Та игра называлась Lords of the Fallen, и эта игра называется Lords of the Fallen. И это не ремейк, не спин-офф, а хрен знает вообще что. Из общего у этих игр остался только спящий бог Адыр. Но при этом никакой Умбры в первой игре я почему-то не видел. И так-то миры по ощущениям в обоих играх довольно-таки разные, как по дизайну, так и по населению. И вот при всем при этом, по мнению разрабов, у меня откуда-то должен появиться интерес изучать то, не знаю что. И тут вы, наверное, скажете, а как ты можешь говорить, что лор говно, если ты его не изучал? Ну, возможно, вы и правы, но, во-первых, глядя в этой игре на все остальное, меня насчет гениальности лора сомнений не то, что терзают, а прям-таки разрывают на части. А во-вторых, самой информативной вещью, как мне показалось, тут являются воспоминания поверженных боссов. И прослушивая их, я, честно говоря, вообще не понял, какие выводы нужно делать из этой информации. Ну, типа в воспоминаниях буквально показаны последние минуты адекватной жизни свежепредставившегося босса, и больше ничего. С чего вообще разработчики решили, что кому-то не похер, кем там были эти черти до обращения в ересь? И глядя на описание душ этих боссов, на то, что написано на их оружии, ну, из того, что, блядь, звуком играл, что ли, конечно, базар по всякому. Еще какое-нибудь говно. У меня даже я, честно, вот вообще не понимаю, реально откуда в этой игре тоже нужно черпать знания о пробегал. лоре. Но если вы этот источник все же нашли, можете поделиться своими изысканиями в комментах и пояснить всем, какой же тут великий сюжет и как же я не прав на его счет. А у меня на этом, в общем-то, все. Пишите в комментах, что думаете по поводу этой игры. Блин, он просто задушнил ради духоту. Ну, просто для того, чтобы задушнить, и все. Так, теперь давайте-ка послушаем челика, у которого 4000 подписчиков примерно. НК Гейминг называется. Также еще есть за 2000 подписчиков чел. Он Молотов Гейм называется.
Ну и вот совсем вот, которого чувака не знаю, Dark Mass Евген какой-то, 131. Ну этих я тоже не знаю, но просто у этого чувака 131 тысяч человек. Игра на Unreal Engine 5 уже звучит как проклятие Это НК для Гейминг. сегодняшнего игрока. Проект стартовал в Steam со смешанными отзывами. Смешанными они, кстати, стали чуть-чуть попозже. Сначала в первый день релиза отзывы были на уровне 20-30% положительных. Люди, конечно же, жалуются на плохую оптимизацию, на вылеты, на баги, на просто низкий фреймрейт, причем на любых системах, на 40-й серии видеокарт Nvidia, на 30-й, на 20-й, на топовых процессорах и на средних и более слабых. На консолях у игры не то чтобы все супер, там случаются просадки вплоть до 720p на консолях нового поколения, на которых, напоминаю, на коробочках наклеена плашечка 8К. При том, что сам проект еще до релиза смог привлечь внимание игроков своими трейлерами, роликами, собственно говоря. И я на них купился, потому как выглядели они действительно круто. Онлайн у игры выходные удерживался на уровне 40 плюс тысяч игроков. Это примерно в 2 раза больше, чем Lies of P. Меньше, чем у Вулонга, вышедшего в начале этого года, но там все-таки игра от именитой студии, подарившей игрокам Nioh и кредит доверия в той игре у игроков был явно побольше. Всем привет, друзья, вы на канале НК Гейминг. Сегодня будем разговаривать о новой игре в серии Lords of the Fallen, перезапуске серии, которая до этого состояла всего лишь из одной игры. Очень спорный проект, в котором есть супер крутые элементы, которым может даже Хидетака Миядзаки позавидовать, а есть вещи, которые безумно раздражают и выводят из себя. Начать здесь стоит с оптимизации графики. Производительность у игры крайне хреновая, собственно поэтому игру и поливают в основном в Steam, ставят негативные отзывы. Игра умудряется вылетать, фризить, есть проблемы с багами в игре, собственно говоря, даже на мощных системах, где с количеством кадров в секунду все еще более-менее окей. Например, у меня в принципе в игре со включенным DLSS 3 было за 100 кадров, которые я, кстати, в итоге выключил, но об этом чуть-чуть попозже. Игра как минимум постоянно вылетает. Лично у меня игру получается запустить, не знаю, с 3-4 раза. Я не понимаю, с чем это связано. Один раз включаешь вылет, второй раз включаешь вылет, третий раз включаешь, окей, вроде как завелось, поехало. Игра работает крайне нестабильно, за это отхватывает от игроков по полной. У игры, кстати, еще нету русского языка, за что и тоже немножечко, но прилетает. В игре есть украинская локализация, текстовая, конечно же, и в моем случае спасательная польская. Я в итоге переключался. Где-то включал польский язык, где-то украинский, где не понимал на польском, включал украинский, где не понимал украинский, включал польский. В общем-то, таким миксом игру проходил. Не то чтобы тут сильно важен сюжет, но какие-то вещи все равно стоит понимать, связанные с прокачкой, с эффектами предметов, но это просто может пригодиться вам для прохождения. Сразу стоит сказать, что уже доступны русификаторы на основе ИИ, поэтому если хотите поиграть, смело ставьте их, будет точно лучше, чем ковыряться с другими языками, которые, возможно, для вас не родные. Также пункт, который рядом идет за ручку с оптимизацией, это, конечно же, графика и визуал. Unreal Engine 5, наниты, люмены, супер освещение, супер текстуры. Хрен, ничего интересного в этой игре вы не увидите. Это какая-то басня обезьяны HQ. У разработчиков был супер инструментарий, супер движок, который хоть и при плохой производительности, но способен выдавать крутейшую графику. Настолько создать блеклый продукт, зачем вы использовали этот движок, если в итоге ваша игра выглядит, ну, мягко говоря, средне. Даже недавний Lies of P местами, где нету люменов, где нету нанитов, с запеченным светом иногда действительно заставлял ахнуть. Локация театра до сих пор одна из, наверное, самых красивых локаций, которые я в этом году видел. Здесь же и близко такой локации нету, к сожалению. Вообще, графика Lords of the Fallen создает какой-то странный эффект. Последний раз такое у меня было, наверное, когда я Forspoken запускал. То есть, вроде бы текстуры четкие, когда стоишь на них, смотришь. Но оно какое-то все, я не знаю, ребит, странно смотрится, как будто вот насрано эффектами, деталями, и вот такое какое-то ощущение и сравнение у меня в голове сразу приходит и складывается. Я, конечно же, сразу стал грешить на и апскейлеры, DLSS включал, выключал, FSR включал. А, я его видел. Да, я на него подписан даже. Блять, чисто графодрочер получается какой-то, блять, хуй знает. Да доебаться до таких вещей, типа люминов, хуюминов, типа. И вообще, знаете, что мне такое, типа, мнение выстроилось, что, типа, а нахуя вы ноете, будучи, типа, альфа-тестерами, бета-тестерами, ну, чисто тестеры, короче. В день релиза играть новые игры, ну, это пиздец, короче, если честно. Я уже в этом конкретно точно прям убежден. Короче, просто не покупаешь игры
в день релиза и все. Да, я тут Гудзон. Че, как чил? Прошли игру? Вот сейчас слушаем обзоры. Выключал, И генератор я на кадров NG плюс включал, бегаю в выключал. игру. Абсолютно ничего не Я меняется. уже до сюда Графика, дошел. в принципе, остается примерно Задник такой же убиваю. постоянно, только FPS становится чуть-чуть больше с DLSS. Кстати, генератор кадров в этой игре я в итоге выключил, потому что с ним у меня почему-то игра как-то дерганно работала. Я не понимаю, с чем это связано. В итоге я играл с DLSS 2, залочил игру на 60 кадров, чтобы она там не барахлила ни влево, ни вправо. И, в принципе, стабильная 60 у меня на прохождении всей игры и оставалось. Думаю, потихонечку будем отходить от технической части, которая сразу же бросается в глаза, все ее обсуждают, поэтому и в этом ролике стоило поставить ее и обсудить на первом же месте. Как я уже и сказал, абстрагируясь от оптимизации, игра крайне спорная. Она у меня вызывала как и эффекты вау, элементы, которые мне действительно нравились, так и просто какие-то моменты лютой фрустрации и изнеможения. Я не понимал, как так можно строить игру. Начну, наверное, с хорошего. Это боевая система. У вас здесь персонаж не запечен, как в Sekiro, Bloodborne или недавнем Lies of P. У вас полноценный выбор класса, персонажа, оружия, прокачки. Можно создать мага, можно охотника, можно ниндзя какого-нибудь, можно обычного рыцаря классического с мечом и щитом, с которого я, кстати, и начал прохождение этой игры. В боевой системе мне очень понравилась отзывчивость управления. Персонаж нормально перекатывается, в отличие от Lies of P. Игра в основном, кстати, на перекатах, не на парированиях, хотя они здесь тоже есть. Достаточно неплохое для Souls-like количество комбо-атак. Персонаж действительно долго может махать, нажимая на кнопочку удара. Можно комбинировать слабые и сильные атаки, зажимать атаки, делать пинок ногой. Все это между собой комбинируется. Разное оружие имеет разные, собственно говоря, комбинации. Можно брать оружие в левую, правую руку, двумя руками хвататься, использовать клинки, дубинки, короткие мечи, длинные, полуторные. То есть покомбинировать здесь действительно можно немало. Этот пункт действительно стоит отнести к плюсам. Драться в этой игре мне было действительно приятно, особенно с боссами. Как я уже и сказал, я начал играть за обычного классического рыцаря со щитом и мечом, но дойдя до болот, до босса с закрывающимся лицом маской, и я все-таки перешел на более динамичный ритм игры, взял себе в каждую руку клинки с кровотечением. И да, можно сказать, что это какая-то имбалансная связка, но поверьте мне, кровоток здесь не такой жесткий, как был в Elden Ring. Там это действительно была жесткая тема. Здесь он немножечко помогает вам драться, дает дебаф на босса, на врага, но в принципе ничего супер криминального в этом нет. На упомянутом выше боссе с закрывающимся лицом было не очень большое окошко, чтобы наносить ему урон. И со щитом, и тяжелым мечом это было сделать достаточно проблематично. Я Дарувальник спокою, дарувальник тише, дарувальник порожнечи. Как я уже и сказал, динамично. Ну, блядь, я босса таких вообще не Плавно видел. перейдем ко второму Где позитивному они пункту находятся? игры. Это боссы. Они здесь действительно крутые. Разработчики Дарувальники заявляли, что эти. тут 30 разных неповторяющихся боссов. Это не совсем так, попозже расскажу почему, но действительно боссы меня впечатлили. Во-первых, с дизайнерской точки зрения, это прям такие мрази, абразины, демоны. Здесь у нас сеттинг такого средневековья, эпохи крестоносцев, и, собственно говоря, боссов, когда мы убиваем, видим надпись «Изгнание ереси». И, собственно, вся эта ересь, все эти демоны нарисованы действительно крайне круто. Очень понравилось, что боссы отличаются от маленьких до больших, от быстрых до медленных. Очень понравилось также наличие концептуальных боссов, таких как вот этот вот великан. Босс — это не просто вот эта вот абразина перед вами на экране, которую достаточно просто убивать, но интересно. Он в один момент разливает под собой лаву, вам надо бегать по локации, искать возвышенности, начинать с ним драться в формате классических слэшеров начала нулевых годов а-ля God of War или Devil May Cry. Боссы с двумя фазами, боссы, к которым нужен отдельный подход, например, вытягивать их из другого измерения к себе с помощью фонаря, который может переносить нашего персонажа тоже в другое измерение. Конечно же, большинство боссов — это классическое месилово, когда вы просто встречаете его, видите какую-то интересную кат-сцену, узнаете его паттерны атак и начинаете уворачиваться и драться. Но есть и боссы, которым действительно нужен отдельный подход, с ними интересно сражаться, интересно их изучать, и за это разработчикам явно надо поставить плюс и отдать должное. Момент, который мне не очень понравился с некоторыми боссами, это то, что ты встречаешь иногда интересного врага, сражаешься с ним, побеждаешь его в качестве босса, в формате босса, а потом этот враг, этот босс начинает встречаться как обычный NPC. Это прям дешевенькая фигня, это частенько бывает
в Souls-лайках. Но не то чтобы это пункт, Тормозит. который, я думаю, кого-то может порадовать. Когда ты какого-то чувака Почему-то, убиваешь если в формате босса, захватываю а потом он экран просто по локации игрой. ходит с другими NPC-шками, но это как-то расстраивает. Убивать его второй раз уже в формате обычного мобика совсем не Ну, хочется. точнее, когда захватываю Обычных экран мобов вот не то в чтобы видео. супер много из чего сказать. Они окей, их не очень Вот много, сейчас у но меня не плавно очень идет. мало. Некоторые встречаются на разных локациях. Ну, например, на одной из локаций они стреляются огнем, на другой локации они стреляются льдом, но разнообразие, в принципе, нормальное. Постоянно встречаются какие-то новые враги. К минусам я могу отнести то, что они к тебе во время атаки притягиваются. И это иногда прям видно, иногда разгружает. Моб может стоять на достаточно далеком от тебя расстоянии, и ты уверен, что если он замахнется и атакует, он до тебя не достанет, а он начинает замахиваться и просто к тебе примагничивается, подлетает и наносит тебе урон. Это расстраивает. Такого, как мне кажется, не должно быть. Это очень дешево выглядит. Также мне абсолютно не понравилась система с бронированными врагами. Сейчас объясню, о чем я говорю. Может стоять какой-нибудь бот, враг, и перед тем, как начать с ним драться, вам надо посветить на него фонариком, чтобы сзади лопнула такая присоска, которая дает ему бессмертие. Это, блин, какой-то Alan Wake начинается, до выхода Alan Wake 2 у нас еще времени немало, не надо нам это ускорять. Светить Блять. фонариком в врагов мы еще успеем. В общем-то, это прям крайне какая-то странная раздражающая механика, когда вам надо добрые 2 секунды потратить на то, чтобы просто посветить во врага. Конечно же, в это время вы не можете его атаковать, а он вас как раз-таки может. И раздражающих моментов, связанных с этим, возникало крайне немало. Также мне понравилась система с генераторами. Вы с помощью фонарика можете либо находить какие-то места, где можно пройти через другой мир, либо просто активировать другой мир, то есть сделать разрыв реальности, оказаться в параллельной вселенной. Очень интересное исследование локаций за счет этого получается. Если даже поначалу мне механика казалась какой-то лишней и странной, надо было там зажимать LT, нажимать X, Y, чтобы поставить варп, например, или чтобы посветить RT. То есть такая странная комбинация клавиш, но буквально через час-два вы к этому привыкаете, и, в принципе, исследование мира вот такой вот параллельной реальностью становится интересным. Дальше, ребята, пойдут минусы игры, которые меня безумно раздражали. Во-первых, это локации, которые являются бледным, блеклым, запутанным говном. Бледные, блеклые — это потому, что разработчики банально не смогли с художественной точки зрения как-то круто оформить Нихуя я в декорации, они таких вообще никак не локациях не впечатляют. был. Ну, то есть я не бегал по... сверху по этим. Но я понимаю, где это находится, но я вот именно по этим клеткам, по крышам этим не бегал. Интересно. Охереть, как много скрытых боссов-то в игре получается. Не И освещением, моментов не, как таких я уже сказал, локаций. каким-то декорированием. А их запутанность — это какое-то просто издевательство. Примерно с локации болот это начинается. Блядь. Болото, Чё запутанного? деревня Блядь, сожжённая пиздец легко и же. катакомбы. По сути, это просто кишка, какая-то нахуй, хрень. иди Потом вперед, зимняя нормально. локация вроде уже более-менее Я в начинается, ахуе. но вот эти Чё они три путаются? вызывали у меня просто какое-то лютое раздражение. Там миллион развилок. Стоп-гейм Слева смотришь путается, босс, полезный справа без смотришь босс. путается, По этот катакомбам чел я этим сраным, путается. не знаю, несколько часов Или я так ходил, не мог охуенно, понять, блядь, куда мне идти. понимаю, Можно, куда идти, конечно, сказать, или что они это я все дурачок, как-то не ничего очень. не понимаю, куда надо идти, не могу ориентироваться в пространстве. Но я прошел Bloodborne, Sekiro, Вообще не Lies of P, понимаю. Wulong, Dark Souls и некоторые. Demon Souls не прошел, но начинал. И ни в одной из этих игр у меня не было таких проблем с навигацией. Здесь иногда ты просто устаешь от изучения этих локаций. Чтобы вы понимали, уровень идиотии здесь примерно в середине игры в катакомбах есть босс, который, Блядь. кстати, классный, двухфазовый. Но после того, как вы его убиваете, у вас не открывается проход дальше. То есть есть дверь, в которую вы зашли, встретили этого босса. Поиграй, Его убиваете, слушай, ничего охуеешь, дальше я вам тебе не говорю. открывается. Окей. Что делать? Я начал изучать локации, смотреть, может, я какой-то проход пропустил, что-то не могу найти. И слава богу, в наше время есть YouTube и прохождения на англоязычных каналах, без которых я бы, наверное, эту игру никогда не прошел, потому как оказалось, Складывается что такое после ощущение, этого босса что нам надо телепортироваться благодаря YouTube практически люди в начало отупели, игры, да. примерно на 3-й костер, и там, после убийства этого босса, открываются двери, которые раньше всегда В были окно. закрыты. И узнать об этом можно было из Не, вот записки Сурж это персонажа, который просто реально примерно за час до похороны в убийства этом этого плане, это босса на главной пиздец. базе оставляет письмо и пишет, что я там иду в зимнюю локацию, там-то ты меня найдешь. Но, блин, это мало того, что Чисто банально лабиринт можно Павла. забыть. То есть ты прочитал, окей, кто-то там пошел на зимнюю локацию, понятно. Ты дальше вроде идешь по линейной более-менее локации, встречаешь Блядь, босса, с ним он- дерешься. Так это же можно еще и просто не найти, не подобрать эту записку, не заметить ее и
Если бы не было вот этого YouTube прохождения, я бы просто игру, Почему наверное, все не опять смог по пройти. зимней Я бы никогда в локации жизни типа не додумался прошлись, я не понимаю. телепортироваться Точнее, куда-то там в начало путь до карты, зимней на локации. третий костер и пройти сквозь эти ворота, чтобы попасть наконец-то на зимнюю локацию и там уже продвигаться дальше Вообще не по понимаю. прохождению этой игры. То есть локации и построение уровней игры от меня лично получают огромный минус, потому как примерно на 20% прохождения у меня уже была опухшая натурально голова от того, что я постоянно запоминал: так, тут я уже был, тут я проходил, ага, сюда прошел, опять вернулся там, где был. Особенно это было в тоннелях. У меня, ну, я действительно уже просто начинал отставать и был на грани как того, можно чтобы дроп. заблудиться в тоннелях? Это, блядь, в итоге туннели, закончилось, я нахуй. попал на зимнюю, которая более-менее линейная, и слава богу. Буквально Просто прямая убивал мобов, кишка. встречал боссов, с ними дрался и получал от боссов удовольствие. Кстати, на одной из первых локаций не пропустите кузнеца в клетке, его надо освободить, если вы вдруг это Я не сейчас сделаете, только то что не прошел сможете туннель улучшать буквально ваше за несколько оружие. секунд. Это может вам сильно Ну, минут, усложнить ладно. игру. Также к минусу локации хочу отнести просто по конченному расставленные костры в этой игре. Во-первых, есть ситуации, где вы бежите, я не знаю, по полчаса, по, не знаю, часу, если зачищаете всех мобов и не встречаете ни одной точки сохранения. Это просто какой-то ужас. Иногда доходит до абсурдного, когда перед боссом нету сохранения. И так, я не знаю, со времен первого Dark Souls, наверное, уже никто не делает, когда до босса каждый раз надо пиздрячить, просто проходя постоянно одних и тех же мобов, убивая их и не имея никакого сохранения перед самим боссом. Причем оно настолько по-дурацки расставлено, что иногда стоят несколько сохранений подряд, иногда на огромном промежутке нету ни одного. Есть моменты в игре с цветочками, где вы можете за использование определенных предметов ставить свой костер, скажем так, одноразовый. Ну, Блядь, вы на нем, почему не конечно, нажал? кататься можете постоянно, но если вы поставите следующий, то предыдущий пропадет. Но эти цветочки, где можно поставить свой костер, Да. тоже ни хрена не везде растут. Потом ты постоянно думаешь: так, окей, здесь эти клумба с этими цветами есть, посадить здесь свое сохранение или нет. Так как количество вот этих вот предметов, за которые вы, собственно говоря, создаете себе костер, у вас ограничено, вы не знаете, рисковать, оставлять здесь сохранение или не оставлять, будет сейчас босс или А не это будет. разве Иногда плохо, бывает то, так, что ты, есть такая механика, бежишь, как вроде обычная локация, не выглядит как какая-то временные арена, костры? забегаешь Наоборот за же поворот, пиздатая бам, штука. выпрыгивает босс, дверь сзади закрывается, у вас сохранение не пойми где, вы боитесь не самого босса, а того, что вам, блин, если вы вдруг сейчас проиграете и не убьете его с первого раза, придется к нему все расстояние заново бежать. реально, Это опять типа, же минус они вставили геймдизайна, построения уровней, просто который частичку безумно survival раздражал меня в horror этой игре. в плане Микроминусы отнесу загрузку на костре менеджмента, каждый раз, когда вы в плане нажимаете решений, отдохнуть, у вас загрузочный когда экран использовать вот появляется, это и вот загрузка проходит. расходник, Тоже который крайне типа, странно в игре ну, 2023 сейвит тебя года. буквально. Что-то загрузок слишком много опять у нас. Это разве вдруг плохо? в игровой Не понимаю. индустрии стало. К огромному минусу отнесу дешевый урон, который постоянно здесь появляется. Мало того, что вас могут где-то из-за угла Дешевый скинуть урон. просто в пропасть, но это А. ладно, это еще как-то можно там увидеть, не знаю, повнимательнее проходить уровни, заглядывать за углы и видеть, что там какой-то моб стоит. Этого еще можно избежать. Но здесь есть безумно крутая хрень, когда лежит предмет, ты подходишь его подобрать, нажимаешь подобрать, резко выскакивает из другого мира Мимик лютый, ворон, да. какая-то птица, не знаю, смерть, что это такое. От этого никак уже нельзя уклониться, если ты нажал поднять пиздатая предмет. хуйня. От этого ты никак не уклонишься. Эта хрень из тебя высасывает душу, переносит тебя в другой мир, и ты остаешься на один удар. То есть все, кто-то тебя в этот момент задевает, наносит урон, все, ты труп. До того, как ты один раз на это попадешься, ты не можешь знать, что там эта фигня. Она никак не отличается от другого предмета. Обычно Ой, блядь, желтенькая точечка, типа, значит, ты можешь подойти, нахуй, подобрать какой-то предмет. Нажимаешь поднять под предмет, выскакивает эта херня, Точно которая в так же середине люди игры вообще попадались слишком на часто мимика. как-то начала Но это появляться. теперь Я уже весело. периодически начинал думать, поднимать мне то, что там лежит, не поднимается. Там достаточно полезные предметы, между прочим, могут валяться. И зачем это сделано, я не понимаю. Это не сложность игры. Сложность игры — это когда какой-то интересный босс, которого надо изучать, не знаю, его механики, его движения, учиться с ним бороться. Это какие-то ситуации, когда у тебя есть, там, не знаю, миллисекунда хотя бы на то, чтобы что-то с ней сделать, среагировать, как-то заметить, вернуться. Но здесь же вот этот момент, ты ничего не можешь с ним сделать. Пока ты один раз на это не попадешься, ты не будешь знать, что там лежит не предмет, а просто обманка, которая тебя возьмет и убьет. Я удивлен, как в этой игре, блин, еще мимиков нету. Сундуки вроде как
ни один меня еще не сожрал. В итоге Lords of the Fallen, наверное, мог стать вообще одним из лучших соус-лайков, если бы не ряд ошибок, просто дурацких, непонятно зачем допущенных. Это игра с одними из лучших боссов вообще в индустрии. Это игра с офигенной боевой системой, с прикольной механикой, с двумя мирами, но с хреновейшими локациями, с хреновейшим расположением костров и с дурацким дешевым уроном, который ты не можешь не избегать, если не знаешь, что там находится та самая хрень, которая сейчас из тебя всю жизнь высосет. Казалось бы, не очень много минусов. Не забываем, кстати, еще об оптимизации. Блять, это вот тоже типа далеко немаловажный момент. Как будто бы я вот не хочу как бы говорить такие вещи, но эти минусы настолько бесящие и как будто бы раздражающие, что я лично для меня практически перекрывали все хорошие моменты один игры и ее понял. достоинства. Я наслаждался битвами Нет, с боссами, не один, радовался встрече каждого точнее из не них, так. мне нравилось Как их будто бы изучать, все вот нравилось эти на них обзорщики, смотреть. которые вот, ну, выпускают все эти видео, обзоры про те или иные игры, у которых вообще, ну, имеется на это существенные деньги, чтобы прям начинать прям релиз, в день релиза делать обзоры, то есть у них прям, ну, цели такие, прям сделать обзор, как, ну, как можно быстрее и так далее. Они Презентации у них прикольные у этих боссов, как но будто я бы не просто боялся понимают того, что темы, будет зал. которые они говорят вообще. Ну, хотя бы в плане Souls-like жанра. Они все ноют, что игра сложная. По сути. Типа, непонятно, куда идти. И тому прочее, и так далее. Так игра, ну, жанр Souls-like, она же как бы про сложность. Она как бы про именно, блин, челлендж. Это же испытание, по идее. Попробуй, осмелься, сыграй. На, победи. Твой проигрыш будет считаться удалением игры и то, что ты, ну, просто ее дропнул. По факту. То есть это будет проигрышем. А победой будет, соответственно, ее прохождение до конца. И прохождение всех боссов. Ну, блин. Типа, такие моменты, когда они ноют по поводу того, что в игре очень редко расположены костры основные, но при этом тебе дают возможность ставить временные костры, но они ставятся за счет этих ограниченного числа расходников, редких расходников. Так это, блин, наоборот же должно быть охуенно. Я когда в первый раз это увидел, когда я в первый раз это поставил, я приятно удивился. Я такой, типа, нифига себе. Это что такое, типа? Это же, блин, по факту механики реально survival хоррора. Souls-like игре, это, типа, прям просто, по сути, гениально. Если думать дальше вот в этой теме, то можно много всяких прикольных вещей, типа, ну, позаимствовать оттуда и как бы приложить туда, типа, скажем, да. То есть не стоит ограничиваться в рамках одного жанра. Можно брать те или иные идеи с других жанров. Это же наоборот заебись. А они что-то, я не понимаю, что-то разнылись, что-то это, хз вообще. И то, что локации непонятные, витиеватые, вообще не понимаю. Боссом. Я боялся этих локаций, запутанных, им как будто бы где от костра до костра можно длинный час коридор передвигаться. нужно дать просто. Это, я не знаю, зачем где это влево, было сделано. вправо Оставили будет, бы побольше точнее, костров, вот сделали влево, локации потом более вправо, вот коротенькие так и вот, типа, линейные. просто. Игра бы Коридор действительно змейка для им меня, нужен. не знаю, была бы наряду с каким-нибудь Bloodborne или, ну, может, не Elden Ring, ну, Bloodborne наверняка. Натуральная духота, по-другому я не знаю, как назвать здешние локации. Это, наверное, кстати, один из немногих моментов, одна из немногих ситуаций, когда я согласен с журналистами, с верхним интернетом, что это игра примерно вот на он. семерочку. Просто Это действительно позаимствовал игра на эти. семерочку. С крутыми боссами, с офигенной боевой системой, но с хреновейшими Семерочку. локациями, с фиговой оптимизацией, с непонятными Обзор на моментами, с игру. дешевым Я прошел уроном. всю игру Всем полностью. спасибо, друзья, за просмотр. Обязательно ставьте лайки, пишите Это НГ+. комментарии, обязательно пишите, какой Souls-like Да. для вас является самым лучшим, в какие играли в этом году. Кстати, выходило целых 3 штуки, я вот подумал, в начале года у нас выходил Wulong, потом Lies of P, сейчас вот Lords of the Fallen. Как вам лорды? Может быть, уже поиграли? Пишите свое мнение в комментариях, нравится, не нравится. Если у вас такие же, как у меня, вопросы к этой игре в плане оптимизации, в плане локации, в плане того же дешевого
урона. Всем еще раз спасибо, всем до скорой Дешевого встречи, всем урона. пока-пока. Вообще не понимаю, да ёб по поводу дешевого. О, боже мой, блядь. Дешевый урон. Откуда он это взял вообще? Что за выражение такое дешевый урон? Господи. Дешевый обзор получается тогда. Да, я знаю. Ну что, дружки-пирожки, я ну да, закончил кстати, первое да. прохождение, и Я дальше, просто раз уж обещал, думал о пройду том, что... игру еще пару раз, чтобы посмотреть все квесты и лут, и А. сделать обзор ее лора. Но прежде чем заняться привычными мне делами, ваш Из лука покорный сбивать решил можно. поделиться, так сказать, свежайшими первичными впечатлениями от нашего убийцы Dark Souls, лучшего сосалика Го. Думер Окс какой-то обзор. Игры в жанре Soul. А это Молотов. Короче, давайте Молотова послушаем. Это у него подписчиков 2044. 2000 подписчиков и 440. Это всегда лотерея, но недавняя Lies of P смогла доказать, что можно делать игры в жанре Souls, не Вот что-то я чувствую, что вот этот обзор нормальный. копируя их дословно. В 2014 году мы уже видели Lord of the Fallen, и Да, тогда, да, если честно, она я уже мало дошел кого до этого. впечатлила. Смогли ли разработчики в этот раз сделать достойный Souls-like, узнаешь прямо сейчас. И пока мы не начали, озвучу самый главный минус игры. В игре не будет русского языка от слова совсем. Ни озвучки, ни субтитров. Важно понимать, что грядущая Lord of the Fallen — это не ремастер и не попытка перезапуска серии. Новая игра — это прямое продолжение оригинальной Lord of the Fallen 2014 года. Но почему Они щас это игру так хоть важно? допилили? Информация, которую я сейчас Ну, расскажу, сможет по-моему, объяснить, да. почему я Потом еще уверен, фанатский что игра этот выйдет годной. Анонсировали продолжение Lord of the Fallen еще в 2014 году, сразу же после провала первой части. Именно провал первой части вбил клин в тандем создающих первую Lord of the Fallen. Разрабы Бля, разошлись во сука. взглядах, после чего Deck 13 отделились, запилив две части Surge, а City Interactive, в котором сеттинг темного фэнтези оказался роднее, собрали новую команду для разработки продолжения игры. Теперь City Interactive выступает в роли издателя, а под крышей Hexworks, новых разработчиков, собралось более 400 опытных разработчиков, которые по факту занимаются игрой 4 года подряд. И то, что я увидел, создавая этот ролик, заставило меня поверить, что 4 года разработки не были потрачены впустую. Что касаемо лора, действие игры разворачивается в мире Морнстед, и рассказ берет свое начало еще в 2014 году в первой части Lord of the Fallen. После долгих лет под гнетом короля демонов Адиром, земли Морнстеда Адиром. пришли в запустение. Но время его правления подошло к концу, и Адир пал. Свергли его сильнейшие рода людского, величавшие себя судьями. Напоминание о поражении Адира служит огромная рука. Все остальное тело Титана погружено под землю, а 5 перстов, что остались на поверхности, теперь определяют границу между Аксиом, миром живых, и Нихуя он за лор Убралом, миром понимает. мертвых. Ну хоть бога демонов и не свергли, бог на то и бог, что не может умереть до конца, пока кто-то еще в него верит. И первая попытка Адира вернуться в мир живых была пресечена Харкином, героем первой части игры. Но время шло, и послушники Адира верили в возвращение своего властелина, и постепенно голос короля демонов начал разноситься по всему Морнстеду, признаменуя его скорое возвращение. Первым пало братство полых стражей. Братство следило за тем, чтобы король не смог вернуться к жизни. Следом были осквернены 6 маяков, рассредоточенных по всей земле для удержания силы Адира. Теперь, когда предзнаменования одно за другим начали сбываться, и Морнстед наполнили орды чудовищ, последняя надежда
смежные миры живых — это темные крестоносцы. И мы в их составе должны не допустить возвращения короля демонов в грядущий Lord of the Fallen. Согласитесь, в играх жанра Souls мир — это не просто красивое окружение, а язык повествования. Через окружение мы узнаем кусочки лора, а ландшафт многих игр Фромов вообще может на полном серьезе рассказать историю становления и падения великих государств. Земли, на которых они стоят, зачастую испещрены шрамами битв, а загнивающие болота говорят об увядающих цивилизациях. В новый Lord of the Fallen разработчики обещают, что мир игры будет в 5 раз больше, чем в оригинале. Нам обещают, что изучать мир будет интересно, в том числе и потому, что в игре будет множество разнообразных биомов, враги в которых также будут кардинально Погоди, он играл в эту игру? Но размер или монстра чё? это не самое интересное. Самое интересное — это механика дуальности мира. Механика параллельных миров строится на том, что в нашем Он как будто арсенале просто есть пересказывает лампа, с какие-то помощью общие которой мы информации можем из просвечивать открытых саму источников. ткань мироздания, тем самым заглядывая в мир мертвых. Умбрал очень похож на мир живых Аксион, но гораздо более жуткий и мрачный. Прыжки между мирами помогают нам решать головоломки и находить проходы там, где на первый взгляд, казалось бы, их просто не может быть. Таким образом, где-то мы сможем получить ценную награду, а где-то открыть ранее неизвестные маршруты к цели. Но у таких подглядываний есть и обратная сторона. Если вглядываться в мир мертвых и получить урон, он прилетит к нам и в мир живых. Но на этом возможности лампы не заканчиваются. Ради более жирного лута мы сможем пожертвовать частью жизни и перенестись в измерение заблудших душ намеренно. Плюс редкие материалы для якорей будут находиться исключительно в Умбрал. Что такое якоря, я расскажу чуть позже. Так вот, выбираясь на вылазку в мир мертвых, стоит помнить, что в нем менее эффективно действуют хилки. Кроме этого, у нас начинает заполняться шкала безумия. Ну и как вишенка на торте, чем дольше мы в Умбрале, тем сильнее становятся противники. С каждой секундой твои оппоненты прибавляют в своих мощностях, и в конце концов за тобой может просто начаться охота. Игра начнет спамить на тебя все больше и больше серьезных врагов, проверяя тебя на прочность. В мир мертвых, к слову, нам придется попасть и по сюжету, а также никто не застрахован от смерти, которая окончательно отправит тебя в Умбрал, и выбраться оттуда будет уже не так просто. Погибнув, нам дадут выбор: воскреснуть и лишиться части душ, или попасть в Умбрал. Выбрав второй вариант, сбежать нам получится, если найти точки воскрешения, которые вернут нас в Аксиум. А если при попытке спастись ты умрешь в царстве мертвых, то возродишься в последней точке сохранения, потеряв при этом весь накопленный опыт. Также стоит помнить, что заряд фонарика не бесконечен, он пополняется за счет энергии убитых нами врагов. Но, к слову, с зарядкой фонарика, я думаю, у нас проблем не возникнет. Подводя итог, нас в Lord of the Fallen будут ждать не один мир, а целых два. Механику параллельных миров можно смело назвать одним из главных преимуществ грядущей экшен-РПГ. А главным твоим преимуществом будет подписка на мой телеграм-канал. В нем ты одним из первых будешь получать свежие новости видеоигр, а также сможешь просто хуйня со мной какая-то. лично. Жду тебя в телеграм. Не ребящую магию, а мега хуйня какая-то. Приятные глазу спецэффекты. К слову, только ленивый, наверное, еще не сравнил Lord of the Fallen с Blasphemous, но, как по мне, игра визуально и стилистически больше похожа на мультфильм Данте Инферно. Кстати, топ самых крутых мультфильмов по мотивам видеоигр ты сможешь посмотреть по всплывающей подсказке. Также невозможно не отметить приятную игру света и тени, которая еще больше погружает в атмосферу мрачного фэнтези. Но что самое приятное, для большей зрителей... Не, этот ублюдок не играл в игру. Он не играл в игру. Даркмас Евген теперь. Даркмас Евген. Я вас приветствую, лорды. Недавно вышла довольно противоречивая игра Lords of the Fallen. Переосмысление тех лордов, что вышли 9 лет назад. Оригинальная игра получилась ужасной, была дико медленная, с поломанным балансом, кривой боевкой, технически тоже ужасно, с так себе левел дизайном, импакт у оружия был просто никакущий, короче, тот еще провал. Однако, на удивление, про игру не забыли, и вот неделю назад состоялся релиз переосмысления, где должны были исправить ошибки. И нужно признать, да, ошибки исправили некоторые.
Игра умудряется в чем-то быть потрясной, удивлять, радовать, но в то же время так сильно подавлять чувство симпатии к себе, что Бля, ну захочется сука, удалить блядь. игру и забыть ее. Сегодня я расскажу вам, что же с ней не так, а что так. Как обычно, без воды, тезисно и по всем аспектам. Приятного просмотра. Думаю, с первых же секунд видно, что было предметом вдохновения при разработке игры. Dark Souls Без воды и там, блин. Инваси 4 активировал награду за 1500. Да, я не ругаюсь. Извините. Demon Souls и немного Sekiro с Bloodborne. Это Короче, прям флагманские хорошо игры стал студии сидеть до From базара. Software. И действительно, почти все взято оттуда. Большие локации, эдакие костры, связывающие их, враги, которые восстают вновь после вашей смерти или после отдыха у Бонфайра, малое количество хилок, опыт, падающий с каждого врага, который позже конвертируется в прокачку персонажа или Заебал, оружия. говорю. Как и в Dark Souls, фарм сможет заменить Да. ваш скилл. Хоть и не Не, полностью, но просто сильно реально, облегчит они, может, так и жизнь. думают, Никто не мешает действительно, вам что так целый и час есть, стоять и но фармить просто одно они место, как будто бы вкачав реально уровни не 20 разбираются в здоровье именно в самой... или урон. Ну, Есть не то возможность чтобы встретить игре, а в шмотки жанре, босса типа, после победы над Souls-like. ним. Тут это делается с помощью специальной валюты, которая падает с каждой сюжетной собирашки флешбека. Все так же есть безопасная зона, хаб, называйте как душе угодно, где кучкуются торговцы, всякие побочкодатели и прочие личности, способные принести хоть какую-то пользу. Куда ж без них злоебучие псы и болотные локации, визитная карточка не только игр From Software, но и уже целого жанра. И так далее. Игра во многом повторяет те же приемы, и дальше давайте разберемся, в чем же разница. Ну, во-первых, первая смерть здесь не фатальна. Как и в Sekiro, игра дает то, вам что второй рабы, они шанс, просто но делает это смотрят прохождение на интереснее Ютубе. и иногда даже создает забавные Ну, мне вот моменты интересно, вместе. кого они конкретно Улыбаться смотрят? все же долго не придется, Вот ведь этот находиться чел- будете в таком измененном мире, в параллельном измерении. Пока не Буду знаю. называть его потусторонним, говорит отлично то, что воды описывает нет, суть. но И этот потусторонний пока мир это не просто меняет цветовую палитру Слушай, вокруг, но будет и понятно. усложняет процесс. Хилиться Хотя- становится сложнее. Теперь вам Откуда нужно не вот только эта вот юзать тема, хилку, то, но что еще и хилиться бить врагов, сам дабы сложнее? заполнять шкалу лечения. Локация Откуда начинает тема, заполняться то, что другими хилиться врагами, сложнее? более опасными в некоторых Что за случаях. пиздёж, И откуда чем они берут дольше это ты говно? находишься в этом мире, тем сложнее играть. Появляются враги более высокого ранга, перемещаться все труднее и труднее. А если довести ваше присутствие до максимальной Ссылка одна и та отметки, же, что до выбрать, что красной, здесь. за вами выезжает особенный босс — Scarlet Shadow, который бьет вас так сильно, что иногда и отбежать не успеваешь, а хилиться при максимальном розыске нельзя. Только бежать или драться Бля, до последней заебал. капли крови. Что не менее важно, в потустороннем мире открываются новые пути по локации, А, зачастую сюжетно я думал, я умер, важные да, и конечно. необходимые. То есть, так или иначе, но быть нужно часто в обеих измерениях. Этому помогает лампа, которая высвечивает все, что находится в том измерении. Даже врагов, которые пытаются к вам прорваться, можно увидеть заранее. Именно взаимосвязь двух измерений создала самые интересные головоломки здесь, где нужно думать, куда запрыгнуть, где посветить фонарем, когда стоит перейти вручную по ту сторону, за что потянуть лучом от фонаря. Луч, кстати, сильно помогает и в бою. Можно взять и вытянуть душу из врага на время, дабы его обездвижить, или просто снять со второго этажа, дабы не бесил выстрелами. В общем, вся эта механика, связанная с тем миром и с лампой, безумно интересная. Именно это самая лучшая вещь, что есть в игре. Сама лампа, разумеется, подвержена прокачке. Ровно как и хилка, суть та же, что в Соулсе. Ищешь валюту, которую закопали в глубокую жопу локации, приходишь к NPC и прокачиваешься. Еще один жирнющий плюс игре — это локации. Они монументальные, огромные и абсолютно все связаны в единую неразрывную цепь. Здесь полно вау-ситуаций, которые вы могли испытать в Bloodborne. Когда уже прошел почти всю игру, вот идешь по опасной локации, открываешь двери и видишь начало игры. Чего как раз очень не хватало в недавней Lies of P, где каждая локация была обособлена друг от друга. Здесь же нет разделения. Без всяких загрузок вы можете дойти от пролога до эпилога.
Более да. того, игра нелинейна. Вы можете пойти туда, куда захочется. Игра часто предлагает несколько дорог, иногда по 5 разом. И тебя за ручку не ведет. О нет, ты сам должен догадаться, куда тебе нужно пойти и что сделать. Побочки, как в Lies of P, отдельно, нигде не выделены. Нужно помнить каждого NPC, каждую закрытую дверь. И то, какой ключ ей нужен, ведь однажды каждую дверь можно открыть. Бывает, находишь скрытую локацию, а она оказывается большущей, идешь по ней час-два, опускаешься глубже и думаешь, в какую же я жопу, черт возьми, попал. В лордах гигантское разнообразие брони и оружия. Можно делать десятки всевозможных сборок под вашу манеру игры. Что, кстати, выделяет лордов от Souls, одежду можно красить. Отдельно шлем, отдельно наручи и так далее. Множество здесь и классов. Как обычно, разных мастей, рыцари, охотники и даже маги. Жаль, что создание внешности немножко неудобное и корявое. Как бы я ни старался, получался у меня то скуф какой-то, то жмых пожилой. Сюжет подается в лордах, как и полагается, в основном через собирашки, где показывают небольшие флешбеки и записки. Кат-сцен полноценных кот наплакал. Да и те в 95% случаев просто показывают вступление и трансформацию боссов. Сами боссы шикарно задизайнены. В лучших традициях японских игр, при том, что разработчики так-то из Польши. Исполинские уродливые мерзавцы. Увы, большая часть из них на деле оказывается легкой. Лишь 2 или 3 босса вызвали у меня настоящее горение пердака, особенно Light Reaper, какая же мразь. Целый час с ним трахался. Лишь обуздав механику парирования, выучив все его анимации, получилось таки завалить гада. Да и то вышло так, что у нас получилась ничья. Он меня, а я его. Но кто знал, что он решит рвануть как шахид? В остальном боссы вполне проходимы. За 1, 2, ну ладно, может 3 попытки. Последние 3 сюжетных босса вообще с первого трая вальнул. Камон, последний босс-файт делать вот так? Бегаешь и валишь дохликов? Это весь бой? Ну кто так делает? Еще и можно призвать напарника-бота для боя с боссом, что вообще обесценит любой бой с боссом. Ведь они не рассчитаны на бой более чем с одним противником. В игре, к слову, есть полноценный кооператив. Есть также и привычное жанру PvP. Я не затестил ни то, ни другое, потому что я соло. Половина боссов в игре это тупо обычные мобы, которым присобачили большую полоску здоровья и наградили выделяющим из толпы именем. Подобным очень грешил даже Elden Ring, так чего же ожидать от поляков с гораздо меньшим бюджетом на игру? Не пропадать же ассетом, правда? Ну ладно, боссы, окей, разобрались, проехали. Гораздо сложнее этих боссов сам путь до них. Порой там такие локации, настолько запутанные, многоуровневые, населенные десятками мобов с таким дамагом по вам. А если вас заставляют еще и платформингом заниматься, что по игре очень часто встречается, то пиши пропало. Вот эту локацию я дрочил 5 часов, 5, сука, часов. Я просто орал матом, уже не выдерживал. Игра иногда хочет, чтобы ты ее ненавидел, желает, чтобы ты ее удалил. У вас с игрой складываются абьюзивные отношения. Если та же Lies of P старалась подарить игроку комфорт, указывала, куда идти, подавала потерянный опыт в битве с боссом на блюдечке, помогала делать бэкстебы, даже опыт сам летел к тебе после каждого моба. Лорды же обоссывают тебя, обхаркивают, заблевывают, привязывают за яйца к фурии и разгоняются до 200 миль в час. Именно так зачастую ощущается игровой процесс. Добрая половина или злая половина игры — это локации и события, которые дарят очень сложные ситуации. Бежишь из последних сил, хилок не осталось, сзади полно врагов. Неясно где что, все слишком быстро, все слишком темно. Видишь вроде как ценный лут, лежащий в углу. Пытаешься подобрать в попыхах. И бац, это ловушка, приманка, которая тебя ваншотит. Кайф. Еще и сраные хитбоксы то и дело мешают ударить нормально, зато по вам бьют только в путь. Про всякие тупые и кривые смерти вообще молчу, из подобных, что снял я, можно отдельную нарезку делать.
Разнообразие самих врагов, увы, оставляет желать лучшего. Большую часть врагов вы увидите в первые часов 5 игры. Остальные часов 40 вы будете видеть все те же лица, но жирнее в плане здоровья и урона по вам. Редко появляются новые мобы. Причем локации-то здесь радикально меняются. Болото, пепелище, ледяная поступь, средневековые замки. А населению здесь пофиг, везде ходят одни и те же. Вот эти сутулые любители палок встретили меня в прологе, а в эпилоге проводили. Разумеется, есть здесь и облегчающие элементы. Например, уклонение. Оно слишком читерское. Часто оно спасает от любого удара. Само расстояние, на которое можно прыгнуть, огромное. Игра станет гораздо легче, как только обуздаете тайминги перекатов. А если уж парирование возьмете на вооружение, то вообще минус 2 очка к сложности. Между основными бонфайрами можно ставить свои в специальных местах, где растут растения. Иногда их можно ставить на каждые 100 метров, а то и меньше, из-за чего часто вы можете спасти заработанный опыт или пойти по локации дальше, не боясь, что долго будете возвращаться. Фармить семечки для ручных бонфайров советую здесь, на этом камне бледище. Сверху падаете и уже минус почти все хп. С него падают и другие приятные вещи, например, очень хорошие побочные хилки. Конечно, всю игру можно проходить за мага, как и Dark Souls. И конкретно в лордах магия ломает игру. Мобы часто тупят, застревают будто где-то в пустоте, а ты издалека стоишь и пыщкаешь в них лучами чего-то опасного. Скукотища. Все соулсы и их пародии проходил за ближнеборца, лорды не исключение. Гораздо интереснее танцевать перекатами и блоками, чем стоять издалека и нажимать на R1 да заедать пополняющим ману пирожком. Хочу похвалить пару мелких деталей. Первое – звук. Он очень качественный и реалистичный, что для жанра редкость. Те же Dark Souls и мой любимый Bloodborne омерзительны в плане качества звука. Какой-то глухой, неестественный, в лордах же объемный, и ты ему веришь. Был момент, когда я стоял АФК, в телефоне копался, задницу остужал после очередной тупой смерти и слышу, что-то у соседа там стучит. Думаю, окей, пускай. Минута, 2, 3, думаю, да ну, почему так долго и так ровно, будто под секундомер. Снимаю наушники, а звуки стука исчезли. Надеваю наушники. Оп, снова стук появился. Стук был настолько реалистичен, что я его не отличил от реальности. Вау. Вторая деталь – фоторежим. Его я могу назвать, сам тому не верю, инновационным. Эта функция вообще не любит появляться в этом жанре, а тут не просто ее добавили, но и как. Вы можете в любую секунду открыть фоторежим, сфоткать и в любой день, хоть через год, зайти внутри игры в галерею, открыть этот самый скриншот и изменить его, вплоть до перемещения камеры в другую сторону. То есть игра не просто делает скриншот, а сохраняет все пространство вокруг. Вот это реально вау. Очень хочу такую же фишку вот в почему следующих играх 3D Sony. фото. Ведь они так красивы, что невозможно не фоткать. Ну и да, лорды местами ослепительно красивые. Некоторые локации хоть фоткой и на стену вешай. Художники, мастера. И вот здесь я перехожу к самой большой проблеме игры, которая, я сомневаюсь, что исчезнет даже после всех патчей. В игре ужасная техническая составляющая. И тут речь как про стабильность фреймрейта, так и про работу с текстурами, отражениями. Ну вот что это? Лестница появляется в 5 метрах от меня? Как я должен построить издалека путь, если я не вижу лестницу? А это что? Забор рисуется по камешку на ходу? А эти висячие светильники, они там издеваются, что ли? Локации, да, очень красивые, если стоять или медленно идти. Но если начать всматриваться и идти быстрее, то картинка просто ломается из-за таких огрехов. Отражение тоже ни к черту. Какой бы режим я ни ставил. Тут, как и полагается, два режима. Первый, где четкая картинка и лучшее отражение в воде, но 30 FPS. Второй, где мыло, но зато 60 FPS. И скажу так, режим с 30 кадрами в секунду не играбелен. Мало того, что жанр очень туго и плохо играется при 30 кадрах в секунду, так тут они еще и проседают. Режим, где 60 кадров, тоже сложно назвать полноценно играбельным. Лорды очень часто лагают, бывает, что пропадают кадры, особенно в битвах при уклонении. Двигаться и драться из-за этого становится очень некомфортно.
А что уж говорить про локации типа этой, где куча эффектов, большие просторы расстилаются перед глазами, игра просто не справляется со срисовкой всего этого. Хотя, казалось бы, эта игра на Unreal Engine 5, не на 3 или 4, а на 5. Еще одно доказательство тому, что одного движка мало, нужны еще и прямые руки. И ладно бы игра была с графикой на уровне демки Матрицы, но нет, это абсолютно пастгеновская графика. В кат-сценах это особенно заметно. Мыльные двери, мыльная одежда, еще и прорисовка прямо на глазах происходит. Иногда одежда может не появиться прямо в меню игры, из-за чего Lords of the Fallen превращается в Lords of the Gym. Игра аж 6 раз вылетала, ну ладно раз, ладно два, все-таки игра большая, но 6. Я умирал из-за багов по типу этого. Сами враги нередко багуют, будто бы борясь с гравитацией, как вы понимаете, безуспешно. Первый час игры у меня вылетала вот такая ошибка каждые 15-20 секунд. Я иду, я стою, я хилюсь, я бью, а она вылетает прямо на весь экран. Благо исчезла, а то и боялся, что игру придется бросать до патчей. И что еще очень сильно расстроило и скорее всего расстроит вас, в игре нет русского языка вообще. Так что для полного понимания сюжета, всех побочек и того, зачем вообще нужен конкретный предмет, придется либо лезть в переводчик, либо же учить английский. Благо по сюжету все и так понятно. 5 маяков, до каждого нужно добраться и перекрасить свечение. Все маяки видно издалека, как я и говорил, локация тут по сути одна. И до каждой точки можно добраться без загрузок и телепортов. The Lords of the Fallen очень долгая. У меня после титров стояла отметка на 47 часах. Но тут стоит учесть, что Кстати, часа 3 я стоял не АФК. Еще часов 5 фармил, дабы чуть легче сделать игру, иначе бы я эту сраную локацию так и не прошел. Еще часик я снимал всякие сравнения для этого ролика, но и много-много часов умирал, что является неотъемлемой частью каждой такой игры. Так или иначе, 40 часов на прохождение у вас точно уйдет. А еще учитывайте, что здесь 3 разных концовки, есть НГ+. И после прохождения открываются новые классы. То есть тут есть реиграбельность, как и в любой части франшизы Souls. Как я говорил в начале, игра получилась противоречивой. С одной стороны, у нас интересные локации, связанные между собой, куча головоломок, сложных ситуаций. Игра дает челлендж, пройдя который получаешь наслаждение. Сражаться приятно. Немного туговато, особенно в начале, но даже не сравнить с тем, как туго было в оригинале 2014 года. На фоне него новые лорды будто на спидах. Любопытная механика с лампой и другим измерением. Это меня, наверное, больше всего порадовало. Есть много элементов кастомизации, хорошо поработали со звуком, пейзажи какие тут красивые. С другой стороны, ужасная оптимизация, куча багов, вылеты, скучные по большей части боссы, малое разнообразие врагов, нет русского языка. Я не скажу, что сожалею о потраченных почти что 50 часах. Мне по большей части понравилось играть. Да, не без греха, но все же было интересно. Было местами необычно, лампа и другое измерение внесли сильные изменения в жанр Souls-like. Вот будь здесь оптимизация хотя бы наполовину лучше, игра бы понравилась гораздо больше. А так, более чем 79 баллов поставить я, увы, не могу. Игру избегать я не советую. Прежде всего рекомендую тем, кто уже прошел все Souls, Bloodborne, Sekiro, кому нужны еще испытания в привычной для себя среде, чтобы было что-то такое же, но в то же время другое. Новичкам жанра я все же советую начать с Lies of P, она гораздо более дружелюбная, и вы не сгорите так, как в Лордах. Если побежать сразу в Лорды, боюсь, что сходу выиграете и забросите весь жанр вообще. В Souls-лайках главное правильно начать, а продолжить уже будет несложно. Ладно, ребята, на сегодня это все. Пишите и вы в комментарии, как вам эта игра. Получилось ли у польской студии совершить камбэк и перекрыть неудачу оригинальных лордов? Будете ли вы вообще брать игру? Также желаю вам приятнейшей игры в сиквел Спайдермена, который выйдет уже через считанные часы. Заливаю видос, заканчиваю все рабочие дела и на 4 дня улетаю от всех в Нью-Йорк. Спасать город и лавировать на паутине. Надеюсь, вы сделаете то же самое. Увидимся уже через 5 или 6 дней.
Обещаю череду интересных роликов касаемо Spider-Man 2. Всем еще раз удачи, приятных выходных и всего самого наилучшего. Пока-пока. Блять, охуенно. Я застрял. Ну что, дружки-пирожки, я закончил первое прохождение, и дальше, раз уж обещал, пробегу игру еще пару раз, чтобы посмотреть все квесты и лут, и сделать обзор ее лора. Но прежде чем заняться привычными мне делами, ваш покорный решил поделиться, так сказать, свежайшими первичными впечатлениями от нашего убийцы Dark Souls, лучшего сосалика года, и каким там еще кликбейтом нас кормили в процессе пиара этого шедевра. Само собой, любой обзор — это галимая вкусовщина, а во вкусовщине важен автор, поэтому скажу, что никогда не претендовал в заслуженные трайхарды жанра, не спидранил, не проходил Soulsborne на первом уровне, практически не играл в PvP, а значит, смотреть на игру буду с позиции, так сказать, казуальных. Добавлю только, что в моем резюме есть проход Dark Souls 3 и Elden Ring на New Game Plus 7, ну и множество обычных прохождений и перепрохождений всех работ фромов разными классами, плюс обе части Nioh, первый Remnant и Lies of P. То есть, в целом-то в жанре я не новичок и знаю, что такое боль. И еще знаю, каким, блять, должен быть неплохой Souls-like. И авторитетно могу заявить, что лорды — это Souls-like хуёвый. Или почти хуёвый, и дальше я постараюсь вам это доказать. Так. Давайте зададимся вопросом, что вообще такое Souls-like и зачем Как он завернуло. нужен. И здесь на самом деле все просто. Souls-like — это игра, в которую фанат игр фромов может поиграть, так сказать, в межсезонье. И не более того. В какой-то, как, например, в Remnant или те же Лорды, можно поиграть с друзьями. Но этот момент я освещать не буду, потому что лично для меня Souls — это прежде всего сольный опыт страданий и изучения истории. А все эти коопы и веселый PvP-гэнкинг в дискордике я рот ебал, и это не ко мне, я гуль, я одиночка. Так вот, справляются ли лорды с вышеописанной функцией сосалика? Вполне, и в принципе, если вы фанат жанра, у вас есть время, то смело можете нырять в эту клаку, здесь есть все, чтобы медитативно убить пару месяцев свободного времени, выколачивая платину, для которой нужно, игра если я не ошибаюсь, 3 полных прохождения. Но если вы ворвались на нашу территорию после Elden Ring и кое-как прошли еще какой-нибудь из соусов, то лучше... я понял, что это за локация, господи. Если тот же Lies of P, например, действительно привнес в жанр хоть что-то новое, в кои-то веке нормально рассказав игроку полноценную сказку на простом человеческом языке, то лорды просто взяли все типичные атрибуты Dark Souls, геймплейные, нарративные, и реализовали их через душное, вонючее, темное, кривое, убогое очко. И да, дали вам фонарь, чтобы в это очко посветить. А теперь давайте предметно разбираться, что из этого вышло. Начнем с плюсов. Лорды красивые. В моей пекарне торчит пожилая GeForce 1660 Ti, по-моему. И играл я на средних, а иногда и на низких настройках при максимуме FPS в 35. Но даже так надо отметить крутые пейзажи, хорошую детализацию окружения в некоторых локациях, которая интересно раскрывается во взаимодействии с механикой параллельной реальности. Отдельно хочу отметить вот этот ебучий нимб, который непонятно как выглядит на ультрах, но лично у меня был каким-то псевдо-2D-шным и имел чуть ли не текстуру иконы, что мне очень понравилось. Плюс номер 2. Это солидное количество вооружения, особенно метательного. Ваш покорный вообще не поклонник всех этих видео в стиле
билд бабки через 2 кривых тяпки, но потенциал для вот этого всего тут есть. Ждем полуторачасовой обзор всех метательных молотков от Game Doctor. Впрочем, до Elden Ring местный ассортимент все равно не дотягивает даже приблизительно, а из-за отсутствия каких-то аналогов weapon арта или специальных скиллов персонажа, никаких зрелищных комбо-вомбо тут вам сделать не дадут. Немало тут и магии, и если немного поколдовать с переназначением клавиш, чтобы у вас не отвалился к хуям мизинец, можно поиграть за метателя сгустков. Но опять же, по классике соусов, нормальный набор спеллов у вас наберется только к глубокому эндгейму. Еще один плюс — это механика пополнения боеприпасов. Они здесь, по сути, те же спеллы, которые вы находите один раз, и потом просто ставите в слот и юзаете, пока не кончатся заряды, которые пополняются через единый центр покупкой сумок с боеприпасами, что довольно удобно. Ну и последний относительный плюс на любителя — это атмосфера Гримдарка, вероломно спизженная из раннего Берсерка и серии Blasphemous, с которой я лично не знаком. Но если даже у угрюмого Гатса был комик-релиф в виде пака, а у Миядзаки всякие там Сигмунды, Сигварды и прочие горшки, то тут у нас все серьезно, никаких хаханек, что, наверное, может понравиться разве что биороботам с отрицательным значением чувства юмора. На этом плюсы для меня, собственно, и закончились. И дальше начался 60-часовой путь, на котором я несколько раз хотел удалить к хуям этот шедевр игростроя, потом опять давал ему шанс, снова хотел удалить, еще давал шанс, и так нахуй по кругу. Закончилась эта ромашка на том, что стоило все-таки удалить и не ебать себе голову, но давайте разберем все вкусняшки по порядку. Начнем со звука. С самого начала игры я ловил себя на том, что почему-то постоянно отвлекаюсь на него, чего со мной не случалось вообще нахуй ни разу за всю мою карьеру геймера. И сначала я отмахивался от этой паранойи, но потом дошел до собирателя плоти, пару раз послушал, как эта тварь мокро чавкает, и понял, что вот эти мокрые звуки, которых в игре на самом деле очень много, меня просто физически отвращают. Сюда же можно занести вот этот убогий шлепок вилкой по консервной банке при неудачном блоке, непонятный бзынь при убийстве моба, блядский звоночек при блоке удачном, звуки всяких магических и просто взрывов, в которых низкие частоты будто выкручены на максимум. Но самое бесячее — это, сука, сам персонаж, который прокрикивает каждое свое действие, как ебаный Брюс Ли. При этом мне очень нравилась озвучка многих НПЦ. Но вот это кряхтение моего перса доебало меня настолько, что я просто отключил звуки голосов и эффекты. И остаток игры тупо бегал под Энди. Крутые пейзажи, о которых я уже говорил, вы увидите всего несколько раз за игру, да и то ближе к ее финалу. Большую же часть времени вас ждут кишки подземелий, непонятные болота, обоссанный деревянный платформинг а-ля Чумной город из DS1, городские развалины, деревенские развалины, коридоры замков и их окрестности. Ну и умбральные элементы, которые во всех локациях одинаково серые и невзрачны. Хотя, опять же, на пейзажных выпасах все эти огромные скелеты из мира тени выглядят, прямо скажем, солидно. Никаких вау-локаций вроде Фарума Зулы или хотя бы замка Лотрика тут и близко нет. Но попытка разрабов закосплеить карту первого Dark Souls заслуживает уважения. За исключением одного ответвления, все остальные локации так или иначе бесшовно связаны с хабом. Проблема в том, что это связано... Короче, понятно, очень душный такой. Хотя ладно, давай дослушаем. Сыграла с поляками злую шутку, задав основной архитектурный и биомный контекст, которого пришлось придерживаться практически всю игру. То есть на всем ее протяжении мы по сути находимся в окрестностях одного единственного королевского замка, на болотах в пригороде, на скалах или в подземельях под ним, в разрушенном городе и в самом этом замке. Изредка здесь встречаются какие-то локальные доминанты, но по большей части первая половина игры, а то и больше, сливается в одно сплошное мышиное шуршание по этим окрестностям, в которых практически нечего запоминать. Вы спросите, а хули я хотел, если из хаба до финального босса можно добежать пешком буквально за 2 минуты? Ну, возвращаясь к неповторимому оригиналу, где все тоже было связано, напоминаю, что там был и Новый Лондо, и Изолит, и Анал Родео, и Катакомбы, и Склеп Великанов, и Тупо Лес, и
цивилизация, Бладтаун, уезд нежити и так далее по списку. И это все тоже было в пешей доступности, но при этом являлось уникальными биомами со своими узнаваемыми киллер-фичами в геймплее. Что мы имеем здесь? Да практически нихуя. Я буквально сейчас не могу навскидку назвать ни одной запомнившейся мне локации. Чуть лучше, но нехорошо обстоит дело с локациями так называемых колоссальных боссов. Но о них мы поговорим отдельно в части, посвященной непосредственно этим боссам. И ладно бы локи были просто скучными, но не все так просто. Многие из них еще и сделаны через жопу, или, выражаясь прилично, контринтуитивно. Как правило, в Soulsborne здорового человека в локациях городского типа тебе практически со старта дают возможность обозреть фронт работ и приблизительную цель, некий визуальный ориентир или общее направление, отталкиваясь от которого ты выстраиваешь примерный маршрут по секции. В том же Nioh этот рецепт отработали до автоматизма, и там чаще всего ты буквально со старта локации видишь дверь-шорткат, которую тебе нужно открыть с другой стороны. Но креативным полякам нахуй не нужны эти скучные шаблоны. И они дают тебе горящий колрад, где непонятны ни цели, ни средства. И чтобы найти эту ебучую лесенку, ведущую в босс-секцию, мне пришлось навернуть несколько полных кругов по локации. Или, например, путь пилигрима, вот это непонятное шизонагромождение платформы, лесенок, в котором вообще не ясно, что, зачем и чего мы тут нахуй забыли. Тоже касается и болотной деревни, которую я сам не понял, как прошел, и когда вернулся, чтобы найти босса, каменную башку, которого пропустил пол игры назад, то так и не смог в итоге этого сделать, потому что так и не понял логики построения локации, опять начал блудить в ней, и в итоге забил хуй и ушел. И это не мой персональный топографический кретинизм, друзья мои, потому что в свое время я вслепую, без фонаря, приучился пробегать половину склепа великанов в DS1, ориентируясь просто по силуэтам и дыханию этих ебучих собак и скелетов в темноте. Лорды — это именно хуёвый левел-дизайн. И рукожопые энкаунтеры на уровнях его только усугубляют. Лорды вообще очень часто напоминают любимый многими, но не мной, школяр первого греха, и ситуации с триллионами бомжей реально вызывали у меня флешбеки о нем. Но следующий минус заключается не в этом, а именно в нечестности многих этих энкаунтеров. Что я подразумеваю под честностью в соусах? Есть персонаж с набором инструментов и игрок с определенными навыками, приобретенными в процессе прохождения игры. Есть игровая ситуация, которую вам нужно разрешить. Если инструментов персонажа и вашего опыта достаточно для решения, то все честно. Если достаточно инструментов, но вы все равно дохнете, получив новые знания, которые пригодятся потом. Это нечестно, но приемлемо. Если достаточно инструментов, но вы дохнете, получив бесполезные знания, это, сука, Lords of the Fallen. Типичный пример. Прямо по пути мы видим моба, который уже известен нам своим агрессивным опенингом. На этом моменте игры эта атака почти меня ваншотила, моб прямо передо мной, а справа мы видим обычных бомжей и логично решаем, что начать надо с сильного, который находится прямо перед нами. Да? Пизда! На пути к нему бомжи, которые все предыдущие встречи были обычными бомжами, вдруг начинают шмалять залпом метеоритов. Трах-бабах, Габелла, до свидания. Ну, наверное, думаю, эта встреча нас чему-то научит. Да хуй там плавал. Во-первых, стреляющие и взрывающиеся бомжи ничем не отличаются от обычных ходячих, пока не начнут стрелять и взрываться. Во-вторых, в игре они встречаются буквально 2 или 3 раза, и каждый раз в какой-то, сука, подлой ситуации. Не, ну а чё, сосалики, это же про сложность, разве нет? Получите, блять, и распишитесь. И ладно бы это был единичный случай, но к этому моменту у вас уже будет пара седых волос от ебучих бабок с пути пилигрима, которые там прячутся за каждым, сука, вторым ящиком, норовя столкнуть вас в пропасть. Но и это семечки по сравнению с астральными бабочками, трутнями или что они там, блять, такое, которые здесь выполняют функцию мимика. Мимика, которого никак нахуй визуально не отличить от обычного лута, лежащего на земле, пока не пробьешь по нему фонарем. Что с учетом плотности противников вокруг вы будете делать в лучшем случае 1 раз из 10. А эта тварь на секундочку отжирает я почти понял full насчет HP. хилки. Вы ведь любите Кто не каменных имею бесов с в клеймором виду. наперевес, да, игроки? А как насчет чувака с огненными топорами, бьющего по скрипту с 2 рук из слепой зоны? А как насчет него же, но неуязвимого, да с парой огненных псин в придачу?
А может, хотите комбо из мимика и летающих гоблинов по скрипту, нападающих толпой и грызущих вас с тагерящими атаками? Или, может, лучника, который, ничем не отличаясь от сотни предыдущих лучников, что вы видели, вдруг начинает струячить из миномета? Слабовато? А как насчет мини-босса, который вас ваншотнет щитом, а перенесясь в астрал, вы обнаружите, что рядом все это время тусило каменное лицо, которое тут же с удовольствием усядется на лицо уже ваше. Причем, запотев и вычистив эту площадь от обоих, вы залутаете с мини-боссов примерно ничего. В общем, вот такие подлые энкаунтеры — это залог примерно 80% ваших фиаско в первых 2/3 игры. И абьюз этого приема здесь возведен в такую степень, какой я не видел ни в одном Soulsborne. С этим пунктом все, погнали к следующему. Всратый сюжет. Смотрите, обычно я, как дипломированный лоровед, нещадно обоссываю тех, кто говорит, что в Dark Souls отсутствует сюжет. Так вот, в Лордах он действительно отсутствует. На самом деле, я, конечно, утрирую, здесь есть множество персонажей с побочными квестлайнами, которые развиваются с вашим участием, хотя скорее без, потому что лорды так хорошо косплеят Миядзаку, что без гайдов вы состаритесь раньше, чем все эти квесты выполните. Но побочка — это ерунда по сравнению с тем, как хексы умудрились всрать квест основной. Событие, на секундочку, мирового масштаба. Мини-апокалипсис с приходом страшного злого бога. Ну, то есть, нам в катсцене об этом всем говорят, но мало ли что там говорят. Давайте посмотрим, что нам показывают. Вот этот молодой человек будет нас и вручает повестку в хаб. В хабе он набрасывает нам побочку про какой-то утерянный хабар фонарщиков и реагирует парой реплик, если мы этот хабар приносим. Очистили маяк? Да плевать вообще. 2 маяка, 3 маяка, все маяки. Похуй. Гопнули верховного злого бога, вернулись живым. Да насрать. То же касается и вайфу, в которой появится доп. Реплика, когда мы достигнем ее альма-матер. Вырезали всю ересь в королевстве. Прибили местную Жанну Дарк. Полезайте в гребаного робота и пиздуйте на New Game Plus. Всем поебать. Вот вам 3 строчки текста, Times New Roman, спасибо, идите нахуй. Единственный, кто худо-бедно реагирует на изменение состояния мира, это Железный Странник, но и он, если не выполнять его квест, выглядит как батя, который в начале игры выходит на 20 лет за сигаретами, чтобы потом в конце заявиться пьяным к вам на выпускной и устроить дебош. Все. Я, конечно, понимаю, что большей части комьюнити подавай босс-файты, а не этот ваш сюжет, но давайте абстрагируемся на секунду и представим, что мы в 2К23 купили за 40, сука, баксов РПГ, в которой НПЦ ведут себя так же. Нормально? Ладно. Итак, мы почти добрались до боссов, но прежде еще пара более мелких бесячих моментов. Возвращаясь в мой любимый горящий Калрат, нельзя не сказать о семенах останков, хотя вот этот момент уже можно, пожалуй, списать исключительно на мою тупость. Так вот, семена, создающие временные костры, всю игру продаются у старичка-лесовичка за 2500 энергии. Но штука в том, что в начале игры это довольно солидная сумма, и лично я в процессе прохождения привык к тому, что покупать их нет необходимости, что недалеко от правды, потому что они падают из боссов и вот этих ебучих мух. То есть разрабы дали мне это знание, закрепили его, и в последнюю душную секцию Калрата я пришел с уже выработанной привычкой. Но здесь есть и мухи, и боссы, которые уже, прости господи, не боссы, и куча бесячих энкаунтеров, о которых было выше, и вот это все, и не выпадает ни одного семечка. Ни единого, хотя полянки для костров стоят буквально в 30 метрах друг от друга. Логика расстановки этих полянок — это, кстати, отдельная загадка, разгадать которую мировому научному сообществу предстоит, видимо, еще не скоро. Потому что разрабы то ставят их за полкарты и тысячу мобов друг от друга, то... И это очень частая ситуация. Ты добираешься наконец до этой ебучей полянки, втыкаешь последнее драгоценное семечко, поворачиваешь за угол и понимаешь, что сделал круг и пришел, сука, к стационарному костру. Чё там, игровой опыт, позитивное подкрепление? Да на попей, мы про такое не слышали, иди нахуй просто.
И это не последний пример, вот вам и еще. На арене битвы с боссом-великаном есть микроскопический проход. В силу того, что большую часть босс-файта этот ярус залит лавой, случайно вы там не побегаете, и проход этот не увидите. Лут, который по методике Миядзаки мог бы лежать рядом с этим проходом, лежит с другой стороны арены. Сама арена имеет круговую форму, и в отличие от, например, арены Пьетты, где направление движения напрашивается само, здесь оно не очевидно, а сам проход вполне можно не заметить, потому что, опять же, вы собрали лут в другой части арены и увидели, что похожий по цвету проход — это вообще не проход. На этом моменте я решил отправиться в хаб, чтобы посмотреть, что можно залутать из воспоминания босса. И как раз после победы над ним триггерится продолжение квеста Андреаса из Эбба. То есть я прихожу в хаб, вижу письмо на полу и вспоминаю, что гораздо раньше этот хер зачем-то дал мне ключ, который я не знал, к чему применить. А теперь знаю и как раз вроде бы застопорился по сюжету. Логично, что я пойду по этой указке в зимнюю локацию и напрочь забуду про пароход, который остался на арене. А целых 3 секции, одна из которых имеет уникального босса, кстати, а другая как раз таки двигает сюжет, останутся скипнутыми, пока я буду рвать жопу, чтобы победить очередного тупорогого босса. Не босса, чтобы пойти в локацию, которая мне в данный момент вообще нахуй не нужна. Вот почему его квест триггерится именно после великана, что мешало разрабам поставить его где-нибудь в этом сюжетном проходе, а потом уже отпустить в зимнюю локу. Вопрос риторический. И еще один риторический вопрос, самый главный, это проход в финальную локацию игры. Находится он за вот этими воротами, поросшими магматическими полипами. Ворота эти вы будете пробегать где-то часов за 20 до конца игры, и к финалу забудете о них напрочь, потому что похожи ли они вообще на ворота, которые когда-то там должны открыться. Да даже, блять, соседние похожи больше. Однако именно этот аппендикс, поросший магмой, который я просто пробежал и забыл, это проход в замок короля. Дешевый Замок, урон. который вы, не приглядываясь, там даже не увидите, не говоря уже о том, что если не выполнять квест Андреаса или просто пропустить случайно строчку диалога, в которой он указывает очень приблизительное направление в эту сторону, то вы вообще никогда не подумаете сюда вернуться, потому что все остальные NPC, как я уже говорил, не скажут вам ни слова. А вам, между тем, нужно будет преодолеть вот этот не самый очевидный путь из хаба, потом победить, если не победили раньше, Лайт Риппера, потом Андреаса, дойти вот сюда, заступить в этот аппендикс, чтобы стриггерить босс-файт с Бати, и, наконец, открыть проход к Адиру. Короче, блядь, геймдев на кончиках пальцев. У меня просто нет слов. Такого уровня рукожопости я не видел, по-моему, вообще никогда. Ну и если вы еще не задушились окончательно, то давайте наконец поговорим о боссах. В 2 словах, это просто позор. То есть, я многого и не ждал от жанрового дженерика, но все мои антиожидания разрабы превзошли на 200%. Потому что из 10 местных боссов, хоть сколько-нибудь интересными, мне показалось от силы парочка, а качество большинства я бы оценивал в отрицательных значениях. Мобов и боссов NPC я за боссов само собой не считаю, там вообще не о чем говорить, это просто, блять, какая-то феерия говна. Особенно, когда в эндгейм локации вам дают мини-босса в виде толпы, сука, бомжей. Это уже какой-то неприкрытый троллинг. В 2 словах о критериях оценки. Они просты как доска. Это нарратив босса и то, как он реализован в игровых механиках, в непосредственном дизайне босса и, что важно лично для меня, в его локации. Потому что локация, и я не только об арене, где вы будете драться, это такая же часть хорошего босса, как его визуальный дизайн или поведение. При хорошей реализации всего упомянутого мы получаем, например, Реналу, Годрика или Симона Мануса с Лаксазией. При средненькой, допустим, архиепископа Андреаса из того же Lies of P. При паршивой и ниже почти любого босса в лордах. И прежде чем потрошить отдельные примеры, надо отметить общую проблему многих, очень многих боссов в игре. Кстати, здесь я снова провалился во флешбеке от DS2, потому что 6 из 10 упомянутых боссов это гуманоиды, а точнее что-то так или иначе похожее на рыцарей или имеющее рыцарскую фазу. И такое же, сука, медленное, как в DS-ке, которая вышла на секундочку 10 лет назад.
И я, честно говоря, не понимаю, с чем эта медленность связана, но именно для того, чтобы ее хоть как-то компенсировать, разрабы раз за разом от начала игры и до самого ее конца применяют очень похожие паттерны, а кое-где и просто не совсем опять-таки честные или просто душные трюки. Смотрите, вот у нас 2 удара с последующим окном у Пьеты в начале. Они же повторяются у Тихого Святого в первой фазе Танкреда, в обеих фазах у Жанны Дарк и даже у Короля. Сплэш от удара по земле аналогично. И такой же мув есть у Лайтрипера. Чардж с последующим колющим рывком тоже будет заебывать вас вплоть до конца игры. От деревянного святого и до самой судьи Инквизиторши. Ну и с учетом того, что подвижность персонажа у нас где-то на уровне Bloodborne, все эти пожилые мувсеты времен Dark Souls 2 не вызывали бы ничего, кроме зевоты, и разрабы начали выкручиваться и пытаться растянуть поединки. Первый лютый приступ духоты я испытал уже на Лайтрипере в начале, а позже на Тихом Святом, потому что Лайтрипер тупо неуязвим всю первую минуту боя. Это, блять, вообще абсурд. На поединке со Святым фактически та же история. Это особенно бросилось мне в глаза, когда я позвал на бой Фантома, и всю первую треть боя его ИИ просто беспомощно стоял, пока Святой рассекал вокруг на своей коняге. И ладно бы за этим ожиданием было хоть что-то интересное. Хуй там. Если откусить эту часть боя, то выяснится, что так называемый босс не интереснее среднего моба из Lies of P. Второй, наверное, самый популярный способ растянуть пожилой босс-файт — это зонищая магия с трекингом вашего персонажа, чтобы заставить вас побегать. Пьета колдует свои мечи из земли, Ворона колдует ледяную змейку, Разрушители колдуют огонь из-под земли, Лайтрипер колдует, блять, дракона, которого не видно и который заливает пол-арены лавой, Девка Гатс колдует свои колья, Судья в первой фазе вообще засыпает пол-арены своими ебучими стрелами и шипами, а во второй взрывами. Король закидывает вас трекающими мечами. И вся эта упомянутая хуета нужна просто для того, чтобы вы не убили тряпочного босса за минуту и немного побегали, любуясь всеми этими красотами. Геймплей уровня нинтендовской контры с уворотами от снарядов какого-нибудь босса вертолета. С той лишь разницей, что стрелять в ответ ваш персонаж, скорее всего, не сможет. Кстати, в босс-файте с великаном этот момент вообще возведен в какой-то абсурдный абсолют. Вот это все «убеги с платформы», «вернись», «ударь по ладошке», господи, кринге, какой же это, сука, кринге. Единственное, за что можно поблагодарить разрабов тут, за подвижный field of view на многих таких моментах. Это, конечно, next gen, которого мы заслужили. В общем, булить эту идиотию я могу еще долго. Ворона, нахуй! Босс Ворона! Босс из финального сегмента. Кринге скорее это пытаться говорить на молодежном сленге, будучи 40-летним мужиком. Не. Момента игры на секундочку, блядь. О. Хотя, есть же еще Адир, ладно, все, проехали. Немного о хорошем. Мне понравился Танкред. Это, конечно, не уровень Годрика и его замка, но уже что-то. Во-первых, тут есть момент деконструкции, и босс находится не наверху, а в самых глубинах башни, которая есть такой пыточный паноптикум, и преодолевая его, вы понимаете масштабы охуевания местной инквизиции. Расположение босса — это одновременно метафора степени его грехопадения, буквальной физической отдаленности от неба, к которому он, по идее, должен тянуться, а сама башня — это, по сути, такая аллегория брони, в которую инквизитор заковал себя, чтобы удержать остатки контроля. Такая гигантская железная дева, внутри которой он безнадежно догнивает в ожидании момента, когда его другая шизофреническая половина, постоянно говорящая неудобную правду, наконец вырвется на свободу. Разница в стилях боя между фазами отлично работает на этот образ, и вся эта секция в комплексе, даже несмотря на ненавистный лично мне платформинг, в целом неплохая. Особенно с учетом того, что сначала я тупо не заметил маяк наверху башни и вообще не подозревал внизу никакого уникального босса, собрав всю картину в кучу только постфактум. Эмпиреи, локация судьи-церковницы, в принципе, тоже получилось это как они неплохо, играют? но Ну, точнее, как этот чел играет вообще? Этого Он вот так вот нам бегает, что спойлерят ли? еще во вступительном ролике Вот и так. периодически по ходу игры. И здесь Типа, такого ну, вау-эффекта вот так вот лично немного для не меня уже смотрит, не да? получилось. Вот так.
Да и сама локация Империи, хоть и неплоха, но как-то, что ли, слишком буквально раскрывает тему тщеславия и гордыни, но это уже, конечно, на вкус и цвет. А в любом случае, первая фаза поставлена хорошо, и единственное, что ее портит, как по мне, это анимации босса, меч которого ходит слишком уж танцевально плавно для обычного железного меча. Но и вторая фаза — это полная фиаско, в отличие, опять же, от Танкреда. Удивить и впечатлить лично меня не получилось. С учетом всех спойлеров, я ждал большего. Кстати, самый честный, как по мне, босс-файт в игре — это Монарх. Там все вот эти грязные зонищие трюки не так сильно бросаются в глаза, да и в целом это хороший такой эпичный середнячок, которому, пожалуй, не хватило скорее сценарного раскрытия. Хотя авторы и пытались. Король, кстати, это, по-моему, вообще самый раскрытый персонаж из всех. В силу того, что его роль во всей этой канители с маяками не вполне ясна, становится вообще непонятно, почему он, собственно, должен нас интересовать. Почему именно он, а не та же судья-церковница, это вообще финальный босс. Получается просто потому, что Адир решил затусить именно на его королевской хате. Но тут еще нужно ковырять лор, возможно, я что-то упустил, поэтому не будем торопиться. В общем, хотя я озвучил далеко не все претензии к игре, которые планировал изначально, чтобы совсем уж вас не задушить, думаю, пора бы сделать какое-то заключение. Хотя стоп! Напоследок, вот вам еще один момент, вызвавший у меня какое-то беспрецедентное горение ближе ко второй половине игры. Это анимация смерти. Я не стоял над ней с секундомером, и, возможно, ее затянутость — это уже исключительно мой субъективный глюк, и все же где-то на второй половине игры она доебала меня настолько, что я тупо скачал тренер к игре и сразу после получения последнего удара просто включал ускорение на 150%, а иногда и вовсе бегал по локациям на этой скорости, просто уворачиваясь от бомжей. Вот теперь точно все, и пора бы что-то засуммировать. В принципе, после Секера очевидно было, что пределы поджанра Soulsborne'ов наметились, а уже на Elden Ring он, если не исчерпал себя, то очень близко к этому поругу приблизился. Потому что, в сущности, мы уже все видели в его левел-дизайне, видели все самые вкусные варианты сеттингов, множество удачных и не очень модификаций геймплея и вытекающего из них дизайна боссов. Короче, колесо изобретено, переизобрести его заново уже вряд ли возможно. И вот с первых минут игры в Лордов у меня было ощущение, что все, чем они занимаются, это эксперименты с формой колеса. Попытки заставить меня покататься на квадратном, треугольном, каком, блять, угодно, кроме оптимального круглого. Именно по этой причине я ни слова не сказал о так называемой киллер-фиче проекта — механике Умбры, этой ебаной лампе. Она в игре нужна примерно как углы к колесу, то есть не нужна вообще нахуй. Возможно, я бы еще купился на это дерьмо, если бы у него была какая-то более конкретная лорная составляющая. И я ее искал, ждал. Но тут ее нет, а без нее это просто такой же костыль, как вот эти все AOE прожектайлы, которыми вас закидывает слабенький и неинтересный в своей основе босс. Все, потенциал всрат, проехали. Сравнивая мои впечатления от Lies of P, скажу, что лично для меня и на мой вкус корейская студия, которая решила колесо не изобретать и просто нехитро собрала нам конструктор из спиженных у фромов механик, сделав основную ставку на визуальный дизайн сеттинга и историю, победила с разгромным счетом. И я жду продолжения Lies of P и очень надеюсь, что у проекта все будет хорошо. Что касается хексов и фонарей, ребята, вот если вам хочется фонаря, честное слово, поиграйте в игру Medium 2021 года, благо сейчас железо стало железнее, и так тормозить она уже, наверное, не будет. А Lords of the Fallen лично я отправляю в топку. Сделают они там какую-то работу над ошибками или нет, мне, честно говоря, насрать. Попутного им ветра, но надеюсь, что кал подобного уровня мне обозревать не придется больше никогда. Вот, собственно, и все. Пойду займусь лором, а вам спасибо за терпение и просмотр. До новых встреч. Пока-пока. Ой, бля. Полный Инк HD 1.1.0. Приступим. Готовы? Готов.
Ваша контрольная фраза. Черно-белая душа окунулась в водоворот сплетенных страданий, сплетенных мной болью во мне, в едином духе и явственно, до жути на фоне бездны, ввысь белым сочилась человечность. Боль. Боль. Доводилось ли вам бывать в ядовитом болоте? Боль. Боль. Вы потеряли все души? Боль. Боль. Что если вы не можете убить босса из-за плохой камеры? Боль. Боль. Сплетены? Сплетены. Что вы чувствуете, путешествуя по локации с другом в кооперативе? Сплетены? Сплетены. Вас учили чертить мелком по земле? Сплетены? Сплетены. Вы жаждете отдать душу кому-нибудь? Сплетены? Сплетены. Вам снятся сны пир-ту-пир соединений? Бля, в пизду этого чувака, нах. Ебанутый. Так. Ребята, извиняемся, что у нас так давно не выходил роликов на этом канале. Просто все мое время последней недели ушло на самую убогую, кривую и что ни на есть мерзотную игру этого года под названием Lords of the Fallen. Все, что я хочу пожелать разработчикам этого говна, это... Тебе кишки вытащу. Я отделаю тебя так, что твои внутренности станут наружностями. Я тебя как... Ну вот, как... Понимаешь, боль. Жуткая боль. Кроме шуток, ни одна игра последних, наверное, лет 10 не вызывала у меня такого отторжения и такой злости не от ее сложности, а от ее убогости. Игру я прошел и убил на это где-то в районе 35 часов. Я плакал, стонал. Леша говорил мне бросить эту затею, но я все-таки твердо решил, это, знаете, уже было делом принципа, что я все-таки должен потратить все свои оставшиеся нервы на нее и все-таки пройти ее, чтобы сделать для вас обзор. Чтобы ни одна живая душа, не дай бог, не занесла разработчикам этого хоть одну копеечку. В этом обзоре я вообще забуду про такое понятие, как объективность, потому что после прохождения этого у меня в голове такое огромное количество мыслей, ребят, вы бы знали. Но обо всем по порядку. Поехали! Все начинается с того, что нас выбрал фонарь, и мы становимся его носителем. И с его помощью мы можем посещать потусторонний мир под названием Умбра. Нас находит какой-то непонятный жрец, говорит: молодца, красава, этот фонарь дает огромную безграничную власть, короче, вали в замок, и если ты все-таки до него доберешься, значит ты прошел наш тест. Там дальше поговорим. Естественно, пока мы идем в первый час до этого самого замка, побеждаем первого сюжетного босса, и после этого нас этот жрец такой говорит: красаво, теперь ты в нашем ордене темных этих крестоносцев, молодец, теперь иди и всяких еретиков уничтожай, да маяки зачищай. И естественно, после такого наставления мы идем и делаем это на протяжении всей игры. Первым делом, о чем я хочу с вами сразу поговорить, это о левел дизайне. Я клянусь, если бы был такой учебник с нормальным геймдизайном, я бы взял его и бил бы разработчиков им до тех пор, пока бы они просто не поняли, что они по итогу сотворили. Потому что это такая, я не знаю, я, наверное, вас уже задолбал этим словом, но это действительно просто кривая убогость. Вы можете, конечно, над этим смеяться, но вы не понимаете, какое огромное количество нервов я на это убил, ведь я... Ради вашего удивления и досуга жизнью рискую. По сути, они здесь пытались сделать коридорный псевдооткрытый мир. Я не знаю, для чего они пытались это сделать, но банально, если вот мы с вами берем какую-то средненькую коридорную игру, то чаще всего вот мы идем из пункта А в пункт Б, и вот на протяжении этого пути иногда нам встречаются какие-то ответвления, куда мы можем пойти и получить какой-то бонус или какую-то часть сюжета. В этой игре сделано все гораздо гениальнее. Наверное, гораздо правильнее в мыслях разработчиков, как это здесь реализовано. Вот вы идете. Во-первых, я первые 10 часов игры был вот в таком состоянии. Ничего не понимаю. Потом я такой иду, я не понимаю, куда нужно идти. Ну ладно, вот
я иду, вижу какой-то коридор, поворачиваю у него, шагаю, наверное, ну без шуток, полчаса, и знаете что? Правильно, я вернулся в исходную точку. Я не знаю, для чего это нужно было. Я практически ничего за это не получил. И так на протяжении всей игры здесь огромное количество непонятных пространств, которые соединены друг с другом, и это бесполезно. Я не понимаю, для чего это нужно было здесь делать. Здесь огромное количество шорткатов, которые ими не являются. То есть это не то самое расстояние, знаете, когда вы можете себе там сократить пару минут жизни. Нет, вы здесь действительно просто тупо бежите по коридору, вы не понимаете, куда вы бежите. Вы можете потратить огромное количество часов. Вы не упретесь еще огромное же количество этих же часов. Но самое, что забавно, ребят, у меня в самом начале случился такой казус, что я буквально прибежал в самом начале, практически в самый конец игры. Я не знаю, как я это сделал, я не знаю, почему разработчики позволили мне это сделать, но получилось так, что я действительно прибежал практически в самый конец игры, то бишь где я по итогу должен был бы оказаться. И самое забавное, что я на протяжении всего этого пути, пока до туда добирался, я не понимал, что я делаю что-то не так, потому что на протяжении всего этого пути мобы были абсолютно теми же, что были и до этого. И получается так, что я единственное, что начал понимать, что внезапно тех рыцарей, на которых я тратил буквально там 2 удара только что, на них же я начал тратить уже 10-15 ударов, а теперь они меня тупо ваншотают. Я не понял, почему так происходило, я думал, что так все это находится по плану, и по итогу я только потом уже постфактум начал понимать, что что-то происходит не то, и я впервые в своей жизни был вынужден пойти гриндить мобов. Я никогда в жизни не делал подобного, но эта игра меня вынудила это сделать просто по причине того, что банально я не смог дальше проходить эту игру. Я не знаю для чего. Я просто тупо уперся, что я вот обязательно должен вот эту локацию пройти. И я ее прошел. Я настолько хорош стал в этой игре, что вот реально, мне уже эти 20 ударов было нипочем. Я Мне просто начал пришлось все эти 20 раз играть в игру. наносить эти удары. Пиздец, я думал, это кино. Когда я прошел этого финального босса этой локации, я не знал, куда идти дальше. Ролик что я пошел делать? кончился. Правильно, я пошел смотреть И прохождение мне какого-то чувака, дали который абсолютно так же, как и я, горел с этой игры, но у него был персонажа. другой забавный случай. Я Он по итогу пошел по потратил другому целый пути, по которому и час нужно было бы мне на тоже изначально идти. создание Когда я пошел по его же пути, я спрыгиваю на босса персонажа. и убиваю его за 5 ударов. Потому что для меня эта локация, Да-да-да. я в условных цифрах Очень говорю, эта самоотверженно. локация для 15 левелов, я по итогу 60 был. Все. И для меня игра достаточно продолжительное количество времени была достаточно простой, вот пока я вот как раз таки по логике вещей не пришел к той локации, в которой я оказался в самом начале. Отдельного упоминания здесь должны быть удостоены арбалетчики и маги. Я не знаю, кто им систему наведения настраивал, но этому программисту я желаю самый жуткий котел в аду, потому что то, что здесь сделано, это трэш, угар и садомия. Мы про мобов чуть дальше еще поговорим, но как они здесь расположены, это я не знаю, они, знаете, вы практически не можете от них уклониться. Для того, чтобы вам это сделать, вам тупо нужно выжидать момент, когда вот почти этот арбалетный болт до вас долетит, и в этот момент вот сам прям Ну да, это называется тайминг, братан. Но практически всегда Это эти тайминг. арбалетчики ходят Это не с кем-то. кутуе, понимаешь, Чаще это всего тайминг. это собаки, вам тут нужно уклоняться от собак, Надо, этих арбалетчиков, вам рефлексы вдвох, и хорошие отправляйтесь иметь, к чтобы ближайшему уворачиваться. костру. Из фишек этой игры можно опять же таки рассказать про вот этот самый потусторонний мир Умбра, потому что во многих моментах нам необходимо будет в этот мир переноситься, можно так сказать, чтобы проходить дальше, потому что многие как бы проходики и так далее будут открыты только как только вы перешли в этот самый мир. Но само нахождение в этом мире, оно такое противное, оно прям, опять же таки скажу это слово, мерзкое, потому что какие-то непонятные вот эти всякие эффекты накинули вот на эту самую анимацию. Где мои любимые у вас смешарики? какая-то рябь по экрану бегает, какое-то непонятное круговое вот это движение черной массы по краю экрана бегает. И, понимаете, вы будете находиться в Умбре где-то в районе 60% всей игры, и у меня так жутко болела голова из-за всех этих эффектов. Об этом просто можно долго разговаривать, но само нахождение в этом мире тоже очень плохое. И, конечно же, мы теперь подошли к моменту про костры. Я не верю в то, что хоть одна живая душа по-настоящему тестировала эту игру перед релизом, потому что если это так, то это делали какие-то крайне тупые люди. В общем, в чем особенность местных костров? Вы, пока
как бы бегаете по игре, вы можете встречать такие небольшие локации, в которых вот находится цветочная такая клумба, куда вы можете посадить семечки. Блин. Таким образом вы можете разместить временный костер. Его особенность заключается в том, что когда вы сажаете уже следующий То такой есть, костер, чтобы то, планиться, получается, надо ждать предыдущий верный момент, это исчезает. минус, И да. это полбеды, потому что вы можете сказать, Да. ну, как-то это уже и не стрёмно. Во-первых, и самое тупое расположение заключается в том, что Локация они либо Умбры могут буквально страшна. чуть не каждые 10 метров находиться, Это либо минус. вы можете бегать в районе получаса, гореть, орать и пытаться хоть как-то найти уже ближайший вот этот костер, и он может вам не попадаться. Но самое, что тупое, даже с этим можно было бы мириться, но для того, чтобы посадить этот самый костер, вам необходимо семечко. А это семечко падает из жестких мобов в Умбре, или же они продаются у торгаша за 2500 туш. И, естественно, как вы понимаете, в начале игры такую сумму практически невозможно поднять. И получается, Да ладно. что даже иногда, при всех таких Охуеть. вот недостатках, знаете, как они еще Невозможно сделали? поднять. Огромное количество раз у меня так случилось, то, что я сажаю семечку, и буквально через 15 метров я находил уже постоянный костер. Я в такие моменты так хотел разорвать разработчиков, у меня так с этого жопа горела, потому что, во-первых, это ценный ресурс я потратил, и через 10 метров я уже прибежал обратно к нормальному костру. Ну как это можно? Ну как так можно было вообще игру делать? Сам геймплей ничем прям таким особенным не отличается от Souls-like. Практически мы будем тупо бегать по локациям, зачищать мобов и убивать босса. Тут есть несколько классов, всех перечислять не буду, скажу лишь только то, что я играл за разбойника с упором на агилу, то есть на ловкость, и это был худший выбор для начала игры, и я считаю, что это был лучший выбор для лейтгейма. Для понимания, 90% всего оружия в игре это будет оружие либо огромные мечи, копья, либо какие-то посохи и что-то вот связанное с каким-нибудь там дробящим, но точно не кинжалы, ножи или что-то хотя бы похожее для того, чтобы вы могли надевать его на своего разбойника. А самое, что прикольное и в плане брони здесь Буквально в абсолютно начале игры все вот то это. же самое, потому что я пробегал в районе 80% У всей разбойника игры в одной изначально и той явно же есть стопной оружие. своей броне. Именно поэтому, когда Я вы хуй смотрите знает. на футажи из игры, я бегаю в одной и той же броне. Не по своей Ему сразу воле, а супер просто по причине оружие не того, дали. что легкой брони Жалко. нормальной в этой игре практически не существует. Мне повезло, я практически в самом начале игры нашел себе улучшенный ядовитый Мне нож. кажется, Это вместо вы него можете его метать. его И папа также проходит нашел игру. себе кастеты кровавые, которые накладывают эффект А тут кровоточки. И батя за счет ушел. этого как раз таки я более-менее смог Ну. уже нормально проходить Не в игру. смысле из дома И ушел, мне очень а в понравились смысле, эти ну, кастеты. Благодаря им я как раз таки перестал прям люто гореть. на потому что работу или всё еще оружие, куда? которое у меня было до Обзор этого, это делать было надо. что-то с чем-то. Но благодаря как раз таки анимации, когда вот вы с разбега наносите урон, он такую юлу включает, и он хорошо бьет в АОЕ. И как раз таки вся тактика моя заключалась в том, что я либо забрасывал кинжалом жестких этих мини-боссиков на локациях, а уже оставшийся трэш я как раз таки зачищал с помощью вот этого вот приема юлы. Бегать, искать какие-то предметы, артефакты, вы вряд ли заходите в этой игре, но даже если вы вдруг надумаете это сделать, не надо. Я потратил огромное количество времени, практически каждый сантиметр. Не этой игры указывай мне, что облазил, делать. и я вам авторитетно могу заявлять, это того не стоит. Вот, казалось бы, опять же возвращаемся к механике фонаря, и типа с помощью него мы можем вытаскивать душу. Но на деле получается такая нихуя. ситуация, что как только вы пытаетесь вытягивать душу из противника, чтобы из него эта душа вылетела, вы в этот Жестко. момент наносите урон, и он вроде как вас в этот момент не бьет, и типа все хорошо. Но на самом деле все это абсолютно не так. И в реальных условиях, в реальном бою вы практически никогда не будете драться один на один, а это значит, что даже любой бомж, который к вам подойдет и ударит, собьет каст этого приема, и также вам просто нанесется огромное количество урона. Поэтому даже этим вы вряд ли захотите пользоваться. И даже единственный босс, который эту механику использует, и то не смог его реализовать в полной мере. Поэтому как-то так. В плане прогрессии тут все достаточно классически сделано. Затачиваем свое оружие, причем даже заточку вы можете не реализовать в этой игре, потому что вы можете просто пробежать мимо этого квеста для того, чтобы освободить этого кузнеца. Также мы можем прокачивать лампу для того, чтобы увеличивать количество зарядов господи, вот как я этих так попался? вытягиваний душ. Также в этот фонарик мы можем вкладывать различные... После того, как мы делаем Атата Отто, на поле битвы прилетает глашатый Нет, Саурашнец не света смотрел. верхом на мини-змеи Горыныча. И просто-напросто сжигает нас.
Ясно. Но затем мы собираем всю волю в кулак, воскресаем, и вот сейчас мы отлетаем от удара лапами. Я думаю, такое стечение обстоятельств было примерно у каждого, кто начал играть в Lords of the Fallen. Узнали, окей, а что будет, если победить босса обучения? И вообще, возможно ли это сделать? Интересно. Да не, ну так неинтересно ведь. Нужно все проверить самостоятельно. Поэтому я начал тренироваться, и все шло прям как по маслу. Это было совсем несложно. Мувсет босса очень просто читается. А хитбоксы идеальные. В общем, спустя каких-то пару В общем, быстро. У меня получился удачный трай. Полная версия есть на моем канале с босс-файтами, ну а мы сейчас немного ускоримся. Блять. Один удар. Один. Бывает, чё. Ладно, теперь я покажу вот реально победный босс-файт. Блин. А, я же забываю. Про это. Прям во время кат-сцены игра просто крашнулась. И прогресс, естественно, не сохранился. Господи, как же тупо. Блин, я уже, наверное, не смогу это повторить. Это все-таки был мой лучший трай. Я решил попробовать победить его, играя другими классами. Сначала я по рофлу взял изгнанника с ведрами, и результаты были, ну, такие себе. А затем я взял Рогу, у которого со старта игры есть быстрые кинжалы и целых 3 ядовитых смазки. И дело поперло. И Блять, теперь, когда что я за прошел через хуета? столько Что за испытаний, мы с вами идиот по наконец-таки имени узнаем, я? что же будет, если победить жнеца света. Наконец-то дождались. Трайерская благодарность всем спонсорам и подписчикам за поддержку. Ариблутевым Юнайт, Захарка, Бородаджа, Том Анджело, благодать. Но Рибланеру Суэсес, благодатище. Не понял нихуя сейчас. Потому что у меня тут босс-файт.
Ну что, дружки-пирожки, судя по обилию комментов, хейт-обзор лордов зашел некоторым не особо рефлексирующим потребителям не в бровь, а прямо-таки сразу за щеку, а то и за обе. Я сейчас, конечно, не о тех уважаемых и умеющих культурную дискуссию оппонентах, чьи комменты по-прежнему на месте, а о паре тройки, четверки анальных погорельцев, которые со своим безвкусным матом сразу улетели в перманентную умбру. Более адекватным же критикам почти удалось меня загазлайтить и даже местами заставить усомниться в моих оценках, но потом я пересмотрел еще штук 15 обзоров разной степени массовости, патчноуты, понял, что далеко не одинок, и потребность тратить время на еще один, гораздо более подробный и душный разбор, чтобы доказать паре десятков анонов из интернета, что они заблуждаются, отпала. Я решил просто отпустить, но перед тем так думают благодарность всем, кто умеет остальные гражуры, значит, позицию все хорошо. изящно и адекватно, а не в стиле «ты пидор, потому что у меня рот». Осуждаю. И вот вам за это милая благодарственная тюлешка. Че за мудак говно? Шел нахуй. Это Думер Фокс. Это вот ноющий дед говнюк, короче. Ну да. Понятно-то почему. У него много хейта. Хейтом только хейт так и уется. По-другому никак. Чего он ожидал-то? Совсем глупый. Блин, вот дерьмо. Опасность. Danger, danger, danger. Ни хрена себе, тут дверь еще есть. Вау. Ладно, давайте-ка его послушаем. Хотя нет, он будет опять матом ругаться. Говнюк. Hello, MP. A nice man with a little moustache taking Melchior towards the castle. And look, the head that we're in it felt that's a good sign.
Belkius, I don't. He'll sort everything. Blimey, eh? The inserts and the fools again. See? Ooh, I feel like I could run a million. No monster better get it. For them. Look out, baddies. Look out, baddies. Энергетик ему дал. Блин, такое ощущение, как будто бы я способен пройти эту игру за один стрим. Типа вообще. Блин, надо было... Ой, надо было... Ой, надо было... Ой, надо было. Я ошибку совершил страшную. Что это было? Ну, нормально, в принципе. Хорошо пробежал. Дошел куда-то. Бронька стильная, конечно. Да. О, прям снимать не хочется его. Ладно. Блин, не знаю, еще по Lords of Fallen поиграть, что ли. Но следующий стрим... Знаешь, вот неожиданно что хочется поиграть. Вот, скажите, Фрешмит. GTA. И GTA, знаешь, какой? Самый первый. И потом последующий GTA. Первый, второй, третий, четвертый. Ну и пятый. Чисто марафон устроить. Фига себе, это мы смотрим. Ну вот. Хочется прям такого устроить. Давно уже хочу. Но все как-то вот, не знаю. Типа смелости не было. Завести такой стримчанский. Так, погоди-ка. Я-то помню эту лестницу. Нифига она меня спамит, мразь. Погоди-ка.
Блин. Ну, в принципе, да. Было охуенно. Так. Застрял в стене. Не, я понял. По-моему, я не сюда. Пиздец. Надо было ставить факел. Чё я зажадничал, я хуй знаю. Вот, в принципе, короче, прохождение GTA марафоном и попутно еще прохождение каких-либо других игр, скорее всего. Но основной темой, скорее всего, будет GTA, начиная с самой первой части. Вот думаю насчет ихних DLC, затрагивать или нет. Вот, скорее всего, буду затрагивать DLC чисто по 4-му GTA. Там, где есть вот баллада Гейтони, про байкеров. Вот. DLC, которые там были у первого GTA даже, и там остальные, наверное, не буду. И там по новым играм. Вот марафон GTA хочу сделать. Хотя, с одной стороны, хорошо, что не поставил фокус. Марафон GTA, марафон GTA. Чё ж ты не выстрелил, а? Друга не спас. Ублюдок. Там ты красиво. На ноуте был. Понял. Ну все, время пришло. Умереть. Пришло время умереть.
вступительный ролик крутой был, по идее. И надо было показать, наверное. Я сейчас попробую его убить быренько. Все-таки интересно. Блять, я забыл, как у меня сплошь высокий. Этих ебаных это. Блин, вот этот босс стал сложнее как-то, мне кажется. За счет того, что у него просто хп до хера и как-то... И как-то отвык от него. Охуенно, блядь, почему назад? Ауч. А, блядь. Я чё, хилку ёбну? Эй! Ты еб... Да, окей. Ну ладно. Окей. Ладно. Посмотри на него. Сидит мертвецами, играет. Такие. Привет, чё, как дела? Выделай-ка.
Наверное, все нормально, вот, с другом гуляю, и я гуляю, но я один. Вот, давай дружить. И такой смеется, хи-хи-хи. Но это демон-шизофреник, у него внутри есть еще один. И он такой: дай покушать. Забирает. А нет, типа такой: хватит играть. Я такой: оп. Типа, ты давно здесь стоишь? Ты много увидел? Блин, куда я выскочил? Да ёбана. Охуеть. Это я вот этого сумею вернуться. Да ёпта. Твою мать. Да ну нахуй. Рано прыгнул. Блин, как бы назвать видос по Lords of the Fallen, который я собираюсь выложить? Хорошая Souls-like игра, которую засрали нытики. Точнее, которую поиграли нытики, скорее всего, так лучше будет.
Да иди нахуй, блядь. Я вот тут стою, а ты ударил там, блядь. Как я умер потом? От удивления, блядь. Да уж этот босс такой интересный. Не, он интересный, но, блин, он также интересен с точки зрения хитбокса. Так. Не, ну справедливо, нормально. Я бы умер. Блять, вот просто все уроды. Не, ну просто я, ну, не знаю. Они просто по-уродски говорят, поэтому и уроды говорю. Все обзоры вот прямо говорят о том, что игра плохая. То есть большинство обзорщиков просто поддались мнению большинства. Точнее, даже не мнению большинства, а мнению... Помните строчки из начала? Массовых каких-то подписчиков, этих обзорщиков. Берсерка. Что-то там про судьбу человека и что он не властен даже над своей Хотя волей. бы один. На самом деле эти строчки идеально описывают как сюжет, так и общую атмосферу этой игры. Положительный. Всех приветствую. У микрофона Кингсли, и это обзор долгожданный Lords of the Fallen. Бля, Так и буквально пару слов о текущем положении канала и его будущем. Совсем недавно было достигнуто заветное число 500 подписчиков. И знаете, я заметил факт, что целые 5000 людей заинтересованы в твоем контенте, это невероятно приятно. Поэтому, учитывая тот факт, что многие люди наравне с желанием новых успехов также желали и какого-то развития контента, кстати, и я тоже, обещаю, что на ближайшее время, как минимум до выхода новой колды, отсутствие видеообзоров. Потому что я буду работать над улучшением качества как текущего типа видео на канале, то есть видеообзоров, так и других рубрик. И пока я буду придумывать, как разнообразить его, прошу по желанию написать что-нибудь в комментариях, чтобы вы хотели видеть на канале. Например, один из подписчиков уже просил анализ RDR 2, что вполне, на мой взгляд, интересно. И еще раз спасибо. Спасибо, что смотрите и поддерживаете мой канал. 2, блядь. С чего бы начать? Пожалуй, по традиции канала пару слов о том, какая вообще предыстория у ребута и как я отношусь к прошлой ипостаси лордов. Проще прочитать Итак, «Войну и на заре мир», мне популярности кажется. серии Souls от From Software самыми первыми на моей памяти их Я стали хуй знаю. копировать умельцы из немецкой Deck 13 и польской City Interactive Games, они же CI Games. Тогда, в 2014 году, именно Если они простой, выпустили на свет типа, проект под названием игры Lords of the делать, Fallen, то который, нормально. по моим сохранившимся впечатлениям, был далеко не самой лучшей игрой, но и не самый худший. Все же в игре были свои достоинства в качестве хотя бы очень привлекательной графики и дизайна брони с монстрами. Тут что-что, а еще тогда, на фоне ближайшего аналога в виде просто отвратительной, по моему мнению, Dark Souls 2, она, то есть лорды, имела полное преимущество. Однако из-за того, что геймплей был весьма тягучий, медленный, а также кампания игры была ну уж очень короткой и простой, мне, как и большинству игравших в душу, проект не запал. Однако шанс на продолжение оставался жить. Оставался примерно до 2022 года, когда на Gamescom анонсировали еще одни Lords of the Fallen. Но на всеобщее удивление без цифры 2 в названии. Позже исполнительный продюсер Hexworks Сол Гаскон, надеюсь я правильно произнес, подтвердил, что данная игра будет являться ребутом. И тут мое сердечко успокоилось, поскольку и правда, ведь цифра 2 может смутить тех, кто не играл в предыдущую часть, а также слово ребут по сути является сигналом к тому, что разработчик проведет массовую работу над ошибками. Что у них в итоге получилось, сейчас расскажу.
И давайте, наверное, начнем с самого интересного — геймплея. На мой взгляд, он очень неплох, особенно по сравнению со своим старшим братом 2014 года. Смотрите, по сути перед нами, типичная боевка соусов, да? Знай себе, перекатывайся, вовремя наноси удары и будешь жить. Все это мы уже проходили, прекрасно знаем. Однако тут нам также позволяют использовать такие приколы, как, например, использование одинакового или разного типа оружия в двух ведущих руках, что в свою очередь будет менять ваш мувсет, как, например, это было в Elden Ring. Также точь-в-точь, вот прям как в Lies of P, можно, это важно, можно парировать. То есть эта функция является опциональной. Причем управление весьма удобно адаптировано под эти задачи, из-за чего не будет складываться ощущение тягучего и вялого геймплея. То есть, простыми словами, одна из главных, как по мне, проблем оригинала была полностью устранена. К слову, тут есть удобная фича в виде того, что, как бы это объяснить, главный герой умеет подступать к противникам. То есть, пока вы делаете замах, который, как и любой другой замах в этой игре, отменить, к сожалению, нельзя, герой делает шаг в сторону противника, причем такой небольшой, но благодаря магнитам и тому, что разработчик не идиот, ты прекрасно чувствуешь себя на поле боя. То есть люди, ответственные за боевую систему, понимали, что раз уж в игре есть враги, атаки которых, как правило, уводят их крайне далеко от вас, в том числе и боссы, то лучшим способом убрать недопонимание в виде «Какого хуя? Ну почему я не достал?» можно очень простым и элегантным путем. И раз уж мы заговорили о боссах, то давайте пару слов и о них. Чуваки, это просто охуенно. A betrayal made flesh, and one I cannot brook. Да, я полностью осознаю, что говорю. Не все они идеальны, но идеального в этом мире вы ничего не найдете, кроме какого-нибудь теплого чайка в холодные зимние вечера. Если говорить о дизайне боссов, то тут тоже сплошной ахуй. Потому что после отвратительного и, я бы сказал, мерзкого, неуклюжего копирования боссов-ромов от корейцев в игре про Пиноккио, тут нас встречают интересные, самобытные и жуткие твари, дизайны предыстории которых очень уместны и лаконично ложатся на всеобщую сложившуюся картину в мире игры про повелителей павших. Драться с каждым из них очень понравилось. Правда, если честно, некоторые из них показались, уж очень простыми. И если в самых первых патчах Lies of P боссов нерфили, то здесь я бы попросил их бафа. Последний босс — это вообще смех какой-то. Он буквально беспомощный настолько, что я ощущал, будто я спортсмен, участвующий в соревнованиях по бегу среди безногих инвалидов. Но случай со сложностью, пожалуй, самая субъективная вещь, которая была в этом обзоре. Окей, признаю. Ввиду того, что Lords of the Fallen вы не можете взять и закупиться банками, так сказать, собраться в билд пивной сиськи и в соло с закрытыми глазами пройти всех боссов, здесь вам нужно будет подстраиваться под их мувсет и запоминать тайминги. Причем, в отличие от Пиноккио, да, сравнения с ним в обзоре еще будут, тут же, в Лордах, вы можете как испортить кому-то прохождение, вторгнувшись в его мир, ставь лайк, кстати говоря, если обожаешь так делать, а также объединяться со своим другом, чтобы было проще пройти игру. И это очень даже хорошо. Правда, так как среди моих знакомых не было тех, кто купил бы эту игру, я проходил ее чисто в соло, поэтому показать вам кооп не смогу, как и ответить за его качество. Там вроде игроки жаловались на рассинхрон и прочие неудобства, хотя я подобного в PvP не нашел. Но и отрицать наличие данных косяков не смогу. Что же касательно оружия, брони и магии, то тут снова можно охуеть, потому как их тут очень много. О чем говорить, если демонстрация одной только брони, которая тут буквально на любой вкус может найтись, на ютубе занимает почти час реального времени. И магия тут довольно разнообразная и красиво задизайнена. Есть как святые, так и всякие огненные и тому подобные скиллы. В общем, не заскучаешь. Правда, я решил качаться просто через двуручный меч и силу с ловкостью. Кстати, зацените броню за предзаказ. Я, конечно, все понимаю, но настолько красивой брони я не видел, наверное, никогда. Ни в одном Dark Souls. Без преувеличений, это по-настоящему произведение дизайнерского искусства. Ну а в дизайн здешних аутентичных, разнообразных, мрачных и запутанных клубов локаций я влюбился сразу. Все пути в игре переплетены между собой, из-за чего не нарушается ощущение целостности мира. К слову о красоте. Вы же заметили, что и графон тоже на каком-то высоком уровне. И вы будете правы, так как у нас тут Unreal Engine 5 со всеми вытекающими проблемами. Хотя, если честно, когда после анонса я увидел новости об использовании этого движка в игре, я уже морально готовил себя к ужасной оптимизации. Серьезно, если посмотреть на некоторые отзывы к игре, то увидите, что многие жаловались на просто невозможность запуска или фризы во время игры. У меня же, особенно после первых патчей, игра стала работать стабильно. Правда, даже сейчас в местном хабе фризит, что аж мама не горюй.
С одной стороны, я понимаю, что иных способов научиться работать с его технологиями, имеется в виду 5-го Unreal, просто не существует, либо их очень мало. Однако, по несчастливой случайности, подопытными крысами в данном эксперименте будем именно мы с вами. С другой стороны, спустя года, благодаря вот таким вот неоднозначным и смелым решениям об использовании новых и необкатанных технологий, у нас точно будут, наверное, по-настоящему некстгеновские игры. А пока что назвать тех же лордов я так не могу. Игра красивая, безусловно, даже очень, но можно, как по мне, и лучше. Ладно, вернемся к геймплею. Еще интересной и действительно новой фичей стала фишка с 2 мирами. И вот тут честно скажу, она для меня оказалась спорной. С одной стороны, это что-то новое, и такого я раньше не видел. С другой, довольно душная хуйня, которая заебывает тебя где-то после середины игры. Суть в чем? Наш герой — фонарщик. Его тут так некоторые называют. При смерти, то есть упавлении плоских хп до нуля в человеческой форме в мире живых, вы восстаете в качестве духа в мире мертвых, которого все так же могут убить твари в реальном мире. Они никуда не исчезают. Однако теперь вы видите окружающую среду иначе. Открываются иные проходы там, где их раньше не было, и появляется новый лут. Но так как мертвые не любят непрошенных гостей, нам тут не рады. И за нами начинают охотиться потусторонние твари, которых, кстати, становится все больше и агрессивнее с каждой секундой. В правом верхнем углу у нас есть аналог таймера. Если мы слишком задержимся, за нами придет местный босс, а также запретят использовать аптечки, что в свою очередь означает практически точную смерть. В общем, вечно так бегать будет нельзя. Если вы погибли от вражеской атаки на арене с боссом, то будет необходимо с ним разобраться, или просто сбежать с поля боя, если это обычный моб. А потом найти алтарь или костер, отдохнуть и покинуть мир Умбры. Да, тут так называется мир мертвых. В свою очередь, если вы живы, то есть находитесь в мире Морнстеда, это мир живых, то вы можете просто достать фонарь и начать освещать себе путь. Небольшая поправочка к видеоролику. На самом деле мир живых называется Аксиум, но окружающий мир в игре называется Морнстед. Для более упрощенного понимания в дальнейшем видеоролике я сведу название обоих этих миров к одному – Морнстед, что позволяет заранее заметить потенциально опасных призраков и скрытые пути. Но и тут разработчик подумал о вас как об игроке, и прекрасно понимая, что чтобы игрок не уставал и не светил где ни попадя, сделал так, что, будучи живым, вы можете заметить бабочек. Они будут указывать на точки интереса в потустороннем мире заранее, а увидеть их можно будет еще будучи в мире живых, что облегчает исследование. Даже не допрыгнул до туда. Ебать! С фонарем связано еще несколько крутых возможностей. Первое, то что ваш фонарь может вытягивать душу противника наружу, в буквальном смысле обездвиживая его, таким образом позволяя легко нанести ему урон. Однако такая возможность не супер накидная, как раз таки потому, что у нее нашлось пара весьма очень хороших ограничений. Во-первых, ваше хп моментально будет снижаться на внушительный процент при ее использовании, но его можно будет восстановить, как в Lies of P или Bloodborne, посредством нанесения ударов по врагу, а не по его душе, и именно после того, как она к нему вернется. И во-вторых, заряды у данной способности варьируются в зависимости от прокачки фонаря и нуждаются в восполнении. Вторая же фишка фонаря — это возможность преждевременно, если так можно выразиться, сдохнуть и перейти в мир Умбры. Однако, если вы умрете здесь абсолютно при любых обстоятельствах, то это будет означать финиш и отправку вас на ближайший костер. Кстати, иногда можно спавнить костры поближе самостоятельно, в специально разрешенных для этого местах. Если говорить про механику смерти и воскрешения, то именно они отчасти тоже влияют на сложность боя в этой игре с теми же самыми боссами. Смотрите, если обычно там в Dark Souls, Bloodborne и им подобных играх вы имели одну жизнь, то в Lords of the Fallen первый раз умирая вы лишь переходите в ту самую часть геймплея, которая обычно и вызывает у всех волнение. Речь как раз таки про последнюю попытку. Иначе говоря, можно попробовать затанковать ебалом босса, а потом на лоу хп въебать ему несколько раз в форме духа, если до этого он сумел убить вас один раз и таким образом легко победить его. говно. Так что с одной стороны крутая механика, безусловно, а с другой, ну уж очень сильно упрощает игру. Чуть не забыл. С помощью лампы мы можем находить воспоминания погибших, узнавая таким образом местный лор и вскрывая тайны. Ivan. Passed out for a moment. Oh, sorry. That bastard Tancred got a bit carried away during our last chat. But it's for what he's done to you that I'm gonna kill him. Кстати, за них дают валюту, за которую можно купить у одного NPC из воспоминаний с боссами их оружие, заклинания и броню. Вроде бы все перечислил.
Разве что упомяну, что с начала игры по традиции, конечно же, попросит также создать персонажа. Так что если кто-то переживал за счет отсутствия кастомизации в игре, нет, она тут и есть, можете быть спокойны. Наверное, вот теперь что-то нужно сказать и про сюжет. Суть здешнего сюжета такова. После эпохи жесточайшей тирании демон Адир потерпел поражение, и спустя тысячелетия его воскрешение приближается. Мы берем на себя роль одного из легендарных темных крестоносцев, идем в свой крестовый поход, где мы будем путешествовать по двум мирам, Блядь, бросая пожалуйста, вызов нахуй. угрозам на пути. А также, как вы поняли, наша задача сделать все возможное, чтобы этот самый демон не вернулся. По идее, это все. Разве что могу добавить, что не все здешние персонажи мне запомнились. Все-таки до уровня From Software еще далеко. Однако вот с атмосферой полный порядок, умирающий, темный, но в то же время удивительно прекрасный Морнстед восхищает своим гротеском и разнообразием. Холодные пустоши, горящие города, мрачные болота, где ты все время по колено в грязи, узкие, клаустрофобно опасные расщелины горных перевалов и пленяющие виды некогда бывалых величественных замков, мостов и крепостей. Пройдя игру, я бы мог сказать, что вот это идеальный мир темного фэнтези. Ты словно вместе со своим героем ощущаешь, что пребываешь в настоящем аду, где повсюду царит отчаяние и горе. Чем-то, кстати, игра очень напоминает Blasphemous. Тоже крестоносцы а-ля инквизиторы, верховная воля богов, которой они так преданно служат до конца, искоренение грешников и ереси. Тут даже сет, похожий на тот, что носит главный герой Blasphemous, есть. И меч, обвитый терновым венком, тоже присутствует. И знаете, опять же, возвращаясь к Lies of P, хочется просто показать ее разрабам и фанатам, что такое вдохновляться чем-то, а не красть. Потому как если играя за Пиноккио, у меня было только желание посоветовать разработчикам из Южной Кореи в дальнейшем, например, в сиквеле, придумать что-то свое, то тут я больше изучаю местный лор, не один раз перечитывая здешние записки и описание предметов. В Lords of the Fallen, что не скрывая так, глаза, Lies я of не P? буду слышать уже знакомые голоса местных хранительниц огня и не только. Хотя своим долгом считаю сказать, что местная английская озвучка крутая, особенно голоса персонажей из хаба. Ну и главный герой при нанесении ударов врагу или в иных случаях тоже довольно живо звучит. Кстати, оцените рофл момент. Да, противники в этой игре умеют и не только такое. Не надо! Дядя, не надо! Да как это кончить? Так, наверное, будем потихоньку подытоживать, что в итоге в игре понравилось, а что нет. Плюсы. Боевка, в которой я не заметил проблем с хитбоксами. Или они просто не бросались мне в глаза. Пиноккио, учись. Плюс, в отличие от лордов 2014 года, она весьма бодрая, что однозначно плюс. А также она уважительно относится к мнению игрока. Хотите играть через увороты? Пожалуйста. Хотите через парирование? Конечно же можете. Это отлично. И на заметку некоторым людям в комментариях под видеообзором игры Lies of P могу ответить однозначно. Да, я прошел Lords of the Fallen чисто на уворотах. Второй плюс – мир и его структура. Совершенно не понимаю тех, кому не зашла система переплетения локаций. Серьезно, если это кого-то смогло запутать, то боюсь представить, как эти люди вообще могут ориентироваться в играх, где локация – это не коридор с двумя дверьми. Пожалуй, таким тяжело даже у себя в квартире ориентироваться, ей-богу. Третий плюс – музыка. Вот она, кстати, неплохая, особенно тема из главного хаба, но и темы у боссов тоже довольно разные. Хотя музыка из Lies of P понравилась больше, звук еще в игре неплохой. Удары и вопли, скрежет брони, все звучит сочно и приятно. Четвертый плюс – боссы, особенно если учесть тот факт, что у каждого из них свой мувсет. Он понятен и легко запоминается. Правда, я вот бы выпустил патч с бафом, так как большинство из них ну прям уж очень простые. Пятое – механика двух параллельных миров. Хотя я занесу ее, Какая пожалуй, же ты как в плюсы, сука. так и в минусы. Ну и шестое – это продолжительность игры. В Lords of the Fallen я ощущал себя прекрасно как в начале, так и под конец прохождения. Все-таки за 20 часов осилил, при том, что я исследовал вообще все, что только мог. Хотя не сомневаюсь, что даже так что-то упустил. Теперь к минусам. Первое – это оптимизация. Она стала лучше с патчами, но это не отменяет того факта, что большинство купивших игру попросту не могли запустить ее ни на старте, ни после. Отвратительно. Второе – отсутствие русской локализации. И я понимаю, что это уже стало нормой, но меня совершенно не заботит то, по какой там причине ее не добавили. Поэтому я просто установил перевод с украинского, и вам советую сделать то же самое. Делать мне, блять, больше нечего, как в игре, где все говорят на сверхзаумном языке аллегорий и сравнений, где куча текста в описании предметов, сидеть и думать, а что же я все-таки нахуй только что прочитал.
Третье — это уже упомянутая механика двух миров. Порой она очень заебная. Четвертое и последнее — простота. Все-таки порой в игре довольно очень легко было, особенно на битвах с боссами, что может подпортить впечатление для некоторых игроков, в том числе и у меня. Ну и пожалуй, это все. Благодарю всех, кто досмотрел до этого момента. Я невероятно вам благодарен. Ах ты, Но еще больше я буду благодарен, сучара! если вы поставите свой царский лайк и въебете со всей силы по кнопке подписаться. Это очень сильно помогает развитию моего Я канала. не Помните, что я заметил. такой же простой игрок, как и Я вы. думал, И просто высказываю свое нормально. мнение на этом канале. Ну и опять же, поздравляю лучших. Чуть было опять не подобрал. Так, по-моему... Да. Просто идем в шахту. По-моему, мы сегодня начинали в шахтах же, да? Охереть, я пришел, получается, быстро. Так, я сейчас, получается, сколько сейчас прошел? Ну-ка, дай-ка выйдем. Сколько времени я поиграл? Нифига, 35 часов, и это с учетом новой игры плюс. Я, по сути, быстро прошел игру, оказывается. Охуеть, это я, получается, игру за сколько прошел? За 30 часов, по-моему, да? А сейчас, ну, за 32, наверное. Я сейчас примерно 3 часа, наверное, или 2 часа. 3 часа, скорее всего, играл новую игру плюс. Ну, это прикольно. Это прикольно. Ugh. Пойду спать. Всем спокойной ночи, ребята. Увидимся завтра. Постараюсь постримить пораньше. Хорошая игра, в общем, скажу. 8 или даже 9 из 10, я бы даже сказал. Игра хорошая. Ну, 8,5, вот прям точно. Из 10. Если оценивать в такой, ну, бальной системе, то игра такая, точно. Хорошая, но есть проблемы технического плана, но сама игра в плане именно геймплейной и увлекательной, и эстетической составляющей вполне себе перекрывает эти проблемы. Да, погоришь,
моменты. Похереваешь? Ну это ж, сука, Souls-like. Это тебе не Майнкрафт, где ты чаек попивая будешь доить корову там, не знаю, копать себе могилу, убегать от крипера. Всё в таком духе. Такие дела.